лет назад, теперь, как утверждается самый известный... Вроде я все каналы дослушал. Так, салям жамағат. Бүгін темалар бек көп. Само собой Сирия, само собой вот тут пишут Ичкерия. До этого я слушал, чуть-чуть начинал слушать, но надо найти, тоже послушаем. Вот, пока Кашиюк потихоньку будем пока слушать. СВО длиной в 30 лет. Вот интересно, о чем говорили. 36 минут, давайте послушаем этих Free National. Я сам участвовал тоже в этом боевых действиях. Видел, это все было на моих глазах. Я был адъютантом генерала Масхадова. По словам Джохара Дудаева, 250-тысячная армия российская вошла на нашу территорию. Ситуация была для русских ужасная. Там началась паника, начали уже выбрасывать белые флаги. Война в Украине – это продолжение русско-чеченской войны. Сам Путин тоже родился как маньяк, да, как убийца именно на чеченской крови. Единственное одно решение есть. Это, а Дудаев говорил, никому не рассказывать, но я расскажу сегодня. Что он расскажет, интересно? Так, доброго дня, дорогие друзья. С вами чай заварим, будем, да? Чай, да? Лиги свободных наций. Сегодня говорить. Очень знаменательный, трагедийный день. Ровно 30 лет назад пока Кашиюк. Ельцинская Россия начала агрессию против независимой Ичкерии, тем самым открыв длинную геноцида против республики и гордого и братского нам чеченского народа. Сегодня мы будем говорить об этом с уважаемым старейшином Хусейном Исхановым, человеком, который был непосредственным участником всех этих событий. Приветствуем вас, уважаемый Аксакал. Салам алейкум. Валикум салам. Приветствую всех, кто нас слышит и видит. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, вот 30 лет прошло, по сути, целое поколение детей выросло, то есть это уже взрослые люди. Но, несмотря на то, что вот события вроде по историческим меркам вчерашние, для большинства людей это уже как бы давно забытая история. Однако для чеченского народа это кровоточащая рана. Не могли бы вы коротко нам описать, ввести в курс дела, как готовилась агрессия против Ичкерии, что предъявлялось Джохару Дудаеву и почему Москва на это решилась? Ну, как многие, наверное, знают, после развала Советского Союза в 1991 году развал России произошел, и Чеченская республика Верховным Советом СССР была приравнена. Все автономные республики были приравнены к союзным республикам. Все знают, и что все народы, которые сегодня населяют Российскую Федерацию, это империю, они все насильственно включенные народы. Ни одного народа нет, который добровольно вошел бы в состав Советского Союза. И поэтому мы имели больше, чем прав, да, чем обычно прав выйти из Советского Союза. Айсин еще тот-то. Я вчера заметил, вот вчера, я как раз об этом потом я скажу. По которым вышла Украина. Или я пока не забыл, скажу. Добавлю. Короче, было дело так. Когда тут не Джаулан, а вот этот Аюб рассказывал, узбек, который рассказывал обо всем, да, и вот его... Если вы посмотрите мимику вот этого, я вчера все, в ТикТоке я был вчера, короче. И шунда увидишь, короче, как Руслан Айсин просто охуевает от того, что они сделали. Вот что они сделали. Получается, вот эти повстанцы выебали, грубо говоря, блядь, всех там, да ведь? И в этот момент Айсин пытается вкурить, но в то же время понимает, что татаров-то нет таких, которые, блядь, то же самое могут сделать. Переворот. Вот в чем прикол. Поэтому, вспоминая, блядь, нахуй, опять этого Кашапова долбоеба, как он мне сказал, 20 человек найди, говорит мне, 20 человек найди, кто пойдет, потом посмотрим, говорит.
Ну вот поэтому, туғанлар, давайте, как говорится, утерем, блядь, нос, блядь, всем пидорасам и манкуртам, которые говорят, 20 человек найди, а потом мы посмотрим. О чем смотреть? Куда смотреть? Вот этот момент давайте будем прояснять, да, так скажем, блядь. Почему у нас нету людей, которые пойдут со мной вместе на Москву? Разъебывать полностью Москву, брать Башкортостан с Татарстаном и, как говорится, грубо говоря, менять власть. И там уже, как говорится, будет все по-нашему. Как мы захотим, так и будет. Вот почему никто не хочет этого? Почему боитесь? Понимаете? Да хрена, короче, тут можно поговорить об этом. Я вчера как раз эту тему, как раз таки, слушая тот разговор с ними, затрагивал. Как они рассказывают, как они брали, как они действовали. Грубо говоря, потом вдобавок еще сегодня услышал, что уже другие, так скажем, про них уже говорят. Ну, надо же и очернить надо, и плюсы, и минусы обо всем сейчас говорят. И в итоге получается это Джавлани, это Джавлон, это... Ну, вообще, Джавани, Джавлони. Ну, наверное, Джавлан вообще должен быть, да. Вот у нас есть Джавлон. Джавлон, такое имя есть, Джавлон. Хрен знает, как его назвать. Короче, этот Джавлон, получается, наебал, оказывается, и ИГИЛ, и еще какую-то группу. Вот как, что за группа там, ебанутая одна еще группа, оказывается, есть. ИГИЛ отдельная, мы теперь будем понимать. ИГИЛ, значит, есть, блядь, которые, хуй поймешь, в тот раз я рассказывал, явно, блядь, какой-то игиловцы, это созданная группа. Или кто-то из узкожопых создали его, или кто-то. И есть вот эти еще есть, оказывается, которые вообще не при делах с ними. И еще одна группа есть, тоже террористы, хуй поймешь, кто они, тоже надо, как говорится, понять. Ну, нам нахуй они не нужны, по сути. Но суть, нам это урок. Мы этот урок должны раз и навсегда запомнить, что вот на этом уроке также в Башкортостане и в Татарстане будет свергаться власть Москвы. Поэтому сейчас самое главное нам собраться в единый кулак и разъебать Москву. Вот это наша задача. Инелерге тугл. Украинада инелерге тугл, по сути. Турклерге вообще инелерге тугл. Биркимге инелмеске. Только самостоятельно сами. А для этого просто нужны люди, которые пойдут на Москву. А и вооружиться. Вот это вооружение создать. И все. И плюс самый интересный момент, я охренел, когда, помните, я вам говорил, что от всего, что мы вот насчет инвесторларна битен söyledim, инвесторлар была туда-сюда, dedim битенде. Бля, я охренел от того, что они сколько зарплату получали. Первый день, помните, с одним журналистом говорил, тоже узбек какой-то журналист, короче, который рассказывал о том, что, блядь, эти солдаты, этот Айсен рассказывал, блядь, про то, что, блядь, нахуй, как это, ебаный, что эта сирийская армия получает 20 евро, блядь, в месяц зарплата военная, пиздец, да, блядь, а тут, оказывается, вот эти джавланские боевики тоже, блядь, 50 евро получали, оказывается, а командир 200 евро или что-то такое, если не спиздеть, не помню, блядь. Вот в том вчерашнем разговоре. Ну, я равен, 50 евро, но это же смешно, блядь. Смешно. И получается, там не в деньгах суть шла, а именно, блядь, инициатива разъебать это движение асадовское нахуй. Осадить Асадов, как говорится, на кол посадить его. Вот в чем был ихний, как говорится, стержень. А bizde, блядь, нахуй, шабалар, блядь, 200 мыңга, шабалар, блядь, потом, блядь, мана бүгін ишеттік, нахуй, пәтәк сігәсіз анда, күтләкләр сігәсіз, нахуй, получается, ақшаға. Кетіріп, блядь, 20 мыңнан, блядь, күтләкләрні сігәсіз. Ол күтләкләр 500 мың ішлі екен. Сіз 200 мың ішлейсіз, а күтләкләр айна 500 мың таба екен. Своей пиздой, получается. Охуеть у вас там, блядь, этот бардак, блядь.
говорили, блядь, друг друга пиздят, ладно, хуй с ним, как-то прохавали. Второе, блядь, нахуй, наркота, сигареты, алкоголь, хуй с ним, прохавали. И тут вдобавок kütлеклер. Ну, без этого тоже нельзя, да? Kütлеклер керек бе, 20 мыңдан нахуй, бір пәтәк тишігі үшін 20 мың бересіз. Мына, вот вы дожили, получается, до чего. И в тот же момент сіз оларны сігесіз да, бәлкім озақы мәртәбә, по идее, сігесіз. И шум білән әллүки, до свидос, как говорится, на тот свет. Получается, вы же в окопах, грубо говоря, блядь, этим занимаетесь, понимаете? Какая-то долбоёбская часть, оказывается, в окопах занимается, другая, нахуй, квартиры едут, блядь, и так далее. Но суть всего этого, нахуй, вам 200 тысяч дают, блядь. А там за полтинник в месяц, за $50 в месяц они хуярили, жили, терпели. И вот чего они достигли. А без, блядь, нахуй, я всегда говорю, блядь, в таких хоромах живем, блядь. Кайфуем, блядь, и не можем на Москву пойти, блядь. Вот где трусость, блядь, наша трусость это, понимаете? Это не то, что, блядь, нахуй, да, что-то произошло там в деньгах или что-то там разница. В нашем трусости это. И не нужно говорить, что они подготовленные, боевики, тырым-пырым. Да похуй, кто, как они, блядь, подготовлены или нет. Да пизды. Суть, блядь, они в, блядь, хуёвых условиях жили эти, блядь, 10-15 лет. А мы, блядь, в хороших условиях живем и не можем, блядь, пойти нахуй. Вот как физкультура, просто пойти нахуй на Москву, блядь. А они, блядь, в трущобах, грубо говоря, блядь, жили, блядь, в пизде Кукуева, блядь, где-то в пустыне, блядь. А мы, как говорится, такие расслабленные, такие, блядь, жигетляр, как тёлки, нахуй. И не можем, блядь, за свою жопу ответить. А они могут за свою жопу ответить. Вот в чем наша разница, понимаете? Поэтому вот они могут теперь всем миром, нахуй, управлять, если им интересно будет. Им похую все. Вот к чему я вас тоже, блядь, подталкиваю, блядь, изначально, сколько я говорил, блядь, Кашаповым я не согласен, блядь, ушел нахуй. Иршат Хаби не согласен, ушел я от них. Нахуя они мне нужны, блядь? Потому что олар, блядь, по старинке, по ебанутому пытаются жить, блядь. Нам не надо такая ебанутая жизнь, блядь. Мы молодежь, блядь. Мы хотим цивильно жить, блядь. Хотим, блядь, нахуй, в нормальных условиях жить, блядь, а не в гестаповских, диктатурских системах жить. Нахуя нам это надо? Бабайские всякие, блядь, Путины, Ельцины, нахуй, Хабировы, блядь, Кадыровы, блядь, нахуй, Трамп, блядь, Макрон, еще кто-то. Вот это хуетация, это нам не нужна, бабаевская, понимаете? Нам нужна, блядь, цивильная, нахуй, структура, блядь, которая будет, нахуй, управлять Башкортостаном и Татарстаном. Это мы. Мы будем управлять, блядь. Вот мы, блядь, нахуй. Та молодежь, которая, нахуй, увидела этот кусок СССР, увидела, блядь, Путина. Вот мы вышли, нахуй. Мы образовались в этом дерьме, блядь. Из этого дерьма мы вышли, нахуй. Ебать, нахуй, узкожопых. Первая задача — выебать узкожопых во все щели, блядь, нахуй. Пока их мы не уничтожим, нахуй, ничего, нахуй, не изменится в этой пидорасии, блядь. Вот задача наша — выебать их, как говорится, до последнего пидораса, который будет вякать о том, что нам не нужна независимость. Как мне вот пишут кое-какие гондоны в ТикТоке, нахуй, типа, куда вы пойдете, что, почем. Ну, я же загружаю туда-сюда, видите, читаете, наверное. Куда вы пойдете. Я вам постоянно отвечаю. И вчера отвечал, вот именно из-за ТикТока я делал, блядь, стрим. Вам всем ублюдкам, блядь, узкожопым отвечаю, что Москва-Сити, нахуй, будет по кирпичикам разложен, блядь. Кремль тоже будет по кирпичикам разложен. Я вам гарантирую, нахуй. Особенно вдобавок еще узнаю, что осадовские квартиры, 19 штук там, блядь, нахуй, на 40 миллиардов, блядь, долларов, блядь. Пизда эту Москва-Сити, нахуй. Разложить, нахуй, его, блядь, как карточный домик, нахуй. Высыпем мы его, нахуй, полностью, с первого этажа до, блядь, хуй его, какой там, 63 или 85 этажи. Сколько вы там настроили, блядь? Я был в 63-м этаже там, блядь, когда-то. Так что, блядь, разъебем, нахуй, полностью, нахуй, Москва-Сити, блядь, и Кремль, нахуй, вместе, блядь, стоящим, нахуй.
сука, нахуй. Не будет этой ебаной, нахуй, Рублевки и Барвихи, нахуй. Все разъебем. Найдем все ваши подкопы, окопы, нахуй, туннели, нахуй, гаражи, блядь, нахуй. Все, как говорится, полностью, нахуй, будем банковать, нахуй, когда мы в Москву зайдем, блядь. Полностью все вынесем, нахуй, выебем, нахуй, и, как говорится, разграбим, блядь. И все, что там найдем, отдадим, блядь, украинским землям, где разруха. Пусть строят себе дома, красивые, ровные, займутся своими территориями. А мы займемся Башкортостаном и новыми территориями Башкортостана и Татарстана. Вот примерно вот такая задача будет, туганлар. Другого варианта у нас не будет. Страны, давайте послушаем. Узбекистан, Таджикистан и так далее. В 91 году, когда Ельцин объявил, что каждый может взять суверенитет, сколько проглотит, естественно, мы, Татарстан и Башкортостан, по-моему, 3 республики объявили суверенитет. Ну, Чеченская республика пошла дальше. В 91 году у нас прошли выборы президента и парламента. Парламент Чеченской республики принял конституцию Чеченской республики. И вот с этого момента, с 90-го года, уже имея свою законную конституцию, мы являемся, с 91-го года вообще-то, являемся независимым государством. Российская Федерация нынешняя стала Российской Федерацией только в 93-м году, на год позже. До 93-го года Российская Федерация жила, правопреемница типа Советского Союза. В общем, она жила по законам, по Конституции Советского Союза. Тоже надо подчеркнуть. Потому что уже в 93 году, приняв новую конституцию, Россия не имела никакого права включать ни Чеченскую республику. Мы это Башкортостан с Татарстаном. Кто? Другие республики, странные какие-то, которые вышли из состава. Ну явно Урыслар Тугалинда, блядь. Но видя такое положение, что Чеченская республика начала развиваться бурно, в нашей республике была проведена приватизация жилья. Все жилье было, все государственное, все жилье передали в частные руки. Нефтепродукты, которые мы перерабатывали и имели, добывали. Каждый гражданин Чеченской республики Ичкерия получал долю с прибыли от нефтепродуктов. У нас были чартерные рейсы в арабские страны, в общем, развивался бизнес, развивалась экономика. И как к примеру скажу, что буханка хлеба у нас стоила 1 рубль в нашей республике, в соседних республиках стоила в Российской Федерации 16 рублей на тот период. Вот такая была огромная разница. Помимо того, что нам предъявляют какие-то претензии, что мы якобы притесняли русскоязычных. О, видите, как было у них в Чечне, точнее в Ичкерии какое-то время. Я даже это не знал никогда. Первый раз слышу это, что у нас было 16, а там 1 только рубль. И насчет рубля. Рубля у нас не будет нахуй. Этот деревянный рубль нахуй засунем Путину в жопу, блядь. В Башкортостане, Татарстане будет нормальные деньги свои. Bizning ақша была. Сум deyasizmi? Хоть narsa aytag zona. Bashqirt sumi, Tatar sumi, mana shulay. Bizda o'zimizni ақша была. Sikkanman urus ақшасын. Вообще ishlatmaskan nahvoy uni bir qachonda. Там проводили над русскими какие-то эксперименты, геноцид и так далее, то вы можете, любой человек может посмотреть центральный рынок города Грозного, 93 год. Вот на этом центральном рынке приезжают со Ставропольского края, продают свинину там у нас, для русскоязычного населения продают свинину. Никто их не притесняет, никто ничего не говорит. И соседи республики, если приезжают к нам торговать, это говорит о чем-то, да? Что их не ущемляют, что их не грабят, что никакие претензии не предъявляют. Это были самые счастливые годы. Да, на натуре, сейчас я посмотрел, там мандарины даже у них есть. Там что только нет, колбасы, сало там, все продают. Вот это и есть, блядь, цивилизация, а не то, что, блядь, Путин, пидорас, который сейчас, блядь, гнобит нас, блядь, это мусульман в Башкортостане и в Татарстане. Кстати, сегодня я загружал одно видео, где просят эти придурки наши, манкурты, Путина, блядь, чтобы в Люберцах, блядь, не уничтожили мечеть, блядь. Вот опять унижение. Хоя сіз мусульманлар, Башкортостан, хам Татарстан мусульманлары, сіз нәрсе күтәсіз, а?
Знаешь, что китайцев? Я вот этого не могу понять. Почему вы ждете, блядь, что кто-то вам что-то сделает? Кто вам что сделает, блядь? Из Сирии приедет этот Аюб, что ли? Узбек, который, как говорится, возглавлял эту тематику с этим Джавлани. Что, он приедет, что ли? Или кто приедет? Кого вы ждете, я не могу понять, блядь. Кто должен к вам приехать в Башкортостан, Татарстан, если вы не сами, а? Поэтому, блядь, нахуй нашу независимость только мы сами должны брать, блядь. Никто нам не обязан, и мы не должны, блядь, мыскылланып, олардан сурарга, блядь, үтініп. Кутаққа керек олар бізге. Жизни вот 91 года до 94 года, когда началась война. И в этот период Россия начала, ну как в любой стране они это делают, оппозиции там вооружать, да, каких-то людей нашли, не каких-то людей, Гантемиров Беслан сейчас в Ростовской области живет, пасет овец. Он был при Дудаеве мэром города Грозного, его там, видимо, завербовали, там ему дали деньги, оружие, танки даже, вертолет и так далее. То есть они начали бряцать оружием против избранной власти, попытались свергнуть Джохара Дудаева. Потом такой Умар Автурханов, тоже один деятель из Натеречного района, он возглавлял тоже эту оппозицию. И вот эта оппозиция пыталась дважды... Вот, кстати, Номад правильно задал вопрос. Переворот вооруженным путем. Видите, и получается против Дудаева тоже манкурты были, эти ебланоиды, манкуртские чеченцы тоже были, блядь, пидорасы, которые против, блядь, со стороны Русни шли, блядь. Вот таких гандонов, манкуртов я вот дохуя что-то у меня на втором ТикТоке начали дохуя писать мне, блядь, заебали вы, суки. Вам пизда, блядь, я вам, блядь, вчера в ТикТоке тоже это объяснял гандоном, нахуй. Сидел там 100 чем-то человек, блядь, кто сидел, непонятно, блядь. Вот, я вам говорю, блядь, нахуй. Башқұртстандағы һәм Татарстандағы манкуртлар, нахуй, мен лично сізге гарантия берем, күтігізгесігем, блядь. Har birigizne нахуй, har birigizne, блядь, нахуй. Если вы, суки, не научитесь переобуваться в нашу сторону, вам пизда, блядь. Вы будете бежать первыми, нахуй, вместе с русскими, нахуй. На первом ряду вы даже будете хуярить, блядь, в сторону Москвы, блядь. Запомните, нахуй. Потому что вам в Татарстане, в Башкортостане жить мы не дадим. Нам не нужны такие твари, которые выйдут и сейчас пиздят против нас. Вам пизда будет, я вам гарантирую, блядь. Сізге пощады не будет, поймите, нахуй. Meni ota-bobolarim 41-ni 45-ni o'tgan. Olar bilalar. Olardan men eshitib kelganman, kerak bo'lsa. Если даже глубже копнем, то моих, как говорится, прадедов раскулачивание шло ни за что, ни про что убили. Моего деда башкирта убили ни за что. А почему? Потому что вот такие мрази внутри были, предатели, которые, как говорится, его, блядь, зарубили, получается, топором, блядь. Топором зарубили. Вот до какой степени было, блядь, нахуй, дикость, нахуй. А потом, блядь, в 41-45, когда пришли, были, нахуй, такие гандоны, говорят, в колхозах, предатели, которые сдавали, блядь, рассказываю, да, рассказывал когда-то, блядь, за то, что, блядь, кто-то там взял чуть-чуть шипотку, нахуй, зерна в карман, блядь, и мою бабушку, тетю-бабушку посадили, короче, на 6 лет, ей было 18 лет, или на 8 лет, короче, 18 было, 26 вышло, вот что-то такое. На 8 лет, значит, посадили. На 8 лет, блядь, вроде посадили. Ну, или 6, или 8. Какая разница? Посадили 18-летнюю, блядь, на столько лет, блядь. Представили, да? После войны. Или во время войны, блядь. Не помню, блядь. Короче, когда ей было 18. Когда ей было 18, я не знаю, когда она родилась. В итоге, если даже она родилась где-то в 25-х, плюс 18, это сколько получается, блядь? 43 где-то получается. Да? Или что там получается, блядь? Ну вот примерно вот в тех годах, блядь. Суть, что стукачей, это вот эти манкурты, стукачи это манкурты, которые сдавали, блядь, правительству. Это вот манкурты, стукачи среди нашего народа, блядь. Башкортлар, хам татарлар. И вам пизда. Для этого сейчас конкретно есть слово, блядь, манкурты. Как говорится, вот это слово как раз-таки будет котироваться под вашу, как говорится, статью. Вот есть статья иноагенты, а у нас будет статья манкурты. Представили, да?
Блядь, мы это заебеним нахуй даже в Конституцию, блядь. Манкуртам пизда напишем. Прям короткая статья будет. Лично мной написано будет, блядь. Манкуртам пизда, блядь, нахуй. Первое в Конституции на башында yazып қоябыз сразу. Но дробь 1, Конституция Башкортостана. Манкуртам пизда, блядь. Вот примерно вот такой лозунг будет нахуй. Увидели, услышали где-то манкуртов нахуй, сдали, блядь. Их сдавать нахуй не будет западлом, блядь. Сдали, и мы их выебем нахуй. Государственным нахуй прессом, блядь. Вот только такой нахуй будет зачистка Башкортостана, Татарстана. А русским вообще мы рот открывать не дадим нахуй. Узкожопых будем ебать во все щели, блядь. Потому что вы затрахали, гандоны, украинцев, грузин, кого только, блядь. И сейчас еще нападки ваши сраные на этих, блядь, твари, блядь, на моих, блядь, земляков с Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, всех приезжих. Что за хуйня? Да, кстати, один день еще слышал где-то в Инстаграме, что ли, что казахов кинули. Казахи поехали куда-то в Ебеня, куда-то на север или куда, я не понял, блядь. Поехали в Читу, что ли, или Новосибирск. Их кинули на бабки. Или в Москву поехали, я не помню, блядь. Поехали, короче, куда-то, отобрали документы и кинули. И они вот жаловались. Вот какой-то вот в Инстаграме новости показывало, блядь. Я вроде даже закидывал это в Телеграм себе, не помню. Вот такая хуйня. Получается, не только узбеков кидает, и казахов кидает, которые приехали на заработку. Нахуя в Россию приехали на заработки? Вопрос у меня возникает, конечно. Ну, есть такие тоже, наверное. Это тоже всякое, это приехали манкурты казахские, которые как бы любят узкожопых. Примерно вот такая часть людей. Мы не изменим их, мы их только будем ебать. Только так, нахуй, будет, как говорится, сортировка, блядь. Мы будем вот такие селекционные, нахуй, лагеря создавать, нахуй, как в Китае, нахуй, против уйгуров. Мы вот так будем разбираться, нахуй. Кто за что топит, нахуй. Сейчас же Путин такую же хуйню сделал, гандон. Мы тоже то же самое сделаем, блядь. Да, статья манкуртизм. Во, классная тема, да. Статья манкуртизм. Вдруг мы заподозрили манкурты, все, пизда вам. Кстати, как раз сегодня слушал какой-то тоже новое время или что вот это, блядь, новости, там тоже говорится как раз Мариуполь, мариупольский, короче, директор телевидения мариупольского, Мариуполь вроде это Украина, да, и вот он высказал тоже, откуда-то выцепил слово манкурт, и он употребил это слово, мне аж понравилось. Понравилось, что наконец-то украинцы научились этому слову и говорить его откровенно, конкретно. Манкурты. В итоге, короче говоря, потому что на него нету перевода. У вас нет на него, блядь, обоснования. Манкурты, что такое? У вас нету, блядь, в вашем ебаном русском лексиконе, его нету у вас. Поймите, вы когда говорите ваш великий сраный русский язык, в нем нету нахуй этого слова. Прикиньте, блядь. Прикиньте, да, новшество, блядь, в нашем, блядь, языке появилось, да? Это, по идее, появилось оно, получается, из кыргызского слова, но, грубо говоря, наши, как говорится, тюркские языки, если можно так назвать, да? Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, можно понимать одно, что в Украине тоже образовались манкурты, которые, блядь, нахуй пошли, блядь, топить за Путина. Но они в данный момент ошиблись. Эти манкурты, как говорится, тоже будут вычисляться и по одному ебать будем, сказали украинцы. Мы то же самое будем делать. Хабиров, Минниханов, Шаймиев, они не съебутся. Кадыров, мы их из-под земли найдем нахуй. Кроме земли вы никуда не съебетесь. Если только с этим, блядь, хуем, блядь, не договоритесь, вас в космос отправят нахуй. Только так будет спасение вам. Этим, сука, ебаным, блядь, к этим Марк, как его звали, блядь, гандон этот, американцем, блядь, сраным. С ним есть только не договоритесь, нахуй, этим, сука, забыл его имя, вот этот
Марком Эйнштейном, блядь, ебаным. Кстати, насчет Хуйштейна, блядь, Хуйштейн тоже, блядь, приехал, блядь, Курскую область, блядь, хуйней страдать, нахуй. Это Хуйштейну пердолили в жопу, нахуй, как говорится, самотыком, нахуй. Этот, блядь, стал охуенно, который орут гей-Европа, гей-Москве Эйнштейн пердолили в жопу, и он стал, блядь, главой Курской области, блядь. Заебись, блядь, узкожопые ценят своих начальств, блядь, нахуй. У вас же одни пидоры, нахуй, суки, блядь, нахуй, везде, блядь, одни Моисеевы и всякие, нахуй, Кобзоны, нахуй, у вас везде, блядь, пердолины, нахуй. Пердулина, блядь, везде у вас, нахуй, дырка, блядь, в очке у вас, а вы, блядь, держитесь за эту власть сраные, нахуй. Понимаете, да, смысл? Поэтому, как говорится, так что мы знаем, что вы заднеприводные, нахуй, поэтому готовьте свои жопы, нахуй, вазелины, нахуй, наберите, блядь. Мы вас будем ебать, когда мы зайдем в Башкортостан с Татарстаном. Я вам гарантирую. Вот лишь бы я до этих времен, иншаллах, дожил. И чтобы я дожил и дошел до этих времен. Потому что Сирия это сделала, и мы сделаем это. Потому что Аллах Та'алям дает нам открытие мусульманам, чтобы, как говорится, в одно время 500 лет, блядь, тираны, как говорится, в России, блядь, властвуют. Теперь придет наше время. Придет время мусульман, и мы тогда, как говорится, вам покажем, нахуй, где раки зимуют, нахуй. Мы вас, нахуй, всех, нахуй, в Колыму отправим, ебеня, нахуй. Насчет земли потом. Кто-то что-то там пиздел тоже насчет земли. Да хуя комментариев, я тут буду вспоминать, говорить. Насчет земли. Так, справа тоже YouTube записывает, чтобы, блядь, нахуй, что-то какая-то сука захочет, блядь, меня блокануть. Так что запись идет со всех щелей. Так что не беспокойтесь, нахуй. Смысла нет меня блокировать. Я буду пиздеть, пока, иншаллах, мне Аллах дает жизнь. Насчет земли. Из тупорылым, который начинал говорить, куда вы выйдете или что, с этого Куандыкского коридора. Плюс еще там разберемся с Самарой, разберемся с Татарстаном, с Башкортостаном. Вверх идет. Вот кто шарит карту, вот эту карту по карте можете посмотреть. Идет вверх, короче. Полностью идет вверх вот эта хуйня. Так скажем, блять. Наши земли. Башкортостан, Пермь, там в Татарстане, как всегда говорю, Удмуртия, потом... как это поеботина еще, Коми, блядь, вот это Коми, Ненеция, Ненецкий вот это округ, и море, да, вот это все море, вот это ебаное, так скажем, блядь, море, как это, блядь, остров, блядь, сука, блядь, новая земля, блядь, вот в эту степь, короче, полностью будет, как говорится, так скажем, образовываться новые земли Башкортостана. Вот примерно это. И когда мне говорят, что 1000 раз уже отвечал, и опять вот этот мне написали, я пытаюсь на него ответить. У нас куда выйти будет везде. Везде будет выход. Bizda durtiyog'imizda кибла, как у нас говорят, durtiyog'in кибла. У нас будет со всех щелей, со всех сторон будет выход. Проблем не будет. Вы не думайте, узкожопые, что Коми, Челябинск и там дальше, за Челябинск я даже вообще не говорю. Там уже вообще забудьте про эти земли. Вы там забудьте вообще. За Башкортостан, Пермь, так называемый, и Коми вы нихуя никогда не проедете. Это все земли будут Башкортостаном. Вот эта, блядь, тактика будет держаться у нас, блядь. Взять все земли, как говорится, и, как говорится, их образовать новыми башкортостанскими землями и татарстанскими. Вот такая будет система. Так что за Татарстан, даже Чувашия, Марель, Мордва, так, сказали их так не называть, Эрзя, Мокша, Нижний Новгород, вам нехуй будет суваться вообще. Вы оттуда хуй вы пройдете. Со стороны Нижнего Новгорода, как вам Алсынов сказал, со стороны дальше Рязани, вы будете сосать хуй у нас. Вот вы будете в своем, блядь, захолустной Москве, где вы нахуй на руинах будете. Мы создадим, так сделаем, чтобы там остались руины, блядь.
Вот я вам гарантирую, блядь. В первую очередь моя задача уничтожить Кремль, красные кирпичи сраные и Москва-Сити. Вот две ебаные места, блядь, которые меня бесят, нахуй. Меня они бесят, нахуй, конкретно, блядь. Я их ненавижу, блядь, нахуй. Вот с таким нравом, таким, блядь, макаром, нахуй, должны мы собрать народ. Только ненависть, нахуй, уничтожит Москву, блядь. Доброта наша, блядь, ничего, блядь, нахуй не принесет. Поэтому только уничтожение Москвы обретет, нахуй, мировые, нахуй, порядки. Везде будет тишина потом, блядь. Никакая сука, нахуй, на земле не рыпнется больше, блядь, как мы станем. После того, как мы станем. Поэтому, исходя от этого, вы сейчас мотайте на ус, гондоны, блядь, и готовьте свои чемоданы, нахуй, в какую ебеня вы съебетесь. В этот момент вам только съебываться придется. Или вы, нахуй, встретитесь с нами, нахуй, разъяренными, нахуй, повстанцами, как вам хотите нас называйте, но я себя называю уничтожителем, нахуй. С уничтожителем, нахуй, если вы захотите встретиться, мы вас, как говорится, растрёстыми объятиями встретим и выебем, нахуй. Только таким образом вас мы уничтожим, блядь. А нормальные узкожопые, которые скажут, блядь, за независимость и Башкортостан с Татарстаном встанут за нашу сторону, они молча как жили, так и будут жить, нахуй. Проблем с ними не будет. Мы, как говорится, не маньяки. Я еще раз повторяюсь. Нам нахуй это лишние нахуй могилы нам не нужны. Лишнее, блядь, нахуй уничтожение природы нам не надо. Потому что, как говорится, труп нахуй под землей, блядь, сами понимаете, сколько он гниет и столько вреда он приносит. Он ничего хорошего не принес, спасибо, блядь, человеческий труп. Поэтому, исходя от этого, он портит экологию. Поэтому нахуй живите, блядь, сколько вам Аллах дает жизни. Главное, блядь, суки, кто против нас пойдет, вам пизда, блядь, имейте в виду. Поэтому вы не думайте, что здесь какой-то шизик нахуй о чем-то говорит. Не. Тут нахуй конкретно адекватные люди вам это пиздят нахуй. В первую очередь это я вам, блядь, говорю. Я вам говорю, блядь. За мной кто пойдет, так говорится, я буду рад. Кто из Башкортостана, с Татарстана или из других регионов, кто подключится за мной, я буду рад, блядь. Это касается чувашев, удмуртов, марийцев, как говорится, Эрзя, Мокша, вот их. Не говоря, что еще кланы, так скажем, Кавказа. Но они будут биться за свою землю. Мы за свою. Буряты, Алтай, эти чукчи будут, якуты будут биться за свою землю. Вот такая вот хуйня будет. Но все земли, которые будут вокруг нас, все равно они через нас пройдут. Которые там Сибирдагилар, бетонысы барып без аркала уталар. Поэтому мы срежем путь всем, получается. Посередине этой пидорасии, нахуй, мы образуем огромный анклав, блядь, нахуй, где вы хуй вы ни туда, ни сюда не полетите, не пройдете. Вы заебетесь летать сами, уебки. Вы думаете, что, блядь, нахуй, мы куда-то не пройдем? Альхамдулилля, у нас внизу будет Казахстан. Это тыл у нас огромный, который тоже войдет в эту пидорасию и возьмет все свои старые земли, которые вы, гондоны, отобрали и создали всякие Алтаи, Хуяи, все отойдет Казахстану. Там разбор будет, там полета тоже до Китая, а здесь до этого Кавказа будет разбор полета. Так что вы не ссыте, не ваши это земли, не ваша головная боль. Так что вы дрочите дальше, как дрочили нахуй, там, блядь, нахуй, как говорится, со своими путанами, нахуй, которые по 20 тысяч ездят вам, блядь, в армейку. Вот с ними дрочите, как говорится, и дальше живите с ними. А мы, как говорится, будем конкретно с вами решать ту проблему, о котором, как говорится, говорится уже, я не знаю, 500 лет, наверное, никто не решает, блядь. Вот мы это порешаем. Вот такая вот задача, Дуслар. Давайте пока врубим, дослушаем, а потом уже посмотрим, что творится. Первый раз они зашли в город Грозный, и там батальон Шамиля Абасаева, и там так, другие наши пишут? Подразделения воинские успокоили буквально за какие-то считанные часы. Личико нахуй, мое тебе надо. Боевой техники. У них ничего не получилось. Потом они начали, вооружили танками, 50, ну более, наверное, 50 Грузин, танков, а где-то ты? Таманской. Джорджия, Гамарджиба, Гугарахат. Я, что ли?
пехотинцами В Европе. из числа чеченцев, которых обманули, там молодежь, дали оружие, деньги и так далее. И, то есть, и не двинули на город Грозный. Не ведитесь, И блядь. в этих, Влад, блядь, боевых, пошел нахуй отсюда. действиях, Уебок. я сам участвовал тоже в этих боевых действиях. Видел, это все было на моих глазах. И буквально в течение 3 часов мы перебили почти все эти танки, подбили, взяли около 20 офицеров Таманской и Кантемировской дивизии. Да этих пидорасов я блокирую нахуй. Подполковника. В общем, они были контрактниками. Гамарджоба, Биджо. Они должны были Говорят. совершить государственный переворот в нашей республике, получать за эти деньги. И когда мы предъявляли этих людей... Насчет Грузии. Братан, грузин. Грузины сейчас, в данный момент, я в тот день тоже об этом что-то начинал, должны взять оружие. И мама ебать нахуй этих узкожопых, выебать нахуй. Выебать, блядь, их, блядь. Волю не давать им нахуй. Этого своего манкурта, вот... Братан грузин, слушай, этого, блядь, сука, манкурта своего, богача, который, блядь, сейчас топит, нахуй, пидор, блядь, за Москву, вытащите, нахуй, и выебите его при всех, блядь. Кастрируйте, нахуй, повесьте его, нахуй, уничтожьте его, этого гондона, который вас сейчас ведет, блядь, не на правильном пути, нахуй, под Москву, блядь, склоняет, нахуй, чтобы вы унизились, нахуй. Не может такого быть, нахуй. Мы не можем выйти, блядь. Вы вышли уже, независимость получили. Нехуй, блядь, нахуй. Заходить снова в эту ебаную, нахуй, империю, блядь, под названием это московское говно, блядь. Поэтому... Давайте, действуйте, сделайте так, чтобы, я не знаю, вот я об этом постоянно говорю, украинцам тоже, там уже кто-то же пропизделся, что с Грузии, с Украины военные должны, с грузинские, приехать туда и выебать их. Зовите их с Украины там, пусть подъедет 10-20 человек с оружием нахуй и трахнет нахуй этого сраного нахуй манкурта вашего, его даже грузином не хочу называть, гондона это вашего, и поставьте нормального своего президента и действуйте через Европу, Америку, там, вот работайте, как говорится, таким образом, без русни. Без русни, пока мы не уничтожим это сраную Москву, блядь. Главное, вы независимы, вот это помните. Нехуй лезть, как говорится, в эту сраную Москву. Вот это вы долбите. У нас пока нет такой силы, которые революцию могут сделать в Башкортостане, в Татарстане. А у вас уже есть, вы уже вышли, понимаете? Из-за этого вам нужно бороться теперь. Теперь только остается... поднять оружие. Другого варианта нет у вас. Другого варианта нету. Не надо стоять день и ночь на улице хуйней маяться. Не надо. Взять тара-тара-та. Все нахуй. Один день закончится все. Один день, блядь. Один день. Я же говорю всегда. 3 дня, блядь, до Москвы. Я вам гарантирую. 3 дня я вас поведу. Я лично вас сам выйду, иншаллах. Покажу себя, блядь. Пойдем, блядь. Оружие возьмем на Москву. 3 дня, блядь, Москвы не будет, нахуй. 3 дня, блядь. 3 дня. Главное, блядь, со мной, чтобы были адекватные люди из Башкортостана, с Татарстана. Мы тронемся с Урала, Кавказ тронется с Кавказа, и таким образом мы выебем нахуй. Украинцы до этого времени, если войну не закончат, они тоже должны тронуться до Москвы. Как всегда я говорю, там будет Киев-1 или Киев-2, здесь будет Киев-2 или Киев-1. Короче, Москва не должна больше никогда называться Москвой, блядь. Там должно быть Киев, нахуй, чтобы мы забыли, нахуй, кто они, что они, блядь, чтобы никогда нас никто не тревожил. Вот со стороны этой московской болот нас никто не тревожил. И наверху Москвы будет Ингрия. Хотел сказать Ичкерия. Ингрия будет. Вот Ингрия тоже, как говорится, хочет свою территорию взять. Ингерландия, Ингермандар, короче, как-то называется. Германландия, что ли. Короче, они тоже хотят свою независимость, так что Питер отойдет им. И как раз мы от этого всего, блядь, избавимся, нам тоже будет тихо, спокойно, и будем жить спокойно. Главная наша задача, это уничтожить московское, это сраное нахуй правительство. В первую очередь разобрать по кирпичикам Кремль, как всегда я говорю, и Москва-Сити, нахуй. Чтобы вот эти 2 знамения, которые, блядь, нахуй, ожествляют, нахуй, эту сраную Москву, все должно быть, блядь, уйти под землю, нахуй. Разровнять, нахуй, охотный ряд, все сраное, блядь, всякие дерьмо это все разровнять, ебеням, нахуй. Ничего не должно там оставаться. Примерно так. Только так.
Другого варианта нет. Да, слушаем. Показывали, вот ваши офицеры, ваши солдаты, ваши танки. Министр обороны Грачев говорил, что нет, это не наши. Конечно, это бред. Вот, во-первых, если бы действовала российская армия, то я никогда не допустил, чтобы танки пошли в город. Это уже безграмотность дикая. Ну, а во-вторых, если бы воевала российская армия, то, ну, по крайней мере, одним парашютно-десантным полком можно в течение 2 часов было решить все вопросы. После этого сбили вертолет военный, показывали подполковника раненого, тоже от него отказались. То есть вот такое было начало. Попытка была силами оппозиции совершить государственный переворот. Когда это не получилось, 11 декабря 1994 года российская махина, колонны там, километрами колонны в общей сложности по словам Джохара Дудаева, 250-тысячная армия российская вошла на нашу территорию при поддержке 5080, кажется, бронетехники, автомобилей, там разного калибра, да, бензовозы и прочее, прочее. Потом, естественно, вертолеты, самолеты. Ну, вся эта армада военная еще применяли Каспийскую флотилию, там обстреливали ракетами. И вот эта армада двинулась в нашу сторону, на столицу город Грозный, в общем-то, с 2 сторон и с 3 фактически сторон, как бы попытались взять в клещи. С дагестанской стороны они пробуксовали, там немножко не пошли сразу. Но с Натеевичного района пошла огромная колонна, двинулась, и первые боевые столкновения у нас вот на подходе к городу Грозному уже начали мы сопротивление. Ну там еще раньше были, конечно, были небольшие стычки, но силы были совершенно неравные на ровной местности или там Так. У нас не имея ни артиллерии такой серьезной. Сәлем, туғанлар, бүгін тема эфира я в Ютубе веду, и сейчас будем записывать здесь в ТикТоке тоже. 10 минуттан язабыз. Кімге қызық, қушылығыз, қарап барығыз. Если хотите, полностью эфир идет в Ютубе. Башқұртстан 20-24 деген каналымда. Башқұртстан Уфа деген каналын мен сөндірдім. И нәрсекей, бүгін тема эфирі 30 ел Ичкерияны башланғанына һәм, само собой, продолжение разговора о Сирии и шулай ук Башқұртстан һәм Татарстанның азатлығы үшін көрәшәбез. Рәхмәт. Ни танков, ни самолетов, вертолетов мы, конечно же, не могли сразу остановить эту армаду. Но в любом случае она двигалась очень медленно, потому что сопротивление все же оказывалось. И уже когда они подошли к городу Грозному, ну, там уже началось серьезное ожесточенное сопротивление. Мы их фактически завели в капкан. И в городе Грозном, кто там следил за этими событиями, помнит 31 декабря 1994 года, но 1 июня 1995 года, к дню рождения Павла Грачева, был осуществлен штурм города Грозного. Украинцы, если тут есть украинцы, я украинцам всегда говорю, вот это московское болото, заберете себе рабов, короче, этих узкожопых, нахуй, делайте, что хотите с ними, чтобы мы, нахуй, их больше не слышали, не видели, нахуй. Короче, они же хотят всех русскими сделать, а вы сделаете их украинцами, а мы сделаем их башкирами, нахуй. Ебать будем во все щели, блядь. Главное, чтобы заговорили по башкир тілінде һәм татар тілінде. Российской армии, которая там и полегла, в принципе. Там было очень много убитых, подбитой техники разные, и там валялись везде русские солдаты, которых поедали собаки, кошки бездомные, да, в тот период, в начале войны люди... О, слышали, как жрут, блядь? Эвакуировались некоторые, ну, естественно, выпустили, отвязали там, у кого на привязи собаки были. Картина, конечно, ужасная была. Украинцы не будут... Оборона города Грозного, да, она... Украинцы не будут рабами Москвы. Вот,
Вот это надо вдолбить нам, башкиртам и татарам, чтобы они спят, наши ебанашки спят, манкурты. Видите, вот, слышали? Украинцы не будут рабами Москвы, блядь. А мы рабы. Позор, блядь. В принципе, вот против этой армии, 250-тысячной армии, был миллионный чеченский народ, да, это, считая маленькие новорожденные дети, маленькие дети, старики, бабушки, дедушки, там женщины и так далее. То есть армия у нас на тот период насчитывала, вот как раз начала формироваться армия, и не более 2000 военнослужащих у нас всего было в этой нашей армии. И потом уже к началу войны там люди, ополченцы начали приходить. Оружие у нас, естественно, не было для того, чтобы раздавать оружие, там, вооружать людей. И вот после новогоднего штурма русские привезли очень много нам оружия. Все эти БТРы, танки были забиты просто боеприпасами, ну, с учетом того, что они первые вот эти танки зайдут или там БТРы зайдут, и пока обоз подойдет к ним, пока снабжение начнется, чтобы они могли использовать то, что они привезли. Ну, невезуха пошла, мы их подбивали БТРы, танки, оттуда брали одноразовые мухи, гранатометы, автоматы. И, в общем, наша армия фактически вот состоялась, именно родилась. Здесь остановлю, добавлю свое. Лично мне братья чеченцы рассказывали, нормальные чеченцы рассказывали мне, что у каждого чеченца дома было оружие, автомат. Где-то там в погребе, где-то там было закопано. Всегда. Всегда было, потому что они уже поняли, что враг прийти может в любой момент из Москвы. Им неоткуда ждать врагов, чеченцам. Только ебаная Москва. Поэтому всем говорю, и узбекам говорю это, и кыргызам, и таджикам, вы заебали. Вам нужно, блядь, понять, что не в паспорте сраном красном дело, не в вашей работе, которой вы ебетесь, деньги получаете, а о том, что ваш враг, блядь, крути не крути, это Москва. А вы пытаетесь, блядь, нахуй этого не видеть. Пытаетесь, блядь, нахуй быть самим себе лицемером, нахуй. И думаете вы, как говорится, такие умные, блядь, чем мы ушлы, что ли, вы, нахуй? Хотите им, как говорится, Машку за ляжку и нахуй сесть, да, получается? Нихуя, блядь. Узкожопые вас ебут, нахуй, по полной программе, а вы молчите. Понимаете смысл? Проиграли вы, понимаете? Нелегалы. Недотёпы, блядь. Которые сегодня, кстати, новость вышла. Как раз, блядь. Добавлю для нелегалов. Пока вспоминаю, я буду добавлять. Узбек, кыргыз, таджикларга это касается. Которые думают, что, блядь, нахуй вы, которые нужные, как будто бы люди вы в России, и вам такой указ теперь. Дети ваши, пока не будут знать русский язык, в школу не пойдут. Понимаете? Вначале говорили с детьми не привозить, а потом передумали. Ага, давайте-ка мы сделаем так, чтобы они будут нахуй приезжать с детьми пусть, но вот только русский язык будет у них экзамен. Вот какое издевательство. Даже вот здесь, в Европе, блядь, я не знаю языка, меня никто не прессует. Мне никто не говорит, иди в школу учись. Понимаете смысл? А там вас будут и таким образом москалларга. Ну это издевка. Понимаете, это издевка конкретная нахуй. Это ниже плинтуса издевка, блядь. А вы даже на это согласны. Понимаете? И вы и претесь туда. И не нужно мне нахуй отмазываться. Баламы бақыш керек, амымы бақыш керек, амым касал bo'lgan. Amiylarni нахуй бақмаса ham bo'laveradi. А вот зато sizlar amiylarga kirib yuribsizlar нахуй. Hammanglar. Как чмошники нахуй. Лучше вам брать надо пример от Аюба, если он узбек, который в Сирии. Вот от него надо пример брать. Как ебать, блядь, как говорится, правительство. Надо ебать свое правительство Мирзияевское. Кыргызское, блядь, тюремщика вашего сраного нахуй, кыргызского. И Рахмона и Мали Рахмона. И Тукайку добавок, блядь.
Вот ваша задача, а не мести Москву, блядь, за гроши, блядь. И когда вам унижают еще в школах, понимаешь, нельзя. Теперь добавлю от себя. Когда у нас будет независимость Башкортостанда, Татарстанда, будет, иншаллах, такая тема, что Башкортостанда, Татарстанда өзіміздің тіл была. И вам не надо будет учить русский язык. Я вам это гарантирую. Главное, как говорится, вы более-менее говорите на своем, свой язык не забудьте. А башкорт хам татар тілін вы поймете 6 секунд нахуй. Потому что мен білем, өзімнің тіллерімні. Там ничего там такого нету, блядь, сверхъестественного. А вот узкожопым будет тяжело учить нас язык. Вот они будут учить нахуй. Как иностранный у них будет. А, Б, В. Вот так будут они нахуй. Хуйней мается там. Представляю, блядь, как они будут произносить еще наш язык, блядь. Ха-ха, сука. Удивительно нахуй. Удивительно нахуй, что ждет нас в будущем. По новой с 31 на 1, потому что мы смогли в этот период, очень много людей смогло вооружиться именно на поле боя. Мы даже перевооружились, потому что к началу войны у нас были на вооружении автоматы АК-47. Потом уже русская армия уже пришла с новыми автоматами АК-74, это мелкий калибр 5,45. С этим калибром, на эти калибры патроны, естественно, туда-сюда не подходят, там 7,62, здесь 5,45, и было очень сложно с боеприпасами. И русские как раз вот нам привезли новые автоматы, и к ним очень много боеприпасов, патронов. И вот этими патронами и боеприпасами мы потом продолжали боевые действия, и в городе Грозном шли долго, надо сказать, достаточно долго для такой маленькой армии. Ну, и армия вся не была сосредоточена только в городе Грозном, потому что территория все-таки хотя бы не очень большая, но приходилось затыкать те места, где русские могли бы попытаться обойти и зайти там с тылу, там с флангов и так далее. То есть в самом городе Грозном у нас был журнал записи, я был адъютантом генерала Масхадова, начальника главного штаба на тот период. И у нас был журнал записи, где мы фиксировали все подразделения, которыми мы руководили. И в общей сложности те, которые были на позициях, и те, которые заходили и уходили, там партизанили, в центр города Грозного обороняли всего 500 человек. Против этой армады 500 человек. И до 18 января 1995 года мы были, все находились в президентском дворце, но имеется в виду все, кроме президента Джохара Дудаева, там был вице-президент Зельмухан Яндарбиев, начальник главного штаба Аслан Масхадов, там и некоторые другие еще командиры. И вот основное управление, в общем-то, боевыми действиями шло именно из президентского дворца. И 18 января 1995 года по президентскому дворцу был нанесен бомбовый удар. Вот мы сейчас эти кабы называем, да, в Украине бьют кабами. Ну, вот такой каб, только не крылатый каб, а вот как кирпич, который скидывает. Были нанесены 2 удара. Один промазали там недалеко от президентского дворца, разорвался этот каб. Второй попал прямо в это здание президентского дворца. И его там с верхних этажей, ну, почти до подвального помещения его разрушило, да. Ну, еще остовы стояли там, часть этого здания стояла, но тыловая часть тыльная полностью была снесена. И сопротивление в городе Грозном уже, ну, как бы не имело дальнейшего смысла, потому что уже улица от президентского дворца, на противоположной улице были русские, на этой улице были мы. В общем, нас разделяла только вот одна улица, мы там перестреливались, там все такое было движение. И мы вот 18 января было принято решение выйти за реку Сунж, реку использовать как естественный рубеж обороны. И там через реку в городе Грозном есть несколько мостов, которые действовали до того времени, и надо было просто эти мосты обстреливать, оборонять, чтобы туда танки не прошли.
Ну, таким образом, в Грозном нам удалось продержаться где-то до марта месяца. Подразделение Шамиля Басаева последние вышли оттуда где-то в марте, я уже не помню какое число. И город Грозный был тогда сдан, потому что сил против армады у нас не хватило. Узкожопые сидят дохуя И что-то. потом уже шла... Aytam ko'payib ketdi. 100 kishi bo'ldi. 100 kishidan da ortiq узкожопый bo'lgan ekan da. Фатихат известная, да? Но там были две операции. Да, были две операции. 8 марта была операция, первая операция, пробная операция была, которая всего там 2-3 дня мы пробыли в городе Грозном. Я сам тоже находился в этот период, даже зашел в город Грозный и там руководил. Туганlar, вот вы должны одну вещь понимать. Когда башкирт хам татар встанет, да, ведь узкожопые ляжут. Вы вот этого не можете понять. Почему, блядь, нам трудно вас поднять, а? Почему этот ебаный манкурт Холок нахуй не может проснуться, блядь? В чем проблема ваша, блядь? Живете же, блядь, в нищете, нахуй. Вы же, блядь, сука, за убийство украинцев, блядь, только получаете эти сраные 200 тысяч. И то спускаете на баб, нахуй. По 20 тысяч, нахуй, на одну дырку, нахуй. Чтобы один раз тыкнуть, нахуй, вам 20 тысяч с вас берут в армейке, блядь. Вот сегодня прям сказали это. И чё? Кайф, да? Не лучше же, блядь, без войны жить, блядь, нахуй. Свободно, блядь, независимым, блядь, Башкортостане с Татарстаном, блядь. Чё вас, блядь, держит? Я не могу понять, блядь. Как вы можете любить этих гандонов узкожопых, нахуй? Манкурты, а? Объясните. Вы же, блядь, при них даже не нация, вы же чмо, блядь, вы же чмошники, блядь. У вас же, siz ведь даже o'zingizni boshqirt ham tatar tilini bilmaysiz. Вы же чмырье, блядь, которое вам дали, нахуй, наводку, говорит на русском, вы говорите на русском. Вы же кутак башлар, на самом деле. Вот признайте, блядь. Понимаете смысл? Sizni ведь, nahуй, блядь, kutagizga sigib yuringlar, nahуй, siz anglamaysiz. Kutaqni da anglamaysiz. Потом aytasiz, menga yoza boshlaysiz, блядь, nahуй. Sen kim, блядь, narsakay? Вот это пошло, блядь, в ТикТоке. В Ютубе сейчас больно не пишут, блядь, в ТикТоке пишут. Да хуя. Мин киши шундыюк, блядь, нахуй. Шундыюк, блядь. Но только, блядь, нахуй, манкурт тугельмен, мин. Понимаешь? Шулай, Аллаха шүкір, қолым аяғым бар, блядь. Но только, нахуй, вам пытается этот киши объяснить, что, блядь, вы неправильно живете, блядь. Можете вы понять? Неправильно, блядь. Мы же, нахуй, вас не зовем в ИГИЛ, блядь, вот как в ИГИЛе какая-то хуйня творится. Мы же вас не зовем какую-то хуйню, какую-то, блядь, мероприятие непонятное. Тут мероприятия понятные, нахуй. И мы не сектанты. Мы, нахуй, вас не зовем в пещеры где-то там намаз читать. И швабру в жопу сувать вам, на бутылке насаживать вас, блядь. Мы же туда не зовем вас. Мы не зовем вас, нахуй, на кадыровские тюрьмы, нахуй, или путинские тюрьмы, где Навального ёбнули, нахуй. И где Алсынов сейчас сидит, и Сиксян Туксан Кешиутара Башкортлар. Мы не зовем вас туда. Мы зовем вас, блядь, Москву уничтожить, чтобы вытащить как раз-таки вот этих зинданах, кто сидит. Алсынова и других башкортов. 4 тех Хизбут Тахри, женщин, татарок, которые просто так непонятно за что сели. За то, что у них другая вера. Нихуя, блядь, в Татарстане, Башкортостане ислам, а у нас сажают за ислам. Где вы, мужики сраные, манкурты ебаные, которые сегодня, потом дойдем до него тоже, как на видео они просят Путина, чтобы он помог в Люберцах, блядь, чтобы не уничтожили мечеть. Эй, уебки, вы что, ебанутые? Вам говорю, блядь, нахуй, просить, чтобы мечеть не уничтожить, надо просить у Аллаха, не у них, хотя бы. Или у нас, которые хотят снести эту власть. Вы не можете вот этого понять, блядь, уяснить, что, блядь, вас ебут, блядь. Мечети закрывают, сжигают, ничего, Башкортостанда мәчетләр янды уже. Siz аңламайсыз мыны? Мен білем, siz аңламайсыз. Siz ведь Сириядagi мусульманлар түгел, которые в тюрьмах под землей в 3 этажа жили. Вы же не были в таких местах. И вам не понять пока, что такое свобода.
Вам не понять, когда твоего ребенка или отца посадили на 40 и на 43 года. Вам этого не понять. Понимаете? Пока үзегізге бір нәрсеге келіп түшмей, нендедір, как эти афганцы говорят, мушкүл проблема. Вот, только потом, наверное, вы начинаете двигаться. Но в данный момент у вас проблема в голове. Потому что вы идете, блядь, ни за что, ни про что убивать украинцев. Нахуя? Вы ебанутые. Вот вы в голову, по сути, ебанутые зомби. Которые ни за что, блядь, нахуй. Сами умираете, во-первых. И еще убиваете, блядь, украинцев. Вы ебанутые, блядь. Я вам говорю, блядь, Москву надо ебать. И закончится весь бардак, блядь. Никто вас не будет дергать на войну. Никто вам нахуй деньги по 200 тысяч не будет платить. Будет, блядь, стабильная работа в Башкортостане с Татарстаном. Не будете бегать, блядь, по странам. Не будете нахуй клянчить, блядь, где-то там. Бомжей не будет. Все вот я вам говорю. Будет. Цивилизованно мы будем жить. Я же вам изначально свою, блядь, тактику рассказываю, что у нас не будет нахуй ИГИЛ, блядь. У нас не будет сектантские какие-то ебанутые бзики, блядь, в голове нахуй. Каких-то сраных нахуй полупокеров нахуй. У нас будет цивилизация нормальная, где мы будем сотрудничать со Францией, с Америкой, там, хоть с кем, блядь. Жизнь будет, иншаллах, стабильная, нормальная. У каждого будет зарплата хорошая, дом будет у каждого. Кстати, всегда напоминать буду теперь, наверное, вам, чем будет у нас круто. Всем Башкортостанда, Татарстанда дома дадутся бесплатно. Вот кто захочет жить по нации башкирт, по нации татар, всем дома будут бесплатно. Всем. Всем поголовно мы раздадим дома. Вот это будет гарантированно. Земля наша будет огроменная. Перем, Коми, это все будет под контролем Башкортостана. Именно под контролем. Все эти земли перейдут к нам, чтобы уничтожить узкожопый мир. Первая задача наша — уничтожить этот узкожопый мир, где, блядь, будет вот это, точнее, есть, блядь, вот это, так скажем, геноцид наших народов. Геноцид сейчас идет, блядь, и украинцев, и башкиртов, и татар, всех геноцид идет, и бурят, и других. Наша задача — выжить. А вы, мне кажется, не хотите жить, блядь. Вы хотите сдохнуть, блядь, как долбоебы. И, кстати, сегодня как раз в том видео, блядь, потом послушаем, эти долбоебы, псевдомусульмане с армии, которые за мечеть врубаются, говорят, типа, мы мусульмане из армии, и мы победим. Хуй вы победите, манкурты сраные. Вы манкуртские мусульмане, вы не мусульмане, бляди. Вы бляди конкретные. Мы сами вас уничтожать будем. Победа будет за нами, а не за вами. И Украину вы хуй победите. Поэтому украинцам тоже я кидаю заяву уже 1000 раз, блядь. Зовите нас. Зовите нас, и мы разъебем своих же. Вам не нужно будет даже пачкать руки нахуй. Вам чисто свою территорию надо будет овладеть обратно. Мы дойдем до Москвы сами. Но для этого надо услышать меня. Ни Габасова, ни Кашапова, которые хуйней маются, балаболят, блядь. Я вам конкретно, блядь, привожу факты, блядь. Я соберу людей. За мной пойдет народ, когда я сам себя вытащу. Иншаллах. Я ради Аллаха пойду против Москвы. Не просто так. За Башкортостан, за Татарстан я пойду. Ради Аллаха я пойду. Не за вас я пойду. Ради Аллаха пойду. И за будущее моей республики. Именно независимой республики. И Украина будет независимая, вся будет независимая, и Крым будет независимый. Все будет независимое. В Крыму тоже будет свой президент. Нехуй оно не будет переходить Украине, потому что вы нахуй хотите все отдать сейчас, все земли, блядь. Вам доверия нет уже, блядь. Поэтому только, блядь, нахуй будет адекватность. Адекватность только у нас. Мы все земли каждому своему народу обеспечим. На Кавказе и в Сибири, везде. Везде все свои земли получат. Вот наша задача. И, кстати, это вам Сирия будет огромным уроком и для меня, и для всех вас. Место подучиться нам,
какими действиями они, как говорится, пришли к этому моменту. Нам подучиться к этому как раз это пример. Ну как, ехать туда учиться не надо. Просто мы видим, слышим, вот это уже для нас это пример. И мы будем действовать по этому примеру. В первую очередь уничтожить этого Путлера, блядь, нахуй. Как раз и Асада засадим там, нахуй, в 19-квартирном хате его, блядь, нахуй. Ебанем, нахуй, по этому, сука, Москва-Сити, нахуй. По Москва-Сити лично сам хочу запустить, нахуй. Все, блядь, нахуй, дроны, блядь, прям по всем, нахуй, домам этим. Сколько вы там настроили, гондоны? 5-10 штук, нахуй. Все, нахуй. И око, нахуй. И вот это, блядь, еще как называется, блядь. Все, ебанем, блядь. Название у них же есть еще этих домов, блядь. Пизда всем этим домам будет. Пизда, блядь. В первую очередь Кремлю сраному. Дослушаем. Город Грозного движения. И вторая уже 6 августа, когда уже мы собрали фактически последние силы, силами 750 человек, которые зашли мелкими группами в город Грозный, и это была гениальная операция, разработанная Асланом Масхадовым, это уже после гибели Джохара Дудаева. Количество информации из Грозного сегодня сравнимо с декабрьскими днями 1994 года, когда федеральные войска штурмовали чеченскую столицу. Сегодня они обороняются. Вот был освобожден город Грозный. Фактически мы окружили этими силами 750 человек. Ну, еще там ополчение, естественно, которые в городе Грозном, жители города Грозного, которые, увидев, что ребята зашли в Грозный, поднялись тоже, помогали. И мы окружили большую группировку, фактически правительственные вот эти комплексы, все эти пункты ФСБ, там комендатуры, в общем, СОБРы, МОБРы, ОМОНы, там МВД разные. Там было, я думаю, что до 40 тысяч в городе Грозном было расположено военнослужащих разного калибра. И вот мы их окружили, и всякие попытки освободить их, да, или там разоружить нас, не увенчались успехом, потому что мы очень, зная свой город, естественно, и понимая, где мы находимся, при поддержке населения, мы отбивали все эти атаки, страшные атаки, надо сказать, танковые. Но русские, к счастью, не могли применять вертолеты и самолеты, вертолеты, потому что в первый же день войны, первый же день как бы обороны города Грозного, уже освобождения города Грозного, были сбиты несколько вертолетов, пулеметы можно сбить. И потом самолеты не могли применять ракетно-бомбовые удары, потому что наши группы состояли из 5-60 человек. И 5-6 человек бомбой никак не накроешь. И причем мы располагались так близко от российских подразделений, что эта бомба по большей вероятности попадала бы к ним. И вот это надо представить себе, конечно же, жару, которая была в эти дни августовские, там почти до 40 градусов жара у нас была, лето. И отсутствие воды у русских, потому что все эти коммуникации были разрушены, водопроводы, там газопроводы разные. Это когда были пойдешь, бомбардировками, все это разрушено. Русские пользовались только привозной водой. брат, дело говоришь, Рахмат. Дороги все перекрыли, воду они не могли привозить, медикаменты не могли получить, еду не могли получить. Там, русский мир их держит. Не могли вывозить, уже почти. Комменты давайте почитаем, комменты. Я же не Габбасов, комменты я все читаю, пытаюсь всех читать. Уёбков глушу сразу, так. Да, блядь. Наш парень, так. Русские слушают, очкуете, правильно делаете. Скоро вас транклюкируют. Ну да. Assalomu alaykum ag'a, yana bo'g'ilyapsizmi? Hammasi hali yaxshi bo'ladi, qaytarib olamiz inshaalloh. Shuni aytaman. Haligi Ayubni ko'rib xursand bo'lib ketdim. O'zimizni o'zbek ekan, kimdir Andijondanmi deyapti. Ashuni tagini bilmayapman-da, kim ekan, qayerdaligini. No, o'zbekcha gapirmadi-da shu kuni. O'zbekcha gapirsa shevasidan sirazu ushlab olardim, kimligini bilardim. No,
biz taraflarga o'xshayapti-da, Farg'onadanmikan, o'sha taraflardan-da endi, короче, shunaqa. Ну, явно Buxoro nimalardan emas deb o'ylayman. Buxoroliklardan emas. Boshqa manaqa oqroq, manaqa. Бледнолицый наш свой. Так. Русский мир их удержит. Юлялар уянig'iz. Shuni aytam. Engil Fattahov должен быть свободен. Shuni aytam bet endi. Mana Engil Fattahovni eslatalar. Mana Engil Fattahov само собой то же самое, как и ни за что, ни про что, как Алсынова, короче, тоже засунули. Хер знает за что, непонятно за что. Чисто сфабрикованное дело. Вот. Шунарга татарлар аңларга тиеш, что без урыс түгел. И шунарга мына шул шукуну и шукунчыкларны и манкуртларны біз должны определять. Үзебезне арабыздан біз аларны должны вычислить и понять, кто с кем. Чтобы потом с ними мы, как говорится, будем отдельно, как говорится, решать дела, так скажем. Отдельно мы будем с ними разговаривать, да? Вот так вот. А по-другому никак. Так, он должен быть свободен, да. Когда пойдешь? Я скоро к тебе приеду. Рахмат. Пойдем, как говорится, я же говорю. Как наберем, я же даю всегда телеграм-канал свой, как наберем людей, так и пойдем. Я же вам условия выставил, как будем собирать людей. Условия выставлены, чтобы идти с нами, мы не будем, как говорится, хуйней маяться, подобие то, что там в Украине там какие-то сборища, да, создают, мы так не будем делать. Мы будем конкретно делать набор людей, которые выйдут из России, приедут в Европу. Из этой темы мы будем собирать, как говорится, группы. В дальнейшем оно будет образовываться, или отряд была, или группировка была, или как хотите будете называться, дивизия, батальон. Чем больше, тем лучше. Башкортостаннан һәм Татарстаннан 30-дан 50-га хәтле кешеләр кирәк. И они должны быть только башкорт һәм татар. Ну, другие нации тоже можно, но кроме узкожопых. Узкожопые нахуй нам не нужны. Пусть они вон, Сибирь батальон идут, разъебывают Путина, блядь, сами. Так что все дороги ведут в Москву у нас. Не в Рим, а в Москву. Поэтому нам разницы нет, кто пойдет на Москву. Главное, чтобы все шли на Москву. Вот наша задача. Поэтому Кавказу предоставляется идти по своему пути. Кавказ, как говорится, Ичкерия, получается, и Дагестан идут на Москву снизу, как всегда описываю. С левого фланга идут Украина, справа мы. Мы с Урала идем. А вверх Урала даем пароход бурятам и алтайцам, и якутам. Они сверху пойдут. Это вот по Коми, по Перми, короче, по этой пути они пойдут. Короче говоря, мы вот так заебеним со всех сторон этих москвичей, так странных, блядь, которые там, блядь, банкуют всем этим парадом. Вот наша задача. Зажать со всех щелей, блядь. И дальше куда они, блядь? В Петербург они не смогут убежать. Там Финляндия. Финляндию они не смогут убежать. Все, пизда им. Тупик. Тупик у них там, понимаете? Вот в этот тупик мы хотим эту кобру загнать, блядь. И оторвать ему голову, нахуй. Под названием этот Путин, нахуй. Более чем через неделю там началась паника. Начали уже выбрасывать белые флаги. Некоторые подразделения сдаваться. В общем, ситуация была для русских ужасная. Потому что все это сидеть под постоянным прицелом, не имея ни еды, ни питания, ни перевязочного материала, это очень сложно. Вот так же будет. Помните, как Гитлер ебал Питер, нахуй? Сколько дней, блядь, он, напомните-ка, был в засаде Петербург, блядь. Голодомор там был. Сколько, когда они жрали своих детей, блядь. Вот такая же хуйня будет. Вот такая же хуйня. Мы загоним, блядь, этого суку, нахуй, как говорится, паршивую, блядь, в московское болото. И оттуда, нахуй, перекроем весь кислород, блядь. Они заебутся там. И потихоньку будут сдаваться. Вот и все. Ну, не потихоньку, я вам 3 дня даю, нахуй, 3 дня. 3 дня мы ебанем все. Очистка будет за 3 дня. Нам больше 3 дней
Не нужно. Это мы не Путя, который, блядь, за 3 дня, который Киев хотел взять, блядь. Мы не Путя, нахуй. Мы церемониться, нахуй, не будем, блядь. И когда украинцам говорили, хуярьте по Москве, они церемонились. Мы не будем церемониться, мы не украинцы. Это все земли наши, собственность. Собственность это пидорасии. И в этой пидорасии нам приходится жить. Поэтому мы не хотим себя называть пидорасами. Поэтому из этой пидорасии нам надо выбраться, чтобы, как говорится, наш народ в мире начали признавать. Потому что мы не русские. Куда ни пойдешь, нас пытаются назвать Россия, Руси. Хуёси. Мы не Руси. То, что, блядь, нахуй вы нам паспорт дали бы, мы русскими не стали. Эти паспорта красные в жопу вам засунем, каждому русскому, блядь. Нам нахуй не нужны ваши паспорта. У нас будут нормальные паспорта. Башкортостана и Татарстана. Свои, личные. Республиканские. А не ваши сраные, нахуй. Московицкие, красные. Красно-кремлевские. Кирпичный цвет, нахуй. Сраных ваших паспортов, блядь. Ненавижу, блядь. Ублюдки. И вот таким образом было принято решение остановить боевые действия. И, в общем, как мы уже впоследствии видели, что война закончилась переговорами, хасавюртовскими в начале переговорами, по которым в связи с этой всякой ситуацией сегодня мы понимаем, что такое Россия, да, но тогда немножко была эйфория. И мы, в принципе, подписали с ними договор о отложенном статусе на 5 лет. И в 2001 году мы должны были сесть за стол переговоров и разграничить полномочия, в общем, отделиться от нас и так далее. Ну, подлость российская, как мы видим, слово, которое они, договор, который они подписывают, ну, все то, что происходит с Украиной, я все время провожу параллель с Украиной, потому что война в Украине — это продолжение русско-чеченской войны. Это в Грузии была, и в Украине это одно и то же. Это сам Путин тоже родился как маньяк, да, как убийца именно на чеченской крови. Вот он родился, его там хаялись, не хаялись, в смысле там все мировое сообщество заглядывало ему в глаза, искало что-то нечеловеческое, да. Им казалось, что что-то нашли, что-то человеческое есть, но вот в последнее время показывает, что не зря у него на лбу были рога. Внутри его управления проявляли здесь рогов. Кстати говоря, Раджим Хусейн, да, вот перед вторжением в Ичкерию было заседание Совета Безопасности, министр по делам национальности был такой раньше. Помните? Егоров, по-моему, там был на тот момент. Он заявил о том, что 70% населения Ичкерии с удовольствием и с распростертыми объятиями встретит российских солдат, а 30%, он сказал, еще мукой посыпать. Карим, куда идете? Миангнамем, Карим, син татарма, кем син вообще, во-первых? Обоснуй себя. Зачем идти? Это уже понятно, Манкурт пишет. Сен жюнны татарма или кем анда сен вообще, Карим, инагнастыгин, блядь? Я не могу понять вот таких татар, которые мне задают вопрос. Я уже 1:20 долблю, блядь, о том, что Москва на Сигерге керек. Он задает, зачем идете Москвага? Да такой себе кутакбаш был майнда нахуй. Татарсың мы кем сыңали, во-первых, блядь, Карим ебаный. Исходя от этого, я вам, блядь, еще раз повторяюсь, блядь. Татарстандағы татаристларға кутағымы куйдым нахуй. Бірінші, блядь, этому пидорасу Кашапову, блядь. Кашапчики, сука, блядь. Рафис и Нафис, блядь. Хуй вам в сраку, старики-разбойники, блядь. Потом. Этот Айсена тоже я слушаю чисто почему? Потому что, блядь, нахуй, он вытаскивает других людей на разговор. И услышать других людей. Вот, допустим, вчера вот Аюба, до этого вот этого, который из Сирии, журналиста, Фаруха, вспомнил имя. Вот, примерно так. А так, если вот эти татаристы, блядь, оружие в руки не готовы взять, они нахуй нам не нужны. Я собираю тех людей, которые возьмут в руки оружие, блядь. Пойдут на Москву, блядь. Ради
Башкортостана и Татарстана. Нам не нужны вот эти нюни, которые спускают сопли. Монқағызны нахуй сібірген кіші керек бізге. Монқан оғып тұрған нахуй керек ме? Бар, әнкеңні итәгінде утыр, блядь. Әнкеңнің пәтәгінен шықма нахуй вообще. Нахуй ты вообще родился вообще? Уебок. Эти уебки нахуй сидите тут дома, не высовывайтесь никогда нахуй, чтобы мы вас не видели никогда в жизни, блядь. Ташаклар, блядь. Надеюсь, ответил. А 30% якобы отнесутся нейтрально. Ну вот тот пример, который вы приводили относительно Путина. Он тоже когда входил в Украину, ему тоже рисовали вот такие же перспективы. Войдешь, там все те было медом облизывать, расцеловывать российских солдат. На ваш взгляд, это вот такое затуманенное восприятие действительно, что веками порабощая, уничтожая народы, они до сих пор считают, что их должны за что-то любить? Ну, здесь вот народ, ну, я всегда, вот я не знаю, если я начну говорить российский народ, да, то тогда и чеченцы, и ваши, и другие народы, мы тогда вмешиваем их в грязь, да, мы, все народы, которые не насильственно удерживаются в этой империи, мы не виноваты вообще ни в чем, даже в том, что посылают чеченцев на войну, да, там Кадырова, все это дело, все говорят, о, Кадыров, кого-то на Кадырова, это какая-то фигура, которая, ну, самостоятельная фигура, или там независимое государство, он какой-то руководитель независимого государства, он русский генерал-полковник, да, русский. Сейчас ему навешали погоны с 4 классами образования. Но все равно можно, в России все это возможно. Вот. Он генерал, он там сейчас этот Алаудинов тоже сейчас получил очередное звание, теперь, видимо, генерал-лейтенант. То есть это вот такой обман, да, когда людей, вот эти народы используют в этой русской кровавой игре. Сам русский народ это, ну, я не знаю, как обидно, не обидно. Это народ кочевники, да, все кочевые народы уже пришли к светлой жизни. Весь мир когда-то был кочевым, да, когда старые кочевые времена, когда были кочевые народы, они чем занимались? Нападали на соседей, забирали, там, все, войны шли, захватывали территории, начиная с Турции, там, ну, все любого народа коснись, чтобы без обид было, это просто говорю. Ну, вот русский народ остался кочевым народом, да? Народом, который до сих пор не имеет своей территории, национальной территории. У вас есть территория? Ваша территория, вы знаете, да? Мы знаем, как на границе этой территории. Мы все знаем про свою историю, там, своей страны. Вот у русских нет территории, нету территории. Поэтому эти люди, которые произошли от крепостных крестьян, у них психология крепостного крестьянина. О, слышите, узкожопые, вы кто? И все. Вот я сейчас читаю книгу Куприна, да, и в этой книге описывается вот эта русская армия того времени, царского времени, ну, абсолютно безликие, абсолютно безвольные, как скот, люди, которые вот сказали, это он делает, сказали, то он сделает, сказали, умри, он умирает. Но то же самое с этим русским народом. А власть — это совсем другое. Я не верю, что вот, там некоторые пытаются сказать, что Путина обманули, ему там информацию не дали. Ну, это чушь, конечно. Кто его обманул? Кто его не... Он сам надурили там и так далее. Часто повторяет он, они там Америка обманула, Европа обманула. Никто никого не обманывает. Эти люди возомнили из себя, да, божества какие-то. Они возомнили, если у них есть атомная бомба, они считают, что весь мир должен бояться. Даже любого русского, возьми любого с улицы, поймай русского какого-нибудь шкеля, да, человека, там, гражданина, там, директора, рабочего, неважно какого-то учителя. И они будут вот этой великорусскости, у них где-то там в менталитете сидит. Вот мы русские, нас весь мир должен бояться. Вот это их толкает. Они захватывают чужие территории. Зачем она им нужна, эта территория? Своей территории девать некуда, да, там людей нету, ничего не выращивают, абсолютно ничем не занимаются. Я, кстати,
в 80-х годах жил, работал в Рязанской области, да, 300 километров. Сами нищие, блядь. Работал, и вот деревни, которые, ну там, во-первых, они все криво-косые, если бабки там живут, да. Вот в районном центре, где я был в 80-х годах, вот выпускникам школ не давали аттестаты, год не давали аттестаты и паспорт, они обязаны были работать в сельском хозяйстве. Мальчики скотниками, девочки доярками. Через год они спивались, да, и оставались там с алкашами. И все, вот эта жизнь такая была. Потом я там у некоторого гостя был. Гость идешь, это 18 век примерно, сразу в домах. Никакой полированной мебели вообще нет. Стоит стол, две скамейки и печка там, где Иванушка, дурачок, который спал, вот эта печка, вот весь быт. Вот здесь одна комната, люди живут, во второй комнате свиней держат. Да? Вонище невозможно. Вот это быт такой у людей. Этим людям, конечно, терять нечего. Эти люди, если из этого дерьма их вытащат, только скажут, там, на тебе 100 тысяч или 20 тысяч, не знаю, сколько это платят им. Иди воевать в Украину, они с радостью побегут, потому что они в жизни никогда этих денег не видели и никогда больше не увидят, потому что там их зароют в этой Украине. Не знаю, я просто решение этой проблемы, да, вот этой сегодня мировой проблемы, вот насколько я уже думаю, как сделать, что мы можем сделать. Единственное одно решение есть, это, а Дудаев говорил никому не рассказывать, но я расскажу все равно. Он говорил, я знаю секрет, но не скажу, но я уже расскажу. Мы все, да, народы, и даже весь мир, наверное, мы должны помочь русскому народу создать, вот, найти их территории исконные, да, где они там жили когда-то, найти эти территории, помочь им создать свою русскую народную русскую республику. И если кто-то хочет жить среди нас, пусть живут, но в основном, как Израиль, например, снялся, когда отсюда гнали, да, они уехали все в Израиль, и там стали израильтянами. Здесь тоже самые русские могут поехать к себе на родину, да, которую надо им создать. И на этой родине пусть они воюют, пусть они там что угодно делают, но сами отвечают за все, не втягивая другие народы в вот эти свои кровавые игры. Иначе, да, они будут завоевывать другие народы. Вот Украину, например. В Крым я был во Львове, с гуманитарной помощью ездил во Львов, там разговаривал, встречался с крымскими татарами, тоже с депутатами крымско-татарскими. Я, кстати говоря, депутат парламента Чеченской республики Ичкерия. В 1997 году избранный. И встречался, разговаривал с этим. Я спрашивал, как там в Крыму, вот жители Крыма, идут ли они на войну? Да, их рекрутируют. Точно так же, никто об этом не говорит громко, да, но они точно так же воюют, обязаны воевать. Крымские манкурты тоже есть. Народы на войну. Ну просто у нас как получается, Кадыров все это выбирает, берет на себя. И причем, что чем он больше кричит, тем меньше видно за ним преступления России, да? Меньше видно Путина, потому что везде Кадыров, весь мир Кадыров. И такое впечатление создаешь, что это Кадыров и Чеченская республика, и чеченцы напали войной на Украину. То есть все эти территории, если попадут под влияние России, ну, если оккупируют, они точно так же будут рекрутировать свои армии новых людей и будут дальше двигаться, как со времен, не знаю, там, Македонского, Чингисхана, всегда эти завоеватели брали те народы в свою армию и шли дальше уже с более мощной армией. Вот такая ситуация, поэтому нам мало того, что нам, да, свободным народом, который мы хотим освободиться от России, мало того, что просто хотеть, да, еще надо попытаться помочь этим русским. Если мы им не поможем, то они опять будут сидеть на нашей шее, куда бы мы ни делись. Потому что до тех пор, пока они будут сидеть на нашей шее, имеется в виду жить среди нас, да, ну, я не против того, чтобы они жили, но Россия будет всегда спекулировать тем, что мы русский язык,
урезаем, не даем им русскоязычное население, принижаем. Хотя во время русско-чеченской войны в 1994 году в городе Грозном, кстати говоря, было 70% русских. По статистике 70% этот город после высылки в Казахстан в 1944 году заселили русскими. Привезли там отовсюду, да, как в Украине сейчас то же самое делается. Заселили русскими, потом чеченцы вернулись когда с Казахстана. Нам не разрешали в городе Грозном прописываться. Без прописки мы не могли работать. Ну, тот период так было построено все. И, в общем, 30%, среди которых были чеченцы, там ингуши, армяне, грузины, там еще много народностей было. И вот из среди 30% и чеченцы были тоже. Чеченцы жили на равнинах, горы не разрешали тоже, в горах жить, все эти селения, которые были в горах, их ликвидировали, и вот до 90-х годов, ну, до развала Советского Союза, не разрешалось выезжать и жить там в горной местности. То есть, такая ситуация сложилась. И первые бомбы, я что хотел сказать по эти 70%, полетели на русскоязычное население города Грозного. Первыми начали бомбить, я помню, у нас есть там в городе Грозном район трамвайный парк там, и рядом вот, ну, одноэтажный, но частный сектор. Ну, получается, ему пофиг, блядь, он уничтожал свой народ тогда, узкожопые, и сейчас. Разницы никакой нету. Уничтожение после 50-х в те Русни так строили. И эти дома, естественно... Сейчас дослушаем потом. Уничтожение узкожопых, блядь, для Путина, Ельцина и вообще царей даже им похуй было. Как если мы, даже если вспомним, блядь, как этот, блядь, в армию забирали, блядь, на 30 лет, нахуй, на 20 лет, блядь, на 10 лет в армию забирали, блядь. А потом, блядь, эти снахачи были, нахуй. Где эти узкожопые, которые что-то будут вякать нам, блядь? То, что нам территории не будет Башкортостану, Татарстану. А ваших-то, блядь, жен-то, блядь, ебли ваши отцы, блядь. Прикиньте, Иванушки, блядь, ебанутые, нахуй. Вы-то в армии были, нахуй, при Петре, блядь. И вы, нахуй, вы, блядь, гандоны, которые боретесь за узкий мир, блядь, нам что-то будете говорить? Что-то я вот этого не могу понять, блядь. Вы нам что-то будете пиздеть насчет того, что у вас, блядь, узкий мир, и этот узкий мир дает нам какую-то цивилизацию? Где, блядь, нахуй, ваши, блядь, отцы ебли, нахуй, ваших жен, блядь. Снахачи сраные, блядь. Вы нам нихуя ничего не научите, уёбки. У нас нету такого, блядь, дерьма. Я в каком-то эфире об этом вот, тщательно говорил, об этом вроде бы. Вот вспомнил, блядь. Когда он сказал, что в Грозном 70% было узкожопые, и их долбили. Круто, блядь. Вообще круто. Реально круто. И почему? Потому что, блядь, нахуй, вы, так скажем, даже своему правительству не нужны. И самый интересный момент, то, что он добавил, то, что кто-то, Джахар Дудаев говорил, что ли, им надо долбоебам землю сделать. Ну да, если у узкожопых нет земли, я-то что, блядь, молодой, откуда знаю, блядь, где их не земля, нахуй. Ну вот теперь понимаем, у финно-угров вообще, по сути, не было земли, нахуй. Где эти уёбки жили? Непонятно, нахуй. Вот в этом московском болоте и жили вы, значит, где-то там. Новгород там, вот это нижнее болото, нахуй, Москвы там. Вот примерно вот эта часть. Кусочек маленький, блядь. Это вообще милипузерный, нахуй, кусочек. Вот в это дерьмо вас и загоним, торфяники ваши, блядь. Вот примерно так. Другого варианта вас не ждет, никак не ждет, блядь, нахуй. Потому что вы уже затрахали весь мир, блядь. Не то, что регионы России, блядь, живут в нищете и манкурты вдобавок нам, блядь, вы оставляете нам еще эти манкуртов, которых нам надо будет всю жизнь лечить, этих пидорасов еще, своих же земляков. Залечивать надо, психушки, блядь. Для них мы диспансеры, наверное, откроем, блядь. Лечить там их будем мы, чтобы они забыли, кто такие узкожопые, нахуй. И из них будем новых башкиртов, новых татар делать из них. Вариантов других нет у нас. Примерно так. После артиллерии бомбардировок разлетались в пыль. И погибали люди. Очень много людей русских погибло. Очень много, я даже должен сказать. Погибло именно под этими же русскими бомбами от этих
русских, которые пришли якобы их освобождать. Такая вот политика в России. К сожалению, не меняется, что было тогда и, как мы видим, и сейчас продолжается, поэтому ваш рецепт действительно более чем оправдан. Спасибо вам, уважаемый Хусейн, за то, что поделились с нами ценной информацией, воспоминаниями и донесли, рассказали нам, как все это было. Об этом необходимо говорить, потому что пока жива история, жив и народ, как мы понимаем, так или иначе. Спасибо вам. Дорогие друзья, не забываем подписываться. Вот такой у нас был сегодня интересный собеседник. Мы договорились, что и впредь и дальше будем продолжать наши беседы не только на исторические темы, но и на актуальные, на сегодняшние вопросы. Благо, что у уважаемого Хусейна большой политический и жизненный опыт, много знаний, соответственно, готов с нами делиться. Ну а с вашей стороны, пожалуйста, все необходимые манипуляции, подписки, лайки. И будьте с нами на связи. В конечном итоге наша свобода – это наше общее с вами дело. Спасибо, всего доброго и вместе победим. Вот для тех манкуртов тоже добавим, да, добавим манкуртам. Вот вы услышали слова Айсена. В чем-то я с ним согласен в каких-то моментах. Почему? Он вам приводит людей, которые доказательства. И это не я из головы выдумываю вам. Не рассказываю я вам басни Крылова, там, сказки какие-то, я вам не говорю. Блять, у меня телефон садится. Так что я вам, блядь, какие-то сказки не рассказываю. Исходя от этого, вы должны понимать, что вот этот весь процесс, который сейчас вы услышали, это история, блядь. Эту историю рассказывает, ну, в данный момент чеченец, допустим. До этого там Айсен сам рассказывает всякие истории. Габасов рассказывает истории. И после этого вы должны конкретно уже вникать, что я вам пытаюсь донести конкретную тему, только не ихним языком, а своим. Они вам рассказывают какую-то странную историю, подобие, ну, так скажем, мягко вам доносят, как учитель. А я вам не учитель, нахуй. Я обычный, как и вы, блядь. Так скажем, блядь, как кто-то мне сказал, аулдан или колхозник. Я не колхозник, конечно, колхозов нету, нахуй. Мне аулдан. Вот. Так что мен аулдан вам рассказываю конкретику, как, чё почем. Поэтому, исходя от этого, вы должны уже вкуривать конкретно, что не только меня слушая и других, цель, которую они вам не договаривают, я вам доношу. Вот моя задача доносить вам то, что они могут сказать. Они же на публику играют, у них же как бы и хочется публики набрать. Конкретики нет у них, потому что то ли YouTube заблокирует их, то ли что, боятся. Меня же заблокировали уже один канал. Мне похуй, блядь, я новый открою, опять буду, как говорится, действовать. Проблем нет. Закрытие канала – это хуйня все это. И вот, главное, единомышленники добавлялись вовремя, как говорится. Вот, допустим, второй канал у меня есть, но в нем нету людей. Миндар бишческий шижи алмадым әлі шунда. Бір кім подписываться етәсі келмей. Ну, 475 кіші подписаться еткен, рахмат оларға. Вот мы могли бы еще больше туда набрать людей, чтобы я как бы там тоже запасной эфир делал. Вдруг этот бахнут, у меня же другой должен быть. Вот примерно так. И что я хочу сказать от этого? Вот, когда у вас идет речь о том, что когда вам говорят, вот здесь вы видели даже вот этих ебучих СМСников, которые вот комментарии пишут, вы комментарии читаете вообще, нет? Которые пишут, они говорят, что я как что-то там, блядь, делаю, что-то делаю, не делаю. Мен сізге самое главное, көзіңізді ашырға тырышам, көзіңізді ашығыз. Я вам ничего плохого не желаю. Я против вас не иду. Я иду против Москвы.
Вот если вы тоже против Москвы, идемте вместе. Чисто я ищу единомышленников, которые возьмут со мной вместе оружие в руки и пойдет. Потому что онда Мәскәүгә барганда безне башыбыздан беркем сыламый. Без беркемгә кирәкми онда. Без дошман аларга. И алар безнең дошманыбыз. Шунарга без аларны югалтырга тиешбез. В первую очередь искоренить из наших земель Башкортостана и Татарстана. А потом дальше уже мы посмотрим, как дальше жить. И потом он начал говорить о том, что вот этот чувак, чеченец, что-то говорил, о том, что их надо загнать туда. Вот эта тема, более он как-то по-другому это сказал, Джахар Дудаева слова, да, он как-то высказал по-другому чуть-чуть. Вот. Давайте поразмышляем по-другому под его вот этим критерием, который он культурно выразился, что узкожопым нужна земля. А я вам до этого уже постоянно долблю. Если эти финно-угры выползли из Москвы, если они до такой степени любят Москву и строят Москву, Москва-Сити и так далее, в первую очередь мы, значит, ее разрушим нахуй. До талого, блядь, нахуй. Москва горела нахуй. Французы сожгли Москву или что-то такое. Помните, стих, блядь, заставили нам учить Бородино, блядь. Вот то же самое будет, нахуй. Бородино 2 будет, нахуй. Мы должны будем разровнять, блядь, Москву, чтобы они, блядь, на этих руинах, вспоминая Украину, по кирпичикам заново строили свою сраную Москву. Только таким образом мы сможем, как говорится, дать им бумеранг. По-другому никак. И потом, Башкортостан, Татарстанда, мы их должны будем вычистить, каким образом? Которые захотят там остаться, они останутся, которые не захотят, мы их должны будем или выгнать, или посадить в обезьянник, чтобы они не баламутили на улице людей. Вот первая задача наша будет. Или мы сажаем их нахуй, в Зиндан, или нахуй в Москву отправляем. Пусть ебут, строят Москву свою сраную, блядь. Вот только так. И потом, как он как раз подметил, насчет того, что чтобы у них тоже родина была. Нас не должно ебать, будет у них в Москве родина или нет, нам до пизды. По идее, это московские болота, я хочу лично передать это украинцам. Пусть они разбираются с ними вместе. Пусть они их нахуй там же будут нахуй приучать к украинскому языку, украинским, как говорится, делам и так далее. Пусть, как говорится, из них будут строить нормальных людей. Вот как они, допустим, пытались построить в Азии, в Узбекистане моих, так скажем, туганларны крымских татар. Этих чеченцев добавок еще в Казахстане. Вот такая же фигня будет. Грубо говоря, блядь, нахуй, им будет концлагерь, нахуй. Москва будет для них концлагерем, блядь. Переобучение, блядь, к нормальной жизни. Так что из них нужно создать нормальных людей. Вот и все. Другого варианта нет. И этих ублюдков нужно перевоспитать. Пока они, нахуй, не засрали весь мир, блядь. Первая задача наша будет их перевоспитать полностью. К нему можно будет подключить американцев, европейцев, всех. Все набрать туда учителей, нахуй, перевоспитальщиков, нахуй. Пусть их перевоспитывают, нахуй. Вот и все. Примерно так. Жестко, нахуй, пусть перевоспитывают, нахуй. Без жалости. Так. Давайте теперь пройдемся по новостям. А то слушать уже надоело что-то. Итак. Новости. Ну да, вот это мы дослушали. Ну, это мы дослушали в честь 30-летия начала Ичкерии, короче, да, это начало возрождения Ичкерской республики, короче, республики Ичкерия в Чечне, да, так скажем. Вот это воспоминания вот этого там, ну, все об этом говорят, мы тоже как бы не отстаем от публики. Итак, дальше идем. Тут что-то Хабиров предатель башкирского народа. Руслан Габбасов это новое что-то сказал или что? Давайте послушаем нашего героя Руслана Габбасова, который тоже пытается что-то там, открыл себе башкиртюртан туда-сюда. Так что вот башкиртлар, татарлар. Хабиров он полностью продал республику, прогнулся под силовиков, под Москву, выполняет все указания, что ему говорят сверху. Сказали русскую общину полностью
обеспечить всем возможным, дать спортзалы, дать финансирование. Все. Через Назарова все это делается. Финансирование идет миллионами. Спортзалы, тиры, где они стреляют. Ножевые бои всякие устраивают. Ринги, где они тренируются. С кем они собираются воевать? С мигрантами? Сомневаюсь. Очень мало осталось. Много уехало. Даже сейчас Кремль начал риторику свою менять по поводу мигрантов. Уже начали говорить, что якобы межнациональную вражду между представителями Центральной Азии и Кавказа и русскими это спланированная акция со стороны Запада. Представляете? То есть они довели до такого масштаба. А сейчас начали как-то пытаются выруливать из этой ситуации. Хабиров, он Поняли? Вот у него как бы такая тематика. Окей. Ну, будем, как говорится, его тоже иногда слушать. Но добавлю сюда, как обычно, как своим, так скажем, блядь, иммигрантам, моим землякам, узбекам, кыргызам, таджикам, скажу одно. В первую очередь, вот этого бардака, чтобы не было, в первую очередь вам нужно, как всегда я вам напоминаю, перестать ездить в Россию. Приезжайте в Европу. 1000 раз я вам уже говорил об этом. Приезжайте в Европу, проблем не будет. Чтоб, блядь, потом не говорили, что вот иммигранты, они виноваты в чем-то. Вы, по сути, вообще не виноваты, но вас притянут за уши, нахуй, скажут виноваты. Понимаете смысл? Вот поэтому я считаю, что вам нужно, как говорится, подумать и очнуться уже, где, как говорится, жить или не жить. И в какой-то момент уже забыть, как говорится, эту ебаную Москву, блядь. Подавно всю эту пидорасию. Вот примерно так. А вы все лезете. И вот я по адресатам пройдусь дальше. Вот то, что я закидывал в телегу, и дальше пойдем. Мусульманская община города Люберцы, вот эти, которые уебки нахуй, манкурты, которые сегодня жаловались на видео. Имам хатыб города Люберцы Рамиль Раисович Рахманкулов. Кутахбаш, я тебе кидаю нахуй, тебе заявку кидаю, ташак, блядь. И имам, блядь, хатыб, блядь, позорник сраный. Сен Аллаха тоянган болсаң, кутаксыныгы, блядь. Ты мне напиши, вот у него здесь номер даже есть, 8 901 522 38 94. Вот позвоните ему, этому гандону, и передайте от меня огромный ему, блядь, кутакбашевский салам, блядь. Что он чмо, который нахуй подвел, блядь, вот этот люберецких татар, мусульман, к такому позору, нахуй, обратившись к Путину. В первую очередь, имамы, все манкурты. Это не нужно, как говорится, забывать. Таким тварям, нахуй, туганлар, не доверяйте. Башкортостанда да, хам Татарстанда да. То, что горят мечети, это все от Аллаха, по идее. Но мы можем это остановить. Только мы можем это остановить. Почему? Потому что без гена Аллаха тоянып можем уничтожить русню полностью, которые сжигают наши мечети. Мы будем их кресты сжигать нахуй и убирать с Башкортостана, с Татарстаном все нахуй крестоносовские места, где есть кресты, где есть вот это поеботина. Церкви тоже нахуй полностью очистим нахуй. Церкви переделаем в другие заведения какие-нибудь. Нам нахуй церкви не нужны там, блядь. Как сегодня как раз про церкви или вчера слушал, что... здесь как раз слушал, блядь, здесь. Дальше послушаем. 1000 какой-то столько церквей, оказывается, Подмосковье, там 4000 церквей или в Москве, или все вместе 1800 или 4000, я не понял. Короче, да хуя церквей, блядь, в Москве и Московской области. А мечети 4 только. Мечети 4, блядь, по Москве, блядь. Это ужас, блядь. 4, блядь. А у ихних 1000 чем-то, блядь, 2000, блядь, церквей, блядь. Нахуя? А этим алкашам нахуя церкви-то нужны? Адрес вот этого, блядь, пидорасического, рамильского, так скажем, блядь, общины. Московская область, Люберцы, городской округ, поселок Малаховка. Я бывал, кстати, там, блядь, недалеко, блядь, сука, от Москвы, блядь. Большое Кореневское шоссе 1А. Да, вот это Большое Кореневское шоссе, там, блядь, 1А. Короче, люберецким долбоебам, блядь,
кидаю я вам заяву, гондоны. Урысларга нахуй таянмагыз, куртакбашлар, блядь. Татар һәм башкортларга таянырга кирәк. Мусульманнардан ярдәм сорарга кирәк, а не Путиндан. Раз и навсегда запишите и распространите, если можно. Придурки, блядь. Заебали уже позориться. Так, сейчас давайте. Этот тут сохраню кое-что. Так, вот этот я тоже закидывал. Не понял. А вот еще здесь шло международная конференция, посвященная 30-летию начала русско-чеченской войны. Но его я в каком-то моменте я только начал слушать, не дослушал. Его надо отдельно сидеть слушать. Это его до хрена его. Может, один день послушаем. Там именно вот интересное что-то говорили про вот эту войну полностью. Вот давайте вот это пока послушаем. Вот как раз что они говорят. Вот этот мне момент интересен, блядь. То, что они говорят. Сейчас. Уважаемый Владимир Владимирович, Вот. обращаемся к вам Позор. от лица местных мусульман. Нашу мечеть Мром-Свет, последнюю в Люберецком районе Московской области, которая помогает бойцам специальной военной операции, закрывают. Плачется. Молельный дом, расположенный по адресу Люберецкий район, поселок Малаховка, неоднократно подвергался проверкам, и никаких нарушений в работе выявлено не было. Мы вносим в работу государства огромный вклад. Оказываем психологическую помощь родственникам солдат. Поддерживаем бойцов гуманитарной помощью. Укрепляем их боевой дух. Иштасызмы? Мы молимся за них. И хороним. Мына иштасызмы сүзләрен мына. Люберецкие общины бойцов, оказывается, моют и хоронят. Уж китәрлек манкуртларны сүзе бу. Бу бит ишетергә даже кысасы килә, блядь. Позор. Олы кешеләр. Но бер яктан мин үземне теге рәхим ягын алып торып сөйли торган булсам, Алланың юлында мәчеттәге кешеләр икән дип сөйли торган булсам, могу только одно сказать. Булар олы кешеләр монда икән, мына все, грубо говоря, взрослые, там пару молодых там девчонок сидят там. Все взрослые здесь. Ну, явно по 50 лет им. Ну, 40 и выше там. 45 и выше. Исходя от этого, явно все татарлар, мына мындағы татарлар, Люберцеда татарлар дахира, Москвада. Ну, нижегородские татарлар булар. Половина из них нижегородские, имейте в виду. Это был Нижгар татарлары булар. Безнекелер тугуль, по сути. И вот исходя от этого, вот эти пожилые могут так сказать, окей, я могу сказать, пойти им навстречу чуть-чуть, окей, но безден, яшлярдан этот косяк не снимается. Вот этот косяк унижения ихних относится к нам. Не их унижают, а нас унижают, потому что мы никчемные, мы не можем, блядь, против Москвы выступить. Вот наша проблема, туганлар. Мына койга в цель надо бить. Когда начинают мне писать всякие комментарии там со всех щелей, блядь, намадеяпсан, туда-сюда, когда я обычно про узбеков начинаю что-то говорить, блядь, им глаза открывать. Помню их комментарии негативные, помните? До хрена я не успела удалять даже. Вот вспоминая их, вспоминая Башкортостан, Татарстан, я говорю, что цель не я. Цель не я, цель Москва. И уничтожить Москву – наша цель. Поэтому, исходя от этого, когда люди вот таким образом выходят со всех деревень, там, говорят, туганлар, biz ишетергә өйрәнергә тиешбез, күрергә, ичебездәге проблемаларны, bütün шул мөшкил проблемаларны без күрергә, өйрәнергә тиешбез. Не нужно быть нахуй зомбированными, блядь, слепыми нахуй, зряче видящими.
видя, блядь, это и считать себя слепым, нахуй, это, как, блядь, даже, не знаю, лицемерие из лицемерия, блядь. Это позор, блядь, нашим всем, блядь, мужикам, блядь. Утаздан иллига хатля. Ниже я не говорю. Надо вставать. Просто нужно вставать, блядь. За вот этих бабаев, за вот этих мужиков, женщин мы должны встать. Они в униженном состоянии. Наши мусульмане, безнен халаклар, пусть они этнические мусульмане, похуй, читает намаз, не читает, до пизды, блядь. Главное, безнен хан. Bizning boshqirtlar, bizning totarlar intiguda, intikkan xalq. Shuni anglaysizmi, yo'qmi? Mana shularga мы должны стать, блядь. А не за то, что там, блядь, Путин так сделал, так сделал. Нет. Именно принцип того, что, блядь, нахуй, мы униженные. С этого унижения надо встать. Не с колен. Колено, не колено, какая разница, на ногах вы стоите. Встать надо с униженного положения. Положение униженных. Понимаете? Грубо говоря, как вы, как будто вы мы, точнее, да, все находимся в тюрьме, и получается над нами надзиратель. И мы ничего не можем сделать. Манашунарга мы можем, пока мы, альхамдулилля, как говорится, говоря это, утрируя, блядь, в тюрьме, не в тюрьме. Исходя от этого, мы свободные, и можем мы в руки взять оружие и пойти на Москву. Сможем. Для этого просто нужно ваше желание. Сказать, давай, мисилем нам барам. И встать на мой путь. И вместе будем уже сильнее и больше будем уже информированные, больше будем собирать какие-то более еще дополнительные пути обхода, так скажем, чтобы, когда, если даже мы на Москву пойдем, меньше, чтобы у нас было потерь. Понимаете? Я чувствую, я знаю, что мы будем терять людей, но меньше тоже можно потерять. Но не так, как Габбасов с Кашаповым хотят дружно, блядь, прося помощи Турции, блядь. Да Турция чем может помочь? Солдата он не даст. Солдаты будете все равно вы. Он в крайняк может дать, если даже даст, оружие. Вот как говорят каким-то повстанцам, блядь, в Сирии, блядь, он дал оружие, блядь. Вот такие тоже разговоры есть. Но там у каждого своя шкура, этот интерес свой, шкурный интерес, блядь. Шкурный интерес. А нам, Татарстанга, Башкортстанга, оны шкурный интересы кирәкми. Біз, блядь, бір құллықтан шығып, икенче құллыққа кіреге, я не пойду нахуй. Я не подписываюсь под такую тему. Поэтому құллық тан құтылырға, ғұмырге құтылыр үшін, башқа құллыққа кіреге демеген ол. Это в первую очередь наша задача. Встать самим. А договор будет, кстати, договор будет такой, как, кстати, добавил, вот он конкретно добавил, вот Аюба, послушайте, он конкретно добавил насчет этого, договор будет, мне тоже понравилось его высказывание, вот как раз он дополнил мои мысли, наверное. Договор будет, блядь, забыл это слово опять, сука, меня память хуевая, меня, блясана, блядь. Мне нужно все равно кто-то рядом, у кого память хорошая. Короче, он сказал, что с этим путинососами у них договор на 49 лет, а кто-то сегодня уже говорит на 99 лет, блядь, нахуй, на 100 лет. Договор с этими кораблями, с этой хуйней, договор был. И этот договор, они будут сотрудничать не как хозяин с работником, как Асад перед Путиным. Асад перед Путиным был работник, Асад был рабом Путина. А мы, говорит он, не будем рабами. Мы не будем нахуй рабами Путина, он сказал. Будет откровенно вот такие работы будет, говорит. Сотрудничать мы будем по тому, чтобы у них в этих водах стояли эти корабли. Но я против этого. Я вот хочу это теперь как-то вот способ найти теперь с ними, думаю, может связаться с Аюбом, с Фарухом. Может, Руслан Айсен это свяжет, я не знаю, блядь, кто. Легче, конечно, со своими узбеками мне самому легче связаться. Где бы их найти, только связи будем искать. Связаться и сказать Аюбу, чтобы они хуй положили на эту Москву, блядь. Хуй положили на Москву, забрали всю технику российскую, все корабли нахуй забрали себе, все присвоили.
И сказали, за что? За то, что вы, гниды, на нашей земле столько времени нахуй убивали наших сирийцев. А они убивали. Они убивали, блядь, с помощью ИГИЛа, с помощью вот этих всех банд, нахуй, формирования. Убивали, нахуй, сирийцев вместе с этими сраными евреями. Евреи с этими узкожоповыми вместе мочили Сирию. И это, блядь, конкретно это есть такое дело. Только одна помощь им оказала, говорит, огромная колоссальная помощь со стороны Израиля, что они ебанули этот шиитское формирование этих, блядь, Хизбалла, Хуйбалла, блядь, вот этих кутахбашев шиитов, блядь, которые хуйней маются в этом, в Палестине. Вот и только это. Поэтому тут, видите, какая каша. Мы только эту занавес начали узнавать. Мы только эту занавес приоткрыли. Мы начали понимать. Я вообще в этих делах ноль, блядь. Мне вообще до пизды было до этих мест, блядь, по сути. Если мусульмане выиграли, окей, выиграли, я рад. Вот и все. А, блядь, проиграли, конечно, хуево. Поэтому в нашем деле то же самое, блядь. Ебать Москву, значит, беспроигрышно. Только в выигрышном варианте. Поэтому нам нужно, блядь, вместе сплотиться. Сплотиться, вот как они сплотились, нам тоже так же надо сплотиться, нахуй, в один кулак и разъебать эту сраную Москву, блядь, засадить, нахуй, осаду еще в жопу, нахуй, за сирийцев добавок, блядь. Вот только шулай, Дуслар, по-другому никак. Давайте дальше послушаем этих долбоебов, что они говорят. Мы помогаем малоимущим вещами и продуктами. Угу. Проповеди в нашей общине носят воспитательный характер. Мы оказываем с помощью проповедей положительное влияние на взгляды местного населения, в том числе посещающих только по пятницам мигрантов. Прививаем и защищаем традиционные российские ценности. Кроме этого, своими силами привели здание в соответствии всем требованиям закона. В поселке Малаховка наша община всегда являлась инструментом мира между соседями, братьями-христианами и иудеями. Наша община в районе осталась единственной. Существует здесь с 2010 года и создавалась для коренного местного населения, проживающих здесь исторически татар, башкир, русских и прочих. Учредителями нашей общины являются граждане России. Клевета и оговоры на нашу мечеть идет от общин, позиционирующих себя как активисты и патриоты. А на деле это радикальные группы из разных интернет-сообществ, которые нарушают мир и дружбу между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Они уничтожают страну изнутри, подрывают тылы наших солдат. Проблема с мигрантами в нашем государстве стоит остро, и в настоящее время принимаются кардинальные меры по ее решению. 27 ноября 2024 года Мромсвет получила от администрации уведомление о прекращении договора безвозмездного пользования имуществом. Закрытие общины приведет к тому, что и без того острая ситуация может стать неуправляемой. Некому будет оказывать правильное влияние на настроение молодежи, в том числе граждан России, и заниматься патриотической работой. Мы, местные мусульмане, лишаемся единственного места, где мы можем помолиться в пятницу и на главные праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Мы не должны допускать закрытия храмов и мечетей, действующих законно. Согласно статье 28 Конституции РФ, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними. В Москве проживает примерно 15 миллионов человек. Численность населения под 7,5 миллионов человек. В Москве 1220 церквей, а мечетей всего 4. О, слышали цифры? В Московской Я даже не области помню. более 1800 церквей, О, а мечетей примерно 10 и несколько молельных домов. В последнее время количество мест для моления быстро сокращается. Вот такая статистика. о, видите, 1200 и 1800, 4000, блядь. Разных стран, разные Да, или национальности, 3000 религии церквей, блядь. работают везде. Ежедневно по 8-14 часов в магазинах, поликлиниках, в школах, в садах, в торговых комплексах. В мечетях же бывает только 1 час в неделю. И ведь никому не приходит в голову закрывать школы, сады, магазины или больницы только из-за того, что там имеются мигранты. Может ли это стать в таком случае причиной закрытия мечети? Здесь остановим, добавлю, пока не забыл. Он не сказал, не может сказать, что это узкая община. Побоялся написать в своем тексте узкая община. Он читает очень долго, минут 13 будет идти это вся пиздеж, блядь. Но он может меньше, но там еще другие еще есть там. Ну, там поставление, там Путин что-то говорит нахуй и так далее. Хочу от себя добавить. Туганлар. Пусть он 10 минут говорит, хер с ним. Вот он написал, накатал что-то, да? Это мусульманин, татарин. Блядь, вы, татарлар, блядь, если вы за свой народ не можете, блядь, нахуй подыматься, вы за кого хотите подыматься, придурки, блядь? А? Siz kimni, блядь, bu dunyoga kelib, kim uchun o'lirga o'lisiz? Uruslar uchun meni ukrainlarni o'tirib, блядь. O'zingizni, блядь, xalqni misqillaylar, блядь, tatarlarni, boshqirdlarni izalar, блядь. Siz kim uchun o'lirga o'lisiz? Bizni opa dadalarimiz, блядь, nima uchun yashagan, блядь? Вот narsa uchun biznikilar yashagan. Вот этого я не могу понять, блядь. Qortataylar 41-45 narsa uchun sug'ishgan. Окей, у них тоже был бзик, нахуй, в коммунизме жили. Но, блядь, там враг пришел к нам, блядь. А вы идете врагом теперь в Украину. Это шиворот на выворот, блядь. Наоборот все дело происходит. И после этого вы хотите что-то, блядь, нам, которые пытаются вам, блядь, доказать, что, блядь, вы не правы, что-то вы нам хотите втереть. Я думаю, нахуй, вы не на правильном пути. Вы должны, блядь, осознать, что урыс sizga туган түгел, блядь. Олар, блядь, финно-угры, блядь, другая нация, вообще другие люди, блядь. Biz татар, boshqirdlar, biz boshqalar, блядь. Tili bizda bet endi boshqa, tusi bizda boshqa, ko'zi biz qisiq, нахуй. На то пошло. Shashi biz qora. Если даже вы, татарлар, нахуй, uruslashib bitgan bo'lsangizda, sori bosh bo'lib bitsangiz-da, блядь. Но bizda, блядь, onday tugul. Biz boshqa, ko'zi biz qora, shashi biz qora, biz boshqa. Чурки, как они говорят, блядь. А они, нахуй, белобрысые крысы, нахуй. Из пизды, блядь, Кукуева, которые вышли, блядь. Из московских болот, нахуй. Рабы, притом еще. Рабы! Рабы, блядь, нахуй, ихние, блядь, предки, блядь. Наши-то предки не были рабами. Это вы понимать должны. Qozon xonlig'ida рабство degan narsa bo'lmagan u. У нас не было рабства, блядь. Примерно так. Мечетей и молельных комнат. Нет. Более того, мечети способствуют обучению и социализации иностранных граждан. В мечетях призывают к соблюдению уважения, культуры, обычаев, законов и традиций нашей страны. Давайте поддерживать друг друга в благом и не поддерживать в дурном. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас помочь нашей общине. Первое. Остаться действовать по адресу Московская область, Люберецкий район,
поселок Малаховка, Кореневское шоссе, дом 1А. В случае, если это невозможно, предоставить иное место в Люберецком районе Московской области для работы местной общины «Свет». Третье. Контролировать мигрантов, находящихся в России. Четвертое. Привлечь к ответственности лиц, занимающихся подрывом страны изнутри. С уважением и надеждой, прихожане МРОМ-Свет, жители Люберецкого района. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович. Здесь остановлю, вот сейчас потом военных будем слушать отдельно. Добавлю от себя. Вот то, что он говорит, возвращаемся назад и напомню насчет узкожопых Башкортостана, Хам-Татарстана. Я когда-то об этом уже высказывался. Вот, допустим, окей, эта земля, Малаховка, это как бы недалеко от Москвы. Это, наверное, даже не Нижний Новгород, это не Нижний Новгород. Это не знаю, надо узнать, не Эрзевские, не Эрзя-Мохши земли. Это реально московит земли. Это недалеко от МКАДа, блядь. Теперь объясню с другой стороны. Вот эти долбоебы, по идее, если на то пошло, не должны просить этого. Почему? Потому что наши земли, мусульман подавно, и хотя бы эрзинские земли, там дальше, вот в тех местах, как говорится, Башкортостанда, Татарстанда, Чувашия, Мары, Нижний Новгород, примерно там. А эти придурки Подмосковье просят, блядь, у своего царя. Понимаете, вот какой, до какого маразма люди закуташенные, блядь, можно сказать так, блядь, в голове, блядь, что они, блядь, не помнят своей истории, что, блядь, они думают, что они россияне, и их прессуют за то, что, блядь, нахуй там церковь закрывают. Вы ебанутые люди, блядь. Вы же не оттуда, блядь, придурки. Если даже вы там родились, хуй с вами, блядь, нечаянно, это во время вот этого передряги коммунизма и так далее, блядь. А так, по идее, нахуй, ваши земли же, блядь, Башкортостан, Татарстанда, идиоты, блядь. За какого хуя, по идее, они могут вам сказать, пошли вы нахуй, это наши узкожопые земли, придурки. Вы просить должны там, блядь, Аль-Рахим, почему Башкортостанда не строится, почему в Татарстане мечети не строятся и так далее, почему Башкортостане сжигают, блядь. Вот, блядь, наша причина, если уж на то пошло, блядь, если просить, блядь. Эти придурки вообще ни в какие рамки не влазят, ни в какую, блядь, пантологию у меня в голове нахуй не укладывается, что они просят, блядь. Будь дрыстугель, блядь. Пиздец какой, двухкратное, десятикратное, блядь, унижение, блядь. Просить на узкожоповской земле, чтоб им дали мечеть, блядь. То же самое они бы у нас просили бы в Уфе, когда мы войдем, построить им церковь, блядь. То же самое, так, как-то так звучит, блядь. Понимаете? Они ему реально могут сказать, идите пиздуйте, в Уфе читайте намаз свой, нахуй вы тут нам нужны, блядь. А вы, приезжие, блядь, ушлепки, блядь, с Азии, читайте у себя в Узбекистане, нахуй, Кыргызстане, Таджикистане, нехуй здесь читать намаз. Вот вам ответ такой был бы. Примерно. И вы унижаетесь. Исходя от этого, возвращаясь назад, когда я говорю, что Башкортостан и Татарстан будем выгонять этих узкожопых, будет такое решение. Что вот такие вот унижения, вот такие блядства у нас, Башкортостанда, Хам-Татарстанда, в ихнюю сторону, само собой не будет. Но будет зачистка церквей. Церкви будут так же, нахуй, как они нам в Москве, блядь, лимит поставили, 3-4 штуки, нахуй. А мечетей будет на каждой улице. На каждом шагу будет мечеть. Чтобы любой человек мог зайти на своей улице, не ебался там с одного конца Уфы на другой, блядь. Не ехал с Казани с одного района на другой, блядь, нахуй, мечеть. А дома читал, возле своего дома читал свой намаз. Вот будет вот такая тактика.
Вот примерно вот это будет. Вот с такой стороны надо это уже как бы рассматривать, а не того, что просить на их земле, чтобы им дали мечеть. Вот когда они дадут, когда мы заберем Башкортостан, Татарстан и поставим их, как грубо говоря, нахуй раком, вот тогда мы будем разговаривать уже на наших правилах, блядь, нахуй. Будет в Подмосковье мечеть наша или нет? Вот какой будет, нахуй, лозунг у нас. А потом уже посмотрим, будет ли у них, как говорится, точнее, будет ли у нас в Башкортостане ихняя церковь. Вот примерно вот такая будет тактика. Не говоря, что синагоги всякие нахуй, которые нахуй нам не усрались. Насчет синагоги в Башкортостане, Татарстане вообще не должно быть нахуй. Вообще, блядь, нахуй. Синагогу нахуй уничтожим сразу, блядь, автоматом, блядь. Они нахуй не нужны нам. Сейчас, секунду, запишу вот это. Так, стрим 6. Потому что Ялзам бетон жерге хлопнут где-нибудь опять меня, блядь. Пусть запись идет везде, блядь. Это, блядь, сука, доказательство вам всем, блядь, нахуй, что заднего нахуй не будет, нахуй. Только олга, блядь. Только олга. Распространяйте везде, в тиктоках, в ютубах, везде. Срезайте кусками, распространяйте туганлар. Тиккена утырмагыз. Хотя бы шулай действовать будем, друг другу помогать. Потому что у меня уже вариантов нету, я не знаю, как это все распространять внутрь. Внутри меня ёбнут. Я, если даже себя покажу, пока неизвестно. Шундыхаль. Так. Сейчас, блядь. Грузит тяжело, блядь. Как мне надоело это, блядь. Тупит, блядь. Сраный телефон, тикток тупит, блядь. Так. Так, секунду, Хазар. Тише, блядь. Не грузит, блядь. Ну ладно, давайте дальше туда слушаем. Обращаемся к вам от лица граждан Российской Федерации. Это какие-то уёбки солдаты. Мусульман, которые выполняют свой долг на специальной военной операции. В то время, когда мы, представители всех национальностей и основных религий, воюем на Украине за мир и покой нашей страны, в тылу группа людей подрывает нашу страну изнутри, помогая врагам. Называя себя патриотами, они клеветой и оскорблениями настраивают наших граждан России против других, христиан против мусульман. Только в Москве и Московской области проживает около 6 миллионов мусульман, россиян разной религии. Мы столетиями жили в мире и согласии с русским народом. Как и сейчас, наши отцы и деды вместе защищали нашу родину. Ссылаясь на проступки некоторых мигрантов, только в Московской области группы людей добились закрытия десяток молельных домов. Сейчас они делают все, чтобы закрыть молельный дом поселка Малаховка Люберецкого района. Религиозная мусульманская община «Свет», которая находится в Московской области Люберецкого района, поселок Малахов, неоднократно оказывая волонтерскую помощь нашим подразделениям. Многие представители данной общины являются непосредственными участниками СВО, защищают мир и покой нашей страны. Статьей 28 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантируется свобода исповедовать любую религию, распространять и иметь религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Мы просим президента, руководство страны и компетентные органы
не допустить закрытия молельного дома поселка Малаховка Люберецкого района до выяснения другого помещения, предоставить земельный участок для самостоятельного строительства мечети в районе, контролировать мигрантов, нелегально находящихся в России, привлечь к ответственности лиц, занимающихся подрывом страны изнутри, уверены, общими усилиями, объединившись, помогая друг другу, мы сможем стать сильнее. Враг будет разбит, победа будет за нами. Eshitdingizmi? Bu manqurtlar musulmonlarmikan, урусlarmi? Ну, голос явно какой-то узкожопый татарин или вообще узкожопый сам говорит, непонятно. Просто поражает мысли ихние. Благодарное письмо тут даже есть. Прихожанам МРОМ Свет, поселок Малаховка, в честь первой годовщины, бля, мелко, деятельности волонтерского штаба за своих выражаем свое огромное что-то за своих, короче. Елизарева, село Дмитриевка, Уфимский район. Нихуя себе, блядь. Вот оно что. Это получается нахуй Уфадан, блядь, нахуй. Уфадан эти, блядь, солдаты пиздели за это Малаховку, блядь. Если это правда, блядь. За своих, вот это, Люберецкий районга, письмо, блядь, благодарное. Елизаревы, ФА. Запоминайте, Башкортостаннан, Татарстаннан. Вот эти фамилии. Село Дмитриевка, Уфимский район. Хойдайконо село Дмитриевка, Уфимский район. Удивительно, нахуй. Сука, не помню что-то, блядь. Дмитриевка, блядь. Или я не так читаю, блядь. Дмитриевка, да? 25 ноября 24 года. Ваша помощь, поддержка за родину, за победу. Ну да, башкорт флага, короче, только их не, блядь, внизу, наверху этот ебучий российский. Получается, туганлар, вот оно как, хорошо я эту тему затронул, вот и в конце узнал, я же как бы в конце не смотрел то, что они говорили, и тут письмо благодарное увидел. Мына сізге күзегізні ашырға тағын опять вам один мой пример того, что вот ходит вот, не верите, вот можете посмотреть, мусульман, не, Люберецкой общины, деп жазыңыз ютубка, и посмотрите полностью это видео, сами убедитесь. Там увеличьте, посмотрите, я не могу сейчас увеличить его, посмотреть это письмо ихнее. Вот таким образом, шунарға, значит, получается, Башкортостан хам Татарстандағылар, манкуртлар хотят победить Украину на этой войне. Удивительный, блядь, ебанизм, блядь. И они еще заступились за эту мечеть. Вот это тоже удивляет меня. Поэтому, исходя от этого, вы должны понимать, что манкурты могут и в мечеть ходить. Проблемы нету здесь. Они будут, вот эти имамы, проблемы нету. Куран они будут знать, проблемы нету. Но они будут манкуртами. Манашулайберна бізге нельзя забывать. Бірінші, бізге қол көтара шу манкуртлар біліп қойыңыз. Шу манкуртларны біз успокоим или уничтожим. Вопрос будет стоять. Поэтому сейчас им нужно доносить, что вам будет пизда, блядь, нахуй, если вы дальше будете вот такой темой болеть, блядь, дурацкой. И урыс, блядь, татар бірге бола тұрған болса, это погибель, нахуй, татарға. Потому что без манкуртугаль мы не потерпим такого, нахуй, на свое отношение, блядь. Башкортостан хам Татарстанга, блядь. Понимаете? Миным хоть миным миллятым 3000 да конога. Но мин үшісіне, как говорится, головой ручаюсь, блядь. Потому что мен бірсін да мысқылатырға бермейшекмін, бермеймін да. Кутағым куйып барғанмын, куям да, Алла берса, керек болса. Просто вы не можете понять, что эшегізді шундай манкуртлар, которые пытаются рулить над вами даже. Нәрсе, сіз онардан да мингірау, что ли? Онардан аңғыра, что ли? Сіз онардан да аңғыра, что ли? Шул манкурттан да аңғырабыны біз.
Үзегезне мына шулай выставлять вы должны. Вы должны понимать, что без Мингирау аңгыра түгел. Без шундый ук Башкортстаннан чыккан, шундый ук Татарстаннан туылып чыккан кешеләр дип үзегезне хис итәргә тиешсез. Сез маңкуртка буйсынырга тиеш түгелсез. Чөнки маңкурт буйсынган уже хуҗага. Без маңкурт түгел. Маңкуртның хуҗасы бар, блядь. Пидорасия. Мәскәү башлыклары. Не зря же теге бер җыр әйтә. Салават бас урныңнан Мәскәү хуҗа Москваны сигергә там или что-то такое, блядь, җырлый бит анда. Менә ул искә төшә шул җыр миңа. Понимаете? Җитте уже терпило булып яшәргә. Не нужны нам вот эти, блядь, какие-то сказки, басни, это новость, вот это сраная, постоянно вам, которую я напоминаю, говорю, на публику не играйте. В тот раз я вам говорил, когда дагестанцы пизданули татарина, мусульманина за какую-то хуйню, в эфир вывели. Я вам говорю, этот метод узкожопых. Не надо такие методы делать. Эти тоже записали, понимаешь ли, херню. Потом они с армией пишут, мы приедем в Башкортостан, Татарстан, выебем всех. Армян. Или кого-то там, блядь. Вы долбоебы. Нахуя вам, блядь, на публику играть, блядь? Или вы тоже такие же тикток-войска, блядь, нахуй? Когда мне говорят, нахуй, диванный эксперт, блядь, тикток-войска, мне пишут, блядь, комментарии тут узкожопые, нахуй. Это вы такие, ебанашки, это вы. Мы-то, нахуй, ведем тему, нахуй, а вы между собой так, блядь, огрызаетесь, как тёлки, нахуй, как шавки, блядь. Сучки, как, блядь. Сучки, блядь, которые по телефону друг другу кидают видосы, а встретиться не могут. Потому что одни на войне за Путина, а другие, нахуй, там же где-то тоже за Путина, нахуй. Манкурты между собой грызутся, как шавки, блядь. То же самое, что и в Чечне происходило с Дагестаном. Между собой грызлись, нахуй, за какую-то, нахуй, Валсбери, блядь. То же самое, шавки, блядь. Путинские шавки, блядь. Вы не мужики, вы шавки, блядь. Которые, нахуй, хуи сосали у Путина, блядь, потом еще, блядь, не брезгая, нахуй, нам еще что-то говорите, ташаклар, блядь. Сіз башта 100 мәртә айтам, кутакны күтегездән, авызыгыздан чыгарыгыз, блядь, сөйләшкәндә. Барып, потом чайкап, юынып килегез, нахуй. Белизна белән юыгыз, күтегезне дә и авызыгызны да, безне белән сөйләшкәндә. Ташаклар, блядь. Дальше вот самое интересное. Рифкатовича Карганова – это муфтий Духовного собрания мусульман России. Уважаемый Владимир Владимирович, ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. А вот Коран. Скажи, Мухаммад, не прошу я награды у вас за то, что возвещаю веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне. Здесь остановим. Цитирует он, этот маньяк цитирует безнен яраткан Корана безне. Добром, говорит, добро. Да. Да, Путину точно добра не будет, потому что он маньяк. Маньякам какое может быть добро? Только надевание памперса ему. Памперский дрябес, да, вот это наше добро будет. Наденем ему памперс до его смерти и будем смотреть, как он будет подыхать, тварь. Вот это будет, нахуй, добро ему. Ближнему, добро ближнему. Как он, блядь, тут цитирует, блядь, ублюдок. 10 копеек не дам за человека, который приехал, скажем, из Центральной России в одну из северокавказских республик и невежливо обошелся с Кораном. 10 копеек не дам за его здоровье. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, и те, которые исповедуют ислам, и буддизм, и иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом ее сила. Не могу не вспомнить. Слышали, да? Старик как пиздит, блядь. Оказывается, она впитывала Россию. Не то, что впитывала, она захватывала, блядь, кровавым путем, блядь, и уничтожала все ислам и все остальное. Не то, что там буддизм или какой-то там ебанизм еще в дальнейшем, блядь. Вот.
Вот его дело было, блядь. Уничтожение всего, блядь. До Туркестана, до Узбекистана, когда убивали, блядь, моих предков, получается, эти сраные нахуй, дашнаки, блядь, армяне. Вот его завоевание, блядь. Это не впитывание нахуй ислама и так далее. Это уничтожение наших предков, блядь. Вот нахуй ихнее, блядь, нахуй лицо, блядь. А вы нихуя, блядь, история бельмисис, кутак надо бельмисис, и еще что-то, блядь, пытаетесь нахуй против этот, который даже я не знаю историю, пытаюсь узнать историю правдивую, вы выходите нахуй против и начинаете, блядь, пиздеть какие-то свои тупые мысли. Вот ваша ошибка, блядь, понимаете? Siz onlarga tiysiz bir что bizning dushman, как говорится, ishimizda. Toshqarada tugul, Uranda tugul, u Ukrainada tugul, Yevropada tugul, u ishda, ishingizda dushman. Shuni siz anglab yetirga tiysiz. Кровь из нос. Я не знаю, почему вы не можете этого понять до сих пор, что мы, так скажем, заблудшие, и вот с этого заблуждения я говорю, давайте выйдем. Yok, шығарға ойламайсыз, блядь, шығарға ойламайсыз. Білмеймін, нешек сіздің шығарға. Шундай хал. Поэтому, исходя от этого, его цитирование они засунули как бы в этом эфире как подхалим или напоминание, подъебка ему, то, что он говорил, а его слова же это пиздеж, блядь. Кому Путину верить, блядь? Путину верить нельзя вообще, блядь. Он шизанутый, ебанутый, блядь. Как можно ему верить, блядь? И вы, получается, обманутый, так скажем, народ, какие, блядь, Асад обманывал свой народ и 500 тысяч убил, блядь. Вы то же самое. Вот вы то же самое, как американцы, европейцы, кто там считал, говорит, 700 тысяч ушло. А я говорю, 1 000 000 нахуй. Вот, вас тоже так же истребили. 1 000 000 людей на этой войне непонятной. 3 года, блядь. За что воюете, хуй его знает, блядь. Примерно так, Дуслар. Шунарга, я считаю, что мы, как говорится, мы не на правильном пути. Вы должны, как говорится, осознать это, что мы хотим вас, блядь, с этого пути свернуть в нормальный путь, блядь, понимаете? Башкортостан и Татарстан, мана бездает, хазар, которые идут не на правильном пути. А вот без сизга хотим дать правильный путь. Доказать это, блядь, уже любыми методами, блядь, нахуй, пытаемся к нему идти. И этот, вот этот эфир меня прямо аж затронул. Почему? Потому что этот урод, которого имам просит строки из и позорит, получается, татарларна һәм башкортларна, не говоря о других мусульман. были врагами. Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Вот я думаю, что исходить нужно как раз из этого. Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда, это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. Хотя я бы предпочитал, чтобы действительно в суе не употребляли ислам рядом с террором. Здесь вы правы. Это святыня и для всех других. Ну, короче, вот его лицемерные все слова, короче, напомнили тут на этом сраном видосе. Вот то, что он высказывался то там, то сям. Самое интересное, там отвечает, блядь, типа, Куранна никто не должен, как бы, издеваться или что он сказал. А этот ответ был у него, блядь, на каком-то, блядь, заседании, когда, блядь, в Швеции сожгли Коран. Там Швеция, еще где-то там. Вот за это он ответил, типа, мы не должны оскорблять там Коран, там и еще там что-то там в этом роде, религию там. И он, типа, на весь публику России он, типа, так лицемерно это сказал. А сам, блядь, в тюрьмах, блядь, не дает Коран. Это вот это Романова сама говорила, блядь, тюремный вот этот эксперт, блядь, Юлия Романова или как ее там, в очках, которая, блядь, вот. Получается, блядь, нахуй, он лицемер. И в этом лицемерном, мунафикском, блядь, нахуй, мире пытаетесь вы что-то еще ужиться, блядь.
Да давно уже надо, блядь, это все дерьмо раздолбать, блядь, полностью. Когда, блядь, в тюрьмах, блядь, уже сколько тюрем это сказало, что в России нигде не дают Коран. Нигде. Там нет Корана. Не дают читать Коран. И вы после этого говорите, этот придурок, если вы где-нибудь там услышали его и запомнили, что Путин за мусульман, нихуя. Вы в полном затмении, блядь, в полном. Вы не должны этому вообще даже касаться, этому ебанизму, то, что он говорит, блядь. Для публики говорить можно все, блядь. Но это неправда. Вот, допустим, я тоже пытаюсь на свою публику что-то говорить, да, но я пытаюсь вам глаза открыть, без пиздежа, приводя вам разные темы. У меня смысла нет пиздеть, потому что, блядь, все в интернете есть, в газетах есть, в книгах есть, про Коран, про ислам, про Сирию, про правду, в конце концов, история, все есть, вы сами можете читать. Я не любитель читать, я вот услышал примерно, знаю, правда, оцениваю, ага, все, по-человечески, ага, все, и выкладываю. Все, главное, как говорится, yürek тартырга тиеш, дөреслеккә, үзегезне алдамаска. Вот вы научитесь уже в конце концов үзегезне алдамастан яшәргә. Зачем вы сами себя заставляете жить в обмане? Вот я, допустим, в этой лжи, блядь, как говорится, блядь, я не знаю, как родился, что ли, жил в этом лже, блядь. В этом дерьме, вот как я оказался в Башкортостане, с тех пор, значит, я в этом дерьме, во лжи жил, блядь. Не понимая, в чем дело. Изучая ихнюю тупую историю, блядь, всякие, блядь, Бородино, Пушкина, блядь, всякие, там, на дубе сидел, блядь, что-то там, хуйню пиздел, блядь. Вот это все дерьмо мы учили. Вообще непонятное. Ничего мы татарского не выучили, ни башкирского ничего нормального не выучили. Ни узбекского, в конце концов, путевого ничего не выучили. Все полное дерьмо мы учили. Обман, ложь, блядь. И в этом лжи дальше вы пытаетесь жить, блядь. Нахрена? Siz bir marta dunyoga kelgansiz. Dunyoga bir marta kelgandan keyin qadrini bilib yashagan dunyoni. Qadrini bil o'zingni, блядь. Seni qadrlab bitingda bu dunyoga Alloh taolam keltirgan. Alloh taolam keltirgan ekan bu dunyoga. Qadrla o'zingni. Ne uchun sen urus uchun o'lasan, блядь? Men anglamayman shuni. Urus uchun o'lirga deb seni Alloh taolam keltirgani yo'q bunda. Это 1000 раз я вас с вами могу спорить насчет этого, что sizni Alloh taolam bu dunyoga yaratmagan o'lir uchun. Yaratgan u durust haqiqat bilan yasharga. Они, блядь, во лжи. В каком-то лицемерном, притом еще, где, блядь, нахуй, вам не дают, блядь, мечеть ходить, вам не дают мечети открывать, и это нельзя, то нельзя, пятый, десятый, да вы уже надоели, реально. Я считаю, что вот в таком паскудном положении башкирт белән һәм татар яшәмәскә тиеш, не говоря другие нации. У каждого есть своя родина, у каждого есть своя мать, отец, и они должны, как говорится, следовать по этому пути. Это значит, родина-мать – это твои родители, твоя родина, в конце концов, и твоя нация. Твоя, как этот пидор говорит, путя, блядь, идентичность. Получается, он вам решил внушить узкожопую идентичность. Создать вас, как говорится, заново. Вы, чтобы не бурятами были, не башкирами были, там, или там не армянами или грузинами, а вы были узкожопыми. Вы будете узкожопые. Вот и все. Вот на днях тоже об этом где-то слушал или что. Говорилось, да, слушал, кстати. Один, блядь, сука был, оказывается, это какой-то, как это, ученый, да, какой-то, блядь, друг Путина, который именно вот он, оказывается, и сказал, во время СССР был такой уебок, и сейчас такой уебок есть, оказывается, блядь, который высшее образование, как это, сука, академик, блядь, какой-то. Этот Ташак Айткен, короче, чтобы народы исчезли, блядь, он сделал, чтобы, блядь, нахуй, только был русский язык и русня, чтобы была только русня, блядь.
Вот он таким образом сделал такую доктрину, да, создали они такую тему, чтобы народы забыли о своей сущности вообще. Кто они на самом деле. Вот этой темой они занимаются, оказывается. Уничтожают. Это прям сверху это дано. Уничтожить, блядь, народы. И они терпят, это потихоньку уничтожается. А вы не можете понять. Языковая школа и так далее. Это все сверху спущено. Вот эти академики над этим работают, оказывается, путинососы, блядь. Которые именно об этом и диктуют. Ну, я имена не помню. Вот как раз по новостям это говорили, слышал. Вот такая хуйня. Так что вы зомби-каналы перестаньте смотреть, блядь. Смотрите путевые вещи и вникайте. И сравнивайте то, что мы вам говорим. И потом только, может, иншаллах, вы наконец-то очнетесь, блядь. И пойдете вместе с нами. А то ведь, блядь, так нельзя, блядь. Мы же в полном, блядь, абсурдном, блядь, наш всякий ошибся. Абсурдной земле, так скажем, живем. Во лжи, так скажем. Так, идем дальше. Что там еще? Говорили, не говорили? Вот это хочу сказать. Вот эта новая тема появилась. Как раз расскажу про что такое рабство и что такое, блядь, вот это все. Давайте продолжим. Вот. Мурат Номат закинул сюда. Наверное, этот Ишмурат Хазрат, наверное, закидывал. Я не знаю, откуда я взял его. Какая связь между ставшей в последние дни кошмарно знаменитой асадовской тюрьмой Седная и человеком на фото? Прямая. Этот человек участвовал в создании тюрьмы Седная. Короче, на фото Алоис Бруннер, эсэсовец, если помните фашистскую Германию. Правая рука Эйхмана, архитектора всей нацистской машины Холокоста, того самого Эйхмана, которого в 1960 году Израиль нашел и казнил. Бруннер руководил отправкой в лагеря смерти сотен тысяч евреев в Австрии, Франции, Греции. Во Франции он лично возглавлял концлагерь, где в газовых камерах было убито более 23 тысячи человек. Во Франции, нихуя себе. После войны Бруннер, как и Эйхман, скрылся и, в отличие от своего шефа, сумел избежать возмездия. Ему даже не пришлось метаться из страны в страну, из одной точки мира в другую. Бруннер с комфортом расположился в Сирии. Вот оно вам, блядь, сказочка. Впоследствии поступил на службу к отцу Башара Хафизу Асаду, этого пидорасу какому-то Хафизу, блядь. Служба Бруннера заключалась в создании современной Сирии системы тюрем и внедрение техник пыток и допросов на базе его опыта в СС. Представляете, вы видели тюрьму? Т-образная и крестообразная тюрьма. Вообще, вот эта тюрьма Т-образная. Кстати, это такие тюрьмы везде строят, по идее. И в Норвегии такая же тюрьма. И в Германии такая же тюрьма, блядь. Т-образная. Вот коридоры вот такие Т-образные. Но это еще страшнее, блядь, того, что я видел, блядь. Я охуел, блядь. Вот это, если вы Сиднай видите, блядь, там еще подземные этажи есть, блядь. Я охуел, блядь. Чтобы, блядь, крики не было слышно. Это называется карцеры, блядь, карцеры такие страшные. Там вообще ремонта нету. Понятно, блядь, арабы, ремонт откуда нахуй? И принципиально нет ремонта. Европе-то не до такой степени. Вот такая хуйня. Это пиздец, нахуй. Вот серый бетон, вот это все, что они открывали, дверь хуй найдешь, ямы там, блядь, хрен поймет, где что это, блядь. Это просто ужас. И вот этот ублюдок, получается, это все строил. Вот такие вот гондоны на земле вообще нахуя живут, я не могу понять, блядь. Вот Путин такой же. Вы думаете, что, мы дальше в дальнейшем, блядь, разъебав Москву, блядь, мы не найдем такие тюрьмы? Тоже найдем. Вы не удивляйтесь. Еще дохуя людей вы в подвалах найдете, блядь. По всей, блядь, России, блядь. По Башкортостану я не могу сказать, но по всей России вы найдете. В Колымах, в Кагалымах, везде, блядь, в Ебенях где-нибудь там, в Воркуте, блядь, в морозных местах, блядь. Явно есть такие места, блядь, где живут вот такие нахуй
Бичара тюремщиклар. Он второй раз в жизни создал систему через ужасы, которые затем прошли тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч людей, представили, да? 60-го года. Это гондон, грубо, если сбежал с того времени, и этому гондону в 45-м сколько лет было, блядь, пидорасу. И сколько ему было, ёпта, он что, как он, блядь? Которого Израиль нашел, и Брунер, блядь, в каких годах построено, вот это интересно, блядь. Этот Брунер, блядь, в каких годах-то это строил, не сказано, блядь. Получается, вот течение того времени и строил. Если, блядь, этот Башар Асад 60-го года, блядь, правил Израилем, в каком году он правил этот хуй, блядь? 60 каком-то же говорили, да? 53 года, сказали, правил, блядь. После, короче, 70-х, 80-х, что ли, начали строить эту тюрьму. Вот это не написано, интересно. Вот надо поинтересоваться. А, вот дальше. При этом Брунер был горд собой. В одном из интервью в 1989 году он заявил, что по-прежнему считает всех евреев человеческим мусором. Нихуя себе, да, блядь? Даже мы до такой степени нахуй их не считаем, блядь. Подлежащим уничтожению. А потому своими делами в СС гордится. Умер Брунер от старости на свободе уже при Башаре Асаде. Я не знаю, как после таких вот фактов можно продолжать рассуждение о том, что режим отца и сына Асада был более-менее цивилизованным, а его поддержка, в том числе России, более-менее оправданной. Это была поддержка режима, державшего в буквальном смысле слова на гитлеровцах. Пиздец, блядь. Брунер. В 87 году ему, получается, сколько? Я нихуя. Тут так, как странно так написано, блядь. Получается, в 87 году он интервью дал. В 60-м году Израиль нашел и казнил. А, Эйхмана казнили в 60-м году, понятно. А в 87-м этот хуй, блядь, еще давал интервью, но он остался там, блядь, в Сирии. Понятно, блядь. Короче говоря, понятно. Тот Эйхман был, а этот Брунер, получается, его, блядь, рука правая. Получается, этот Брунер сраный, блядь, в 87-м году, блядь, сказал, что еврей это человеческий мусор, блядь. Ну, когда я всегда говорю, блядь, евреев надо, блядь, тоже нахуй зачищать, вот в Палестине и так далее, блядь. Ну, явно, блядь, нахуй, их нужно зачищать, я считаю, блядь, нахуй. Тех, которые, нахуй, превзошли, нахуй, человеческий образ свой. Который, блядь, нас считает мусором. Вот их нужно уничтожать, блядь. Это голословно, нахуй, их надо уничтожать. Вот подобие, нахуй, как этот Брунер сказал, что мусором, блядь, мы их мусором не считаем, блядь, нахуй, но они нас считают мусором. Вот в чем прикол, блядь. Брунер, нахуй, получается, тоже мусор для них, блядь. Наоборот здесь получается. Понимаете? Поэтому для евреев сейчас мы мусор. Также палестинцы мусор для них, блядь. Они уничтожают таким же методом, как Брунер. Получается, над ними издевались эти фашисты, блядь. Эти теперь над нами издеваются. Короче, видите как? Бумеранг, нахуй. Поэтому мы, как говорится, до такого, блядь, уже не будем доходить, всякие строить тюрьмы, блядь, против этих узкожопых. Мы чисто просто их нахуй пошлем. Кто против нас выйдет, нахуй, ёбнем сразу на месте, нахуй. Не будем их, нахуй, держать по 43 года в тюрьме. Нахуй они нам нужны, блядь. Их отправим, нахуй, в это сраное московское болото, там они сами, как говорится, провалятся в свое болото, нахуй. Главное, блядь, перерезать им всю добычу из Башкортостана и Татарстана, наша задача. Вот когда мы заберем все свое, они хуй сосать будут. Они сами прибегут, нахуй. Они потом у нас будут работать рабами, нахуй. Мы их будем пинать, нахуй, ходить. Они нам будут, нахуй, везде, блядь, в черной работе работать. Вот увидите, иншаллах. Наоборот все будет. Мы не будем, нахуй, в Москву ездить, как чернорабочие, или там Сибирь, блядь, копать, нахуй, золото. Не, нихуя. Мы будем их долбить только таким образом, когда они к нам будут ездить потом. Аллах верса. Так.
в тот день этого тоже слушал, вот это Вадим Сидоров, короче, докторант этнологии Вадим Сидоров, рассказывает, как так вышло, что национальные республики в России оказались национальными только номинально. Ну, не помню толком, но примерно то, что он говорил, что советская, российская, инженеры русской колонизации. Получается, эти, сука, Сталины, блядь, это вся вот эта узкожопая нахуй система, вот это все, там не было нации, блядь, по сути. Мы не можем говорить, что это был, блядь, грузин был, то все, блядь, нахуй. Это было узкожопое, нахуй. Опять-таки, возвращаясь к тому, что это было, нахуй, доктрина, нахуй, это московский болот, нахуй. Все, вот так мы должны высказываться. Вот из этого дерьма, получился коммунизм, из этого дерьма, нахуй, образовался, вот это все дерьмо образовалось оттуда все вышло. Получается, у нас один враг. Не надо их расчленять. Эти были, те были, пятые, десятые, коммунисты другие были, царь другой был. Нет. Все было, блядь, там, нахуй. Все было из Москвы. Кремль, вот оттуда. Значит, у нас один враг. Не надо их, нахуй, размножать, блядь. Ёбнуть надо, и все, одного, и все. На этом покончится вся структура, блядь. Шунарга Дуслар, когда говорят нам, что мы... Сейчас сохраню-ка. Блять, 666 дегамон, блять. Так. Секунд, потом перейдем в этот. Ну вот, как я всегда говорю, забываю сказать, вот первый стрим, 14 человек посмотрело, ну, наверное, не больно о чем-то я там говорил. Второй стрим посмотрели 41 уже, третий 52, четвертый 13, пятый 24, 11, 13, шестой. Тут 11, 13, 34 даже. Вот предпоследний 34 посмотрела вот людей. Ну, до какого они момента смотрят Минбельмим, конечно, но главное смотрят. Просто туганлар надо распространять максимально. Допустим, если вам опасно открывать, как мне вот сегодня я услышал такую тему, если вам опасно открывать какие-то каналы, что-то делать внутри, само собой, да, вы хотя бы мені сөздерін распространяйте по WhatsApp, WhatsApp группалар диялар бар мына Россияда, Telegram группалар, Контакт, вот как-то вот так вот шепоткано распространяйте. Я не знаю, как вы будете распространять, вам если опасно, я не знаю, как это все делать, блин. Короче говоря, потом дошло мне еще одна вещь, что вот как раз кто-то высказывался сегодня, типа подписывайтесь туда-сюда, говорит. Получается, я понял, короче, почему на мои каналы не подписываются. Другие каналы больно так откровенно не говорят, как у меня. Поэтому вам опасно, наверное, реально подписываться на мои каналы. Вы хотя бы тогда, не подписываясь, хотя бы в эфире заходите тогда. Хотя бы эфирге кіріп ишетегіз, и можно и так, хотя бы инда. Это ваше дело. Главное, чтобы вас не завязали, так скажем. Шулай, потому что меня шулай дошло инда. Почему менің каналға не подписывается, хуй его знает, блядь. Ну, я думаю, вот поэтому я так подумал. Потому что мына мен қарим, кіші юг, ну юг и все, мына сколько вот, я жазып барам иногда, да, двигается цифры или нет. Вот было 1757. Вот 1757 людей было. Вот сейчас в этом эфире. А сейчас вот 1772. Получается где-то 57 и там, ну где-то 15 киши язылган, короче. 15 киши кірген мына. Кем кірген оны? Мен білмеймін кем кірген. Ну, рахмат. Как бы я не знаю же, кто там сидит за... И как бы...
Только по комментариям можно осознавать, кто пишет. И то у всех все скрыто, само собой. Вот так вот. Шундыхаль. Главное, теге 3900 жиган каналымны ёптылар бит инде. Вот у меня сейчас вот это остался. Где 1700, где 1000 чем-то только было. Вот потихоньку, я не знаю. То ли с того канала люди идут, то ли новые люди идут. Не знаю. Шундыхаль, дуслар. Так, давайте теперь пройдем по Куштау, потому что Куштау мне больше понравился, потому что Куштау, да, более к нам подходящие люди пишут, мне кажется, за Башкортостан, которые. А других пишут больно такие опасные люди, так скажем, опасные люди, которые с русскими вместе пишут. Шундыхаль. Теперь давайте возвращаемся в российскую, блядь, тюрьму, так скажем. Ну вот опять ищу своих Башкортостан. Самое интересное, блин, тут. Что написали? Ищи своих Башкортостан. Знаете, как называют старший офицер на войне наших башкирских военнослужащих? Башкирские затычки. Нихуя себе. Потому что нашими мужиками затыкают самые убойные фронты. Их вообще не берегут и ни во что не ставят. Как узнают, что из Башкирии сразу отправляют мясные штурмы. Нихуя себе. Это надо записать в ТикТок. Постойте-ка, сейчас включу. Так, туғанлар мына ТикТокка мына язам, мына иштегіз ТикТоктағы башқұртларға һәм татарларға язам. Башқұртстандағыларға вообще. Да и Татарстандағыға да касается. Знаете, как называют старшие офицеры на войне наших башкирских военнослужащих? Башкирские затычки, оказывается. Представляете, да? Потому что нашими мужиками затыкают самые убойные фронты, их вообще не берегут и на во что не ставят. Как узнают, что из Башкирии сразу отправляют мясные штурмы. Пиздец, блядь. Ну, мен бит сізге айтқаным. Мен бит оны даже по армии могу сказать. 2 года в армии, когда мы были в армии, 150 человек это из Башкортостана были. Никто ничего не мог сделать, блядь, против сержантов. Меня вот это убивало. Постоянно я, мне даже клихуху такую, ставили, типа, что ты быкуешь туда-сюда, блядь, нахуй. Типа, вот так мне мозг выносили. Меня пытались все пиздить постоянно, нахуй, потому что я хуй ложил на все, блядь. И пиздили меня, само собой, нахуй, потому что толпой пиздили. Я это даже не могу даже скрыть это. Я помню это. И почему? Потому что Башкортостандағы келгенлер все были такие быдлами, блядь. Не могли, блядь, за себя ответить. Я вот этого удивлялся. Это вся учебка у меня так прошла, блядь. Полгода вот это ебле было, блядь. Потом, блядь, в часть попали. В части, ладно, встретили каких-то до хрена татар, блядь. Татары там держали, то ли, блядь, как-то держались или держали, я не знаю. Уже перестали там выебываться уже. Вот такая хуйня была, блядь. Драки были чуть ли не каждый день, блядь, нахуй. Каждый день в коптерке были драки, нахуй. Вот это прям я вспоминаю это, блядь. Могу это доказать даже. Что вот это правда, вот это. Как узнают из Башкирии, сразу отправляют мясные штурмы. Да. А там сразу отправляли в наряды, блядь. Наряды, блядь, в столовую, наряды, блядь, в Кутакбашево в задницу, в баню наряды, блядь. Наряды, блядь, самые грязные наряды, блядь. Там копать, блядь, окопы какие-то, нахуй. Или там проводить какие-то Короче, мы вроде были мотострелки, но в то же время стройбат мы были. Как стройбат. Каждый день на рабочку ходили. Каждый день офицеры отправляли нам на рабочку нас. Куда-то на дачу, блядь. Ладно, хоть мы там себя чувствовали, что мы не в роте, блядь. Хоть там, блядь, мы радовались. Но и там, блядь, эти сраные, нахуй, дембеля нам покой не давали. Говорили, чтобы мы оттуда что-то принесли. Деньги. Представляете, нас заставляли приносить оттуда деньги, нахуй. Я в ахуй там был, блядь. Вот такая хуйня, блядь. Сигареты, деньги заставляли приносить. Вот до какой низости, нахуй, это узкожопая армия, блядь. В этой пидорасии. Потому что терпеливые не возникают, послушные. Пиздец, да, блядь? То, что нужно мясникам из штабов. Идеально рабы. Ну а жертв это так, производные. Хабиров обещал, как закончатся эти, еще отправить. Вот и все. Вот вам, вот. Вам это пишет, ищи своих Башкортостан. Нет войне. Вот. Я не знаю, кто эту группу создал.
Ну, явно нормальные люди создали, я думаю. Мнашины хальдуслар. Поэтому думайте. Думайте. 5700 у них людей, 5750 подписчиков. И то это мало. Там подохли больше. А подписчиков всего лишь 5750 в Телеграме. Итак, начнем. Уфа. Акбулдин Александр Александрович. Ну, тоже вот смесь бульдога с носорогом какой-то, блядь. Фамилия Акбулдин, а это Александр Александрович, блядь. Пиздец, нахуй. 19.04.1987 года, блядь. Республика Башкортостан, город Уфа. Чё за какой-то метисин, да, ауза сыгим, блядь. Мустафин Равиль Камилович, 63-го года. Баймакский район, село Баишево. Баймак, блядь. Баймак табитинда, блядь, алсынов на тығып қойдылар. Вы чё, блядь, манкурты ебаный, а? Вы чё, ебанутые, блядь, на войну идти, блядь. Алсынов сидит, блядь. Из-за Баймака сидит он, блядь. Вы идете на войну, блядь. Где ваша гордость, тупорылые, блядь? Мен вообще оптырым, блядь, бұл башқұртлардан, блядь. Мен вообще, мені башым сігілі, блядь. Бұна шул хабарларына ишетсем, блядь. Ну, блядь, сізге беті мен жүз айттым, қошып кетігіз, концада концов. Барыға келген екен, қошып кетігіз. Менге язығыз дедім, блядь. Мен сізні шығарып қоям, хоть любой тишікке кіртіп қоям Европадан. Нелегально-то кіртіп қоям, блядь. Как хотите кіртіп қоям, блядь. Мен білмеймін сізні, как можно на убой идти, блядь, а? 63-го года, ну, мужик, бабай уже, ёб твою мать. Мында, так, 40, мында, 24, блядь. Ёпта, 61 яш, блядь. Өлген, все, 61 яш, ну, куттақ барма, блядь, 61 яшта, суғышта, блядь. Ай, блядь. Муликов Айнур Уралович, Давлекановский район, деревня Старошарипова. Ёб твою мать. Давлеканово, блядь, нихуя себе. Что-то лицо знакомое, блядь. Ебануться нахуй. Блядь, сейчас, ну-ка, знакомым отправлю-ка из Давлеканова. Нихуя себе. Может, он узнает, блядь. Ёбаный в рот. Блядь. Сука, здесь телега заблокирована. Это, блядь, Телеграм даже блокирует мне, блядь. Сейчас я отправлю его с другого. Блядь, так, пиздец нахуй. Сейчас я ему напишу сразу. Салям, брат, халлар. Мына сені зема шекелік, танисың ба бұл малайны? Брат, сен соғышқа бара көрме? Вообще не рыпайтесь соғышқа. Йөрмәгез. Мен ушым китә. Мұны танисың ба? Ярар, yazып жіберсің. Но соғышқа йөрмәгез. Пиздец, блядь. Просто давно не писал, как раз причина появилась написать. Так, идем дальше. Янгильдин Владик Михайлович, 65-ші елгі. Балтачевский район, блядь. Балтачево, блядь, там, в ебенях, нахуй. Возле Перми, блядь. Там, пиздец, нахуй. Салихов Салават Давлетович, Абзелиловский район, село Аскарово. Абзелильдан, тоже я удивляюсь, блядь. Тоймурзин Василий Юрьевич, Благовещенский район, деревня Туктарова, тоже молодой. Зиянгиров Ринат Рафикович, 45, Нефтекамск, село Амзя, ну, чуть старше нас. Ибрагимов Олег Рахимович, Мелеузовский район, село Зирган. Вот пиздец, нахуй. Главное, Ибрагимов Олег Рахим. Не поражаюсь, нахуй, иногда так. Олег, блядь. Павлов Вячеслав Николаевич, Уфа. Иванов Владимир Юрьевич, 85-го года, Ермекеевский район, село Большезингереево. Офигеть, блядь.
Альмакаев Айдар Мунавирович, 69-го года, Туймазинский район, деревня Булат. Пожилой такой. 82-нче ел Галиуллин Талгат Таштемирович, Чекмагушский район, село Каразириково. Чекмагушлар bilan men o'qidim Uchilagada. Ну, пиздец, блядь. Тоново бәрелеп беткән моны. Ну, явно какой-то непонятное, блядь. Так, Булыгин Александр Вячеславович, Белорецк, блядь. Ой, блядь. Кузнецов Дмитрий, город Бирск. Тимирзянов Денис Мин Шарипович, 75-нче ел Янаул, город Янаул, блядь. Татардыр инде. Вильданов Дамир Маратович, Чишминский район, деревня Нижнее Хозятово. Ёбаный в рот, блядь. Просто смех, блядь, смех. Смех, блядь. Саттаев Александр, 81. Янаульский район, деревня Ямбаева. Кунафин Ильшат Халяфевич, Серлебашево. О, нәнәмне ауылынан. Село Серлебашево, инәңнеке. Ну вот, башкорт малайы, жегеті мужик инде, короче. Мына сиңа мә? Сейчас запишу стрим. Монарга стрим 8 дедим. Не помню какой стрим. Название дал ему. Башкортостан затычкалары деп. Так что ТикТок-то кто сидит, можете сразу, как говорится, увидеть его, посмотреть, послушать, распространить. Башкорт затычкалары. Пиздец, блядь, пиздец. Мен білмеймін, туғанлар мына рахатланып, мына Башқұртстанда рахатланып бетінде яшап бұла бетінде, рахатланып Башқұртстанда яшап бұла бетінде. Yok, мына суғышқа бармастан бет яшап бұла. Суғышқа вообще мына яқын келместен де яшап бұла бет. Туғанлар, мына не үшін сіз шунарға шуны аңламайсыз екен, ә? Не үшін сіз мына өзіңізді өлімге алып барасыз? Притом, ладно, оно было бы такое, знаете, вот за родину Башкортостан, вот за свободу Башкортостана, за свободу Татарстана. Нет, вы же, блядь, не знаю, за что идете-то, блин. Тут вот в этом загвоздка идет. Так. Тут, короче, очень много индобуларно перечислять не будем, потому что мы уже 3 часа веду разговор. Тут бигряк кубинда, короче, просто удивительный галинда мында туба кылдым. Ну, значит, Аллах Таалам буларны мына шундый юл белән алып китергә нәрсәгә иткән икән дә, әзерләгән икән. Тут другого варианта тут я не могу даже найти. Так, идем дальше. Центральный банк России принял решение ликвидировать христианские символы на купюрах рубля. С таким заявлением выступил зампред ЦБ Сергей Белов. По мнению зама Набиуллиной, Россия это многонациональная и многоконфессиональная страна, поэтому наличие христианских символов на купюрах уйдет в прошлое. Люди херней страдают, блядь. Какие-то купюры, знаки, даже на эту мелочь они какие-то действия делают. Мин оңнами вообще. Поэтому Салават Юлаев, башкасымы онда қойылмасын. Керегі жоқ бізге. Оларны пышырақ, кровавый ақшасына бізді халықны рәсімлері білмасын. Керегі жоқ. Бізге
Потом, кстати, Башкортостан, хам Татарстанда, потом дальше Узбекистан, Акшабыз Булганда, тоже онда не надо что-то выставлять кого-то. Я не могу понять, почему туда вообще героев выставляют на эти грязные деньги. Они же, по сути, грязные деньги. У Акша, онда юри, мында юри, онда юри, мында юри. Нахрена туда вставлять каких-то людей, я не могу понять вот это, блядь. Деньги кто-то, думаете, бережет? Никто их не бережет, блядь. Носите вы его как туалетную бумагу, блядь, везде, блядь. Поэтому я считаю, блядь, на деньгах не должно быть ничего, блядь. Просто какой-то орнамент, что у Башкортостаннака и Татарстаннака. Все, орнамент какой-то должен быть. Все, больше ничего не надо там. Символы какие-то, людей подавно. Мусульманларда вообще не должно быть фото, блядь, людей. Если на то пошло. Надо просто, блядь, что-нибудь путевое нарисовать там небо, воздух, блядь, там что-нибудь такое, понимаете? Вот и все. Ни хрена тут у Невзорова, блядь, фото, блядь. Сука. Грязь, нахуй. Китай, сзади фото Кремля. Как они сделали? Фотошоп. Так, Невзоров, от Невзорова взяли. Так, все идет как по нотам. Симптомы утяжеляются. Ослепшая, спятившая и потерявшая ориентацию Россия марширует к краю исторической пропасти, чтобы ухнуть в последнюю бездну. Непосредственно сам обвал будет пострашнее СССРовского 91 года. Тогда во главе страны не было кровавого маньяка, а сегодня Путин непременно добавит в трагедию перчика. Судя по последним известиям из ГДРФ, никаких надежд на излечение не осталось. Страна смертельно отравлена собственным абсурдом. Это бывает с диктатурами и всегда заканчивается для них очень плохо. Наконец патриоты засучили рукава и решили всерьез взяться за научных работников, любого ученого, составляющего в связях за границей состоящего. А тем более получающим международные исследовательные гранты предложено судить за госизмену и давать пожизненный срок. Заебись, да? Заебись, не то слово, блядь. Получающие гранты от западных стран российского ученых предлагают судить за госизмену и давать пожизненный срок. По мнению председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, НАТО пытается вербовать россиян с помощью грантов. В условиях проведения СВО подобное сотрудничество с НАТО, военным блоком, ведущим против нашей страны необъявленную войну и стремящимся нанести поражение России, может быть квалифицировано по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Идея Пискарева принята с большим воодушевлением и одобрена большинством депутатов. Это именно то, чего не хватало в картине «Безумие». Но теперь и эта важная деталь стала на место. Невзоров это написал. Видите, вот разные информаторы, разные источники мы читаем вам, доносим, как говорится, в одном флаконе получается. Мана бу хабарны мен койдан иштирим, если бы не он. Он где-то выцепил это, услышал, вот и, как говорится, мы вам донесли его, если вы Невзорова не читали. Таким образом, можно понимать, что, как говорится, усрагнада утрасан. Нечаянно где-то там, если ты пернешь, блядь, тоже засунут тебя в обезьянник. Вот и все. Суть басни такова, блядь. Как говорится, будешь, как говорится, гнить в обезьяннике. Так, дальше. Читаем. Куштау, как говорится, Байрам. Чей пока я не могу понять, но пытаюсь, как говорится, верить, что из наших, как говорится, башкиртов, которые за свободу топят. Не из узкожопых это сделанное. Репин. Ребенок мигрантов на экзамене в Царском селе. Ну вот про русский язык. Помните, я рассказывал. Не знаешь русский? Запрещаем его учить. Госдума запретила принимать в школы детей, которые не знают русского языка. Представляете, да? Здесь добавлю свое. Когда-то я уже говорил в других ютубах, в эфирах, что в Норвегии
Норвегии не есть, оно и есть, блин. Вот когда Сирия как раз туда заехала, когда в те времена была такая фигня, короче. Была у меня одна ингушка, что ли, знакомая, короче. Она говорит, тут в школах так. Я говорю, как вообще в школах? Вот так, короче. И вот она рассказывала мне историю про норвежские школы. Получается, ребенок, который приезжает туда, не знающий норвежского языка, это не русский вам, блядь, норвежского языка, любой ребенок, там, Сирия, не Сирия, разницы нет, хоть Таиланда, он ходит в школу, которая просто его учит, общему к чему-то. Он также ходит с теми детьми, общему учится. Он нихуя не понимает, разницы нету. И главное, он ходит в такую школу, я думаю, да, уже от себя, что где именно, как бы, как сказать, подготовительная. Вот, допустим, ты приходишь, не сразу идешь в какую-то школу с людьми, а именно в такую школу, где подготавливают тебя к языку. Но ты проходишь его как в школе, как ребенок проходить должен школу. Обычная школа, но только она такая под тебя подстроенная. А в Русне, ебанутой Русне, и сделали что? Вот дальше будем почитаем. Сделали, чтобы вообще вы не ходили. Получается, значит, по закону Конституции всех мировых знаний, вот даже во Франции я вам говорил, любой ребенком, если человек приезжает, первый день же он идет в школу. Все, это автоматом, это закон. Это везде закон этот, блядь. Этот закон нельзя, блядь, убивать, как говорится, детям. Это же дети, блядь. Дети или родители там, война, допустим, переехали там в эту пидорасию, допустим, откуда-нибудь, или там и так далее. Что, они, блядь, виноваты, что ли? Они и что, не должны ходить в школу, что ли? Они откуда будут знать русские, если они сирийцы, допустим? Откуда они будут знать такое, если они африканцы, блядь? Вот в чем прикол. Поэтому, исходя от этого, нахуй, шиза, нахуй, Русни растет, блядь. И мы на это смотрим. Поэтому я считаю, что в этот момент эти манкурты ебаные должны были бы сказать, ну, если все нелегальным вот этим детям нельзя учить русский, не знаю, туда-сюда, ну тогда открывайте в республиках татарские, башкирт школы, чеченские, дагестанские школы, и пусть сюда приезжают все. Нахуй вам русский язык, блядь. Учите другие языки тогда. Живите в других регионах. Значит, едете в регионы узкожопых, учите русский. Едете в Башкортостан, учите башкирталан. Вот как сейчас должно быть, блядь, выдвигаться эта противоположность. Если вы можете вякать, если вы можете встать против этого, нахуй. Если вы не можете, вылазьте нахуй и вставайте в мои ряды, блядь, по уничтожению Москвы, блядь. Или так, или сяк, нахуй. Или иштакам Аллахас, блядь. Или тышкачагас, нахуй. Кутак кошлап ятмастан, блядь. Да, дип. Теперь перед зачислением в школу детей мигрантов обяжут проходить тестирование, результаты из которого станут обязательны для поступления. Многие дети мигрантов граждан России, и по закону они обязаны получать образование. Новый же запрет лишает их этого права. Пещерная ксенофобская риторика в последнее время звучит все громче. Например, глава МВД Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков призвал осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами. А председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев рассказал, что мигрантов, которые сохраняют свой традиционный уклад жизни, нужно лишать родительских прав. Нихуя себе, да, блядь. Кроме того, во многих регионах в 2025 году вводятся запреты на работу мигрантов в самых разных сферах, в зависимости от фантазии региональных депутатов. Но фашистов все еще ищут в Украине. Вот это я закину себе. Распространяем в телегу. Вот такой ебанизм, Дуслар. Вот не верите, это не я писал нахуй. Я вам чисто, блядь, диктую это, читаю, блядь. И в своем репертуаре пытаюсь донести вам, что узбек, башкиртлар, башкиртлар, кыргызлар и таджиклар, которые вы приезжаете, да и башкиртларга тоже касается, приезжаете в Россию, получается, подумайте, не лучше ли вам поехать в другую страну, где вас не будут прессовать насчет языка?
И ваши дети будут учиться в любой школе, где, как говорится, не будут искать вам учить, блядь, нахуй, французский или другой, блядь. Вот даже я, живя уже, блядь, больше, нахуй, 2 лет, блядь, ничего не учу. Мне похуй вообще, блядь. И им похуй, учу я или не учу, блядь. До пизды всем, блядь. Понимаете смысл? Вот это и есть свобода слова, блядь. А вы в диктатуре, нахуй, живете, получается. Это и есть диктатура, блядь. Так нельзя, так нельзя. Не дохуя ли на себя взяли они? Не дохуя ли, а? Хошанхатли, блядь, вы, манкурты, будете терпеть это. До каких пор, блядь, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан будет терпеть это, а? Вы чё, куку, что ли? Не говоря о том, что, добавлю еще, разговор насчет этого был сегодня, где-то я слышал. Этот вопрос по снятию русского языка и так далее, тогда, значит, будет оно касаться и Кавказу. Вы что, думаете, на Кавказе все знают русский язык? Нихуя. Нихуя они не знают, блядь. В Чечне и в Дагестане есть такие дети, которые не знают русский язык. Есть такое, блядь. Они даже до сих пор не знают. Я таких даже в Москве встречал, которые не А, не Б на русском. Даже есть такие. Что сказал, вот так они ходят. А им что делать? Им тоже, значит, не ходить в школу, получается, да? В Башкортостане так же было раньше. Вот раньше, когда я только туда приехал, так же было. Многие не знали русский язык толком. Были такие деревни. Ауылда татары тоже такие были. И им что, тоже не ходить в школу, получается? В Бурятии также, в Якутии то же самое, на Алтае то же самое. Им тоже, значит, не ходить, да? Вот такой вопрос возникал, блядь, сегодня у людей. И я тоже присоединяюсь к этому. Хоть это узкожопый кто-то говорил, но явно из псевдо-хороших русских, блядь. Ну вот так вот получается, значит. Получается так, да? Допустим, Грузия нихуя не знает, когда я охуел, не знает русский, я охуел. Вот здесь даже сосед у меня был грузин. Не знает русский. И чё? Им что, значит, не ходить в школу, что ли? А зато он, блядь, знал английский, блядь, нахуй, французский. Чё же ему делать, а? Русский не знает. Блядь, что же делать, а? Мы нашу надыхали, дуслар, блядь. Полный маразм до такой степени, что уже доебаться не знает до кудова, блядь. Узкожопые до такой степени превзошли, блядь, уже такой маразм, что у них русский язык, оказывается, я не знаю, лучше, чем наш язык, блядь. В Украине, понимаешь ли, им не давали говорить на русском, оказывается, украинцы все пиздят на русском, блядь. Я хуй его знает, кому там не давали русский язык пиздеть, блядь. Это суки, блядь. Это что за нахуй? Так. А вот член-корреспондент РАН, глава Курчатского центра и член Совета РФ по науке и образованию, друг пидора этого, Ковальчук, сообщает, в самом начале 19 или 11 века сибирские казахи и поморы начали осваивать Арктику. Просто для справки. И поморы тогда, и поморцы, и сибирские казахи впервые упоминаются в 16 веке. Кто там в начале 11 века жил на берегах Арктических морей, да и жил ли там кто-то, вообще неизвестно. Во всяком случае, никаких поморов и тем более казахов в Арктике 1000 лет назад не было. Казахов вообще не существовало 1000 лет назад. Нигде. Вот она, путинская наука и путинская история. Россия стремительно летит в пропасть дичайшего мракобесного невежества. Услышали, да, надеюсь? Вот я хочу начать с простой вещи. Знаете, это все хорошо знают, но, знаете, вот очень важно это всегда вспомнить. Не надо быть хвостными патриотами, но точно знать свое место. Вот смотрите, вы видите сами. Вот я хочу начать с того, что в XI веке, в самом начале еще, знаете, поскольку еще только, так сказать, мы двигаться начинали, уже и сибирские казаки, поморы начали освоение арктической зоны. Вот я хочу начать с простой вещи. Услышали, да? Я просто в шоке. Сейчас я вам добавлю. Так, не знаю уже какой номер стрима, блять.
Забыл. Так, сейчас, секунду. Записи постоянно мана 10 минут татула. Хотя бы шо 10 минутны запись етіп қалайық деймін енді. Компьютер болмағаш ауыр енді, потому что если был бы компьютер, можно было просто на жесткий диск все это записывать, а потом уже разделять его и закидывать. Ну, чё, нету енді. Итак, добавлю от себя. 1000 лет назад, 11 век, қарағыз енді. 11 век. Если бізге Қозанға, мына Булгарға 9 векта, 900 каком-то, около 900 году приходит ислам. И представили, да? В этот момент Арктика койда? Казаки и поморы. Это казаков вообще не существовало 1000 лет назад. Казаков, наверное, не казахи, казаки, сибирские казаки. Кто такие сибирские казаки, я не могу понять. Казаки или казахи? Тут казаки написано, К, наверное. Я не знаю, про каких сибирских казаков они говорят. Короче, что я хочу сказать. В этот момент салқын жерлерде, я думаю, салқын жерлерде 900-м, если приходит ислам, и в 11 век он говорит, блядь, я не знаю историю, я не могу ошибиться, но в этот момент, я думаю, точно он и салқын жерде кіші яши олмаған. Понимаете смысл? Если там, блядь, Арктика, даже хуже, чем в Якутии, минус, блядь, допустим, в Якутии там минус там 60, да, мы слышали там 70, но если в Арктике дальше минус 70, то явно там нихуя никто не жил, блядь, во-первых. И если это сибирские казаки, это если не казахи с Казахстана, то сибирский казак, это казаки вот эти, блядь, усатые такие казаки, блядь, сука, такие донские, блядь. Ну, явно их нахуй там не было, блядь. Понимаете? Это какой-то маразм, блядь, и поморы. Поморлары кем хуй его знает. Кто такие поморы, во-первых, блядь. Поморцы, блядь. Типа, тоже какая-то хуй поймешь. Нация, блядь. Надо почитать поморы. В корень поморов кто такие, блядь. Но если это славяне, то там тоже явно они нихуя ничего не делали. Потому что эти земли, если уж до 11 века говорить и 900 века, если вот эти века говорится, 900 век, 11 век, ну явно там, блядь, нахуй, узкожопых не было, блядь. Там не было нахуй, там 900-м, если Булгар был, булгарское, казанское ханство, ханство там были, если на то пошло, если те времена. И то что-то, я не знаю, что было там, блядь. Что-то не сходятся, блядь. Булгары были, блядь. 900-м, если они ислам, блядь. Причем тут, блядь, Сибирь, нахуй. Твою мать. Чингисханы когда были, Тимурлан когда был, если на то пошло, блядь. Вот эти моменты тоже надо посмотреть. Я не помню, блядь, по числам. Короче, ебанизм полный, нахуй. Что-то не сходняк, нахуй. Надо, потом это надо посмотреть. Так, ладно. Узбекистан хочет ввести визовый режим с РФ, объясняя решение возможной нестабильностью в стране. В парламенте Узбекистана считают, что нестабильность в России может привести к росту числа мигрантов, стремящихся в более стабильный Узбекистан. Ай, блядь. Вот узбеклар болдара, блядь. Молодцы, молодцы. Я рад за них. Начали конкретно. Эй, блядь. Вот они ебут конкретно. Молодцы, я очень рад. Биг Шотман, короче. Ну,
Правительство, так скажем, блядь, тоже непонятное, но, надеюсь, может, они начали лечиться, блядь, в Узбекистане. Ну, надеюсь, это будет охуенно. Лайк ставим за это. Лайк. Молодцы там. Блядь, я же отсюда не могу писать, ебаный в рот. В телегу кто-то, сука, блядь, тоже пожаловался, наверное, в телеге меня блоканули, блядь. В телеге даже блокируют, я хуею, блядь. Вот такая хуйня, короче. Ну, это класс. Минрад. Так. Идем дальше. Как хорошо сказал Аркадий Бабченко. Прямо сейчас мы с вами наблюдаем, как кривожопая недоимперия, еще 30 лет назад, тем не менее, владевшая половиной Европы, Африки, да и вообще значительной частью мира, превращается в маленькое, некрасивое, недемократическое уебище на восточных задворках Европы. Вот такая вот хуйня. Поэтому не то, что кривое и маленькое, нахуй. Вообще мили-пузерное, нахуй, будет это московское болото, блядь. Не больше, нахуй. Кусок говна, нахуй, будет. Вот и все. Так. Основные аргументы Москвы против независимости республик Идель-Урала. Республики Идель-Урала заключены внутри России, и поэтому им никогда не суждено быть независимыми, так что не стоит даже пытаться. Ой, сука, бля, я хуею, блядь. Я уже заебался им отвечать эту хуйню, блядь. Сука, я хуею, блядь. Сейчас посмотрим их ответ, почитаем. Давайте. Второе. Любая революция подорвет благосостояние населения. Блять, благосостояние населения внутри Башкортостана и Татарстана никуда не денется, если, как говорится, Москвы не будет. Вот Москва, если есть, она потеряется внутри, блядь, все теряется. Если не будет Москвы, оно никуда не денется. Так что куркмагаз, нахуй. Третье. Выход республики из-под власти РФ чреват их войнами между собой. Войны гарантии, я вам даю, не будет, нахуй. Никто, нахуй, против Башкортостана с Татарстаном не рыпнется, нахуй. Безда, как говорится, будет, как говорится, свои войска, мы разберемся. Во-первых, в первую очередь у нас тыловая часть, конкретно всегда я говорю, это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, они никуда не уйдут от нас. И мы от них не собираемся уходить. Поэтому нам, нахуй, даже Китай нипочем, блядь. Китайгаем кутагам куйгамыз, нахуй. Тапочками они заебутся нас закидывать, нахуй. Мы им, нахуй, ебанем так, что пол Китая, нахуй, отожмем, блядь. Присоединим к Казахстану, если надо будет. Четвертое. Россия слишком сильна, а мы слишком слабы, и нас мало. Эй, блядь, когда мы говорим «мало нас», это я, когда меня можете говорить. Я один. Я один хочу вас поднять. Но вы подыметесь со мной, нас станет больше. Нам хватит 50 тысяч. Я же вам в тот день только говорил, что 50 тысяч нам, оказывается, хватит. Это пример я беру по расчетам вот этих, как это, блядь, повстанцев, блядь, в Сирии. 50 тысяч, туганлар, житябізге. Нас немало, 50 тысяч нам хватит. Вы чё, блин? Вы чё? Вы думаете, эту Москву разъебать, блядь, нам надо 5 миллионов, что ли? Бізге жита иллемен. Если чем больше, тем лучше, само собой, чтобы меньше, как говорится, этих было потерь, так скажем. Ну, 50 тысяч вполне нормально. А так можно и 5 тысяч двинуться на Москву. Проблем не будет. Главное, дух должен быть. Так, читаем ответ теперь. Все это обычная пропаганда, которая помогает России удерживать наши республики в неволе. Ведь даже если придется воевать против России и потерять часть своего населения, то все равно при этом шанс сохранить свои народы куда выше, чем жить в России, ничего не замечая. Пока она полностью у нас искоренит понемногу. Ну, я думаю, какой-то, блядь, будет ответ нахуй. Хуйня, это не ответ, блядь. Это не ответ, Туганлар. Я вам отвечу, блядь, более тщательно отвечу. Дурт пунктана отвечу, нахуй. Дуртысы надо. 4 вопроса было, я на 4 вопроса вам ответил, да, почти, да, отвечу. Вот еще с первого начнем. Независимость заключена внутри России. Внутри России мы никак не внутри России. Россия, блядь, может быть, нахуй, внутри нас, блядь. Но мы не внутри, блядь. Россия может внутри нас быть, да. Потому что мы больше них. Потому что оно московское говно маленькое, нахуй. Второе. Любая революция подорвет... нихуя ничего не подорвет. В нищенском Башкортостане, в Татарстане подрывать нечего.
Мы уже подорваны 500 лет назад. Так что терять вам нехуй. Так что не рыпайтесь нахуй насчет того, что вы обеднеете. Вы так и так шакалы бедные. Третье. Выход республики из-под власти РФ чреват их войнам между собой. Блядь. Воин, тоже уже ответил, воин само собой не будет. Потому что нам нечего делить с другими. Потому что мы возьмем все свое. Нам чужое не надо. И Россия слишком сильна, а мы слабы. Нет, нет, нет. Россия нихуя не сильна. Россия уже провалилась нахуй в Сирии. Сейчас провалится в Украине. И мы посмотрим, какая она сильная нахуй. Вот и все. Надеюсь, я вам ответил. Так что не ссыте. Так, Мишель Кило, сирийский писатель, рассказал историю, которая произошла с ним в тюрьме Сейдная. Однажды, когда он начал рассказывать 4-5-летнему ребенку, который родился в тюрьме, историю о птичке, малыш спросил, что такое птичка. Ребенок никогда не выходил из камеры и не видел солнца, поэтому у него не было представления о мире за стенами тюрьмы. Аузубилля. Аузубилля мина шайтан раджим. Мана шундай халлар ekan. Мана күрәсезме? Инде бу ужас, бу ужасно представили. Если человек родился там и 4-5-летнему мальчик, который не видел птичку, значит он реально жил под землей. Люди подземелья. Люди подземелья в 21 веке, когда этот Асад, блядь, кайфовал наверху, нахуй, в элитных домах, блядь, с 500, блядь, там, или там 1000 машинами, нахуй, блядь, вокруг, блядь, элитными машинами, нахуй, катался, блядь, там, кайфовал, блядь, со своими детьми, блядь. А там 5-летний ребенок жил в темнице под землей. Родился там, как попало. И как это все происходило у женщин, непонятно, ни месячные, ни памперсы, ни подгузники. Это пиздец, нахуй, ни прокладки, блядь. Это пиздец полный, блядь. Исходя от этого, и он не видел птичку. Ну, я вам только одно могу сказать. Асад бу джаханнамның кишиси. Бу мында рахатланган киши джаханнамга бара турган киши бу. Джаханнамны теге ошарашит он даже. Джаханнамны ошарашит. Понимаете? Эти все диктаторы из тех, которые даже шалахнут, блядь, джаханнамны. Потому что до них уже давно таких не было. Давно там, может там Македонский был такой, еще кто-то, какие-то гестапы были, там Гитлер, там, допустим. А после них никого пока таких не было в Джаханнаме. И они даже Джаханнам, они в ахуй, блядь, поставят, блядь, там. На уши поставят Джаханнам. Вот примерно так. Оларга не светит джаннат. Это я точно знаю, блядь, что Аллах Та'аля Харбер яшина, особенно баланы яшина, который зинданда, харбер кем она кемситкен, она, как говорится, накажет. Это гарантия. Это даже Куранга не надо заглядывать, это гарантия. Все, это мы знаем, это так будет. И мы делать будем дуа, чтобы чтобы вот таких людей находили, в конце концов, и, как говорится, разоблачали. И это у нас сейчас как раз, эта тварь сидит в Москве, Асад, блядь, и Путин рядом. Вот наша задача, куда дойти. Поэтому, возвращаясь к тому моменту, как я говорил, блядь, давайте переговорим вот с такими людьми, которые дела делают, да, ведь? Вот именно нам нужно разговаривать с теми людьми, которые именно делают дела подобие того, что сносят, как говорится, диктатуру, а мы, как говорится, смотрим на это все и наблюдаем. Так же, как Дагестан наблюдает постоянно, ища людей, блядь, в турбинах, нахуй, а не видя рядом, блядь, проблему. В Чечне проблема, в Башкортостане Хабиров, сука, в Татарстане Миниханов и Шаймиев, блядь, нахуй, оборзели вообще, блядь. Ни в какие уже рамки не влазит ихняя барзата, блядь, манкуртов. А мы терпим все. Biz narsa uchun bu dunyoga kelganmiz ekan. Biz shuni terpet etib o'lib ketirga keldik mana.
Biz ota-bolalarimiz bit endi shulay уже o'lib ketdilar-da endi. Terpet etib 500 yil ishinde. Yarar endi bolam, yarar endi. Tinchgina bo'l. Yo'q. Men tinch bo'la turgan kishi tugul. Men tinch bo'lmayman naxoy. Sizga da shuni o'q aytam. Tinch bo'larga yo'q. Уже bitdi u zamonalar tinch bo'larga. Biz 21-g'asrda yashaymiz. Tinch bo'luvni unuturga kerak bizga. Полный рост unuturga kerak. Tinch bo'ldilar уже 500 yil. 500 yil tinchlikda. Bular 43 yil, 50, 60 yil rabstvada yashagan Siriyadagilar. Tinchlikmi shu? 43 yil turmada o'tirgan kishi chiqqan. Alloh taolam o'tirmasa, u o'tirmay kerak bo'lsa. Понимаете? Где-то 25-30 yaşında o'tirgan ekan u. Hazonaga где-то 70 yaş ekan u kishiga. Представляете? Boboy bo'lib chiqqan. Alloh taolam onarga o'limni bermagan. Ko'rasizmi? Ya'ni onarga bergan yasharga. Biz zindonda o'tirmishi, uramda rahatlanib yurib, havoni ko'ramiz, qushlarni ko'ramiz, suv ichamiz, rahatlanib oshiymiz. Biz Moskvani o'lamaymiz borib sigirga. В чем проблема наша? Зачем мы такие трусливые, блядь? И это люди просто, летчики сидели, вспомнил. Летчики, которые не хотели бомбить свою страну. Которым заставляли бомбить свою страну. Они сидели, они вообще не при делах. Летчик, не при делах. Каждое слово в цель. О чем тут? Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идет не так. Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. Патриотизм – это любовь к Родине. Это личное чувство, личное переживание человека. Родина – это не государство и не власть. Родина – тот уголок земли, с которым человека связывают истоки жизни. А если людей начинают с детства учить любви к государству, любви к власти, это не патриотизм. Это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине. Потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти. Принудительное воспитание патриотизма – это предвестие государственного политического банкротства. В любую эпоху, в любой стране. Если народу не за что любить государство, то нужно думать о понуждении народа к любви или о перемене политики государства по отношению к людям. Любовь через насилие может сделать человека добрым и гуманным. Любовь к Родине – это исключительно личное чувство. Оно не тиражируется учебниками, решениями президентов, парламентов и правительств, съездов партий. Патриотизм вырастает из свободы, из прав и свобод человека, из достатка и благополучия, из любви к ближнему и дальнему, из благосостояния. Патриотизм не вырастает из бедности и нищеты, из унижения и оскорблений, из пренебрежения человеком, из неправды и лжи. Государство может дать человеку урок патриотизма, перестать врать и начать служить людям. Тогда уроки государственного патриотизма в школах никому не придут в голову, потому что дети просто будут знать, что Родина их любит. Каждое слово в цель. Кушалам. Хоть это на русском говорится, но явно уж не русский говорит об этом, но это говорится где-то в этом узком мире, блядь. Кто кому говорит, непонятно. Откуда оторвано, это непонятно. Но суть, самое интересное, что когда, помню я детство свое в Узбекистане, мы пели в школе «Сер куяш, сер улькам, яшна Узбекистан, яшна Узбекистан». Мы пели про Узбекистан наш этот гимн, потому что
была независимость. И явно гимн, наверное, до этого был другой какой-то, СССРский. А мы пели вот этот узбекский гимн, независимость, 1 сентября 91 года, допустим. Амин пошел вроде в 92-м почему-то, я пошел в 1 класс. И вот, получается, мы это пели. Как раз независимость, и я, наверное, был уже в школе, получается, да? После независимости. Но Шумардан, я понимаю прекрасно, что если даже я не живу в Узбекистане, хоть я уехал оттуда, его, как говорится, оставив, тем самым я понимаю, что миним, коним барабар. Узбекистанда, как говорится, бірінші мәртәбә киндик коным, как у нас говорят, тугылген. И смотря сейчас на вот этот весь манкуртский мир, я понимаю одну вещь. Вот порой я бешусь, порой я не признаю вот это правительство. Почему? Потому что это правительство, которое топит за русню и не может оторваться от русни. И они отмазываются это всякими политическими действиями. И говоря нам, что надо как бы любить Родину, хоть какая, пусть она будет. Нихуя. Какая будет, никакая не будет. Нет. Біріншіден біз не то, что Родину любить, а мы должны понять, где наша Родина. А где наша Родина? Узбекистана, допустим, понятно. Родина вот там. А Башкортостан мен Татарстанның родинасы қайдасын? Қайда урысларның родинасы? Чечняны, Дагестанның родинасы где? Где она, блядь? Вот на это нужно нам найти сперва ответ, блядь. Вот если мы найдем на это ответ, то тогда только мы можем начать любить Родину. А до этого мы, как он тут говорит, намекает, что там от армии убежали, оттуда убежали, наверное. Вот на это намекает он от его слов, блядь. Сбежали мы, грубо говоря. Потому что у нас нет Родины. Оказывается, у нас на самом деле нет Родины. Потому что она оккупирована русней. Она вся пидорасией стала, блядь. А чтобы она стала, блядь, любимой, своей, надо его вернуть. А как нам вернуть? Если одни манкурты, блядь, везде, нахуй. Почему? Потому что, нахуй, они лояльные Москве. А мы не лояльные, блядь, нахуй. Шунарға туғанлар. Біріншіден өзіңні, ауылыңны, өзіңні, шыққан, туылып өскен шәһріңні, районыңны яратсаң, мына шу үшін күрәшәм десәң, бізді юлға басырға тиешсің сен. Мына ол шунда ғана покажешь ты свою, как говорится, родину. Вот только тогда мы обнаружим, что твоя родина там, вдалеке там, в деревне где-то Башкортостана, Татарстана, қайсыда бір ауылда, Удмуртия, Чувашияда, Мариэльда қойдадыр, Шупашқарада қойдадыр. Мына шунда сен тапсаң өзіңні ауылыңны, рахатланып мен шул ауылдан десәң, мен шул ауыл үшін күрәшәм десәң, шунда ғана мы найдем тех патриотов, которые станут вместе с нами и пойдут на Москву. А до этого вы неопределенки. У нас и у меня, и у вас нет у нас Родины. У нас нет Родины. Понимаете? И те, которые вы гнобите, нелегалов, которые приезжают к вам, у них есть Родина. У них есть Родина. Хоть она тоже не лояльна им. Но у них есть Родина. А у нас нет. И нужно это тоже понимать. Шунарға, дуслар, когда речь идет о том, что нам там с узкожопами делить нечего, есть у нас делить что? У нас дохуя что надо делить с этими русскоебами, блядь. Да хрена, блядь. В первую очередь нашу Родину. Так, сейчас запишу. Шундыхаль, дуслар, поэтому нам делить до хрена что надо.
Да. Так. Озак уже... Озакка стримно уже 23 киши караган. Так, и самое большее посмотрели третий стрим 67 человек. Наверное, вот там что-то им больше понравилось. Там 67 посмотрело, а второй стрим 50 человек посмотрело. ТикТок-то резко идет это продвижение, понимаете? ТикТок. И вот, кстати, как раз таки вот сегодня, пока включал этот стрим, услышал, что что-то там пиздят, что Америка может вырубить, блядь, в Америке ТикТок, блядь. Что-то такое, если с Китаем не договорятся. Вот такая какая-то хуйня идет там. Итак, опять какая-то херня. Давайте почитаем. Российская пропаганда показывает, как ФСБ накрыла украинский мошеннический колл-центр, где выманивали деньги у граждан десятков стран. Знаете, что тут смешно? Этот украинский колл-центр, хорошо оборудованный сотнями сотрудников, работал в Москве. И даже не один центр, а три. Все три в Москве. По логике российской пропаганды, Украина, решив создать масштабную мошенническую сеть, разместил ее не в Киеве, не во Львове, даже не в Вильнюсе или там в Братиславе. Украина, конечно же, физически поместила центр сети прямо в Москву, но также надежнее, рисков никаких. То есть в реальности это либо просто чистая выдумка ФСБ для пропагандонских сюжетов о плохой Украине, либо, что более вероятно, это российская мошенническая сеть, которую накрышевали одни российские спецслужбы, но затем накрыли другие российские спецслужбы, однако пропаганда ничего этого, конечно, не расскажет. Само собой, когда жил я в Москве, там у этих долбоебов была такая тема. Вот один день захотят они нахуй, накрывают, блядь, начинают искать, ты знаешь его, но вдруг нахуй они находят как будто это, блядь. Типа они не знали, но они нашли. Допустим, игровые вот эти ставки, хуявки в подвалах. Вот этот, блядь, рейд был. Вот когда им охота этот рейд найти, они находят. А так они знают. Запошляют все равно, их же менты знают, все знают, блядь. Но когда им надо, находят. Тут то же самое, спектакль нахуй. Понимаете? Любая вещь, нахуй, как и в Крокус-Сити, блядь, сразу нахуй это Украина. Любой нарса. Поэтому до такой степени не нужно быть быдлой, понимаете, блядь. Манашу эйберлерни біз құлақ салмасқа тиішбіз. Вообще біз оларға жақынлашмасқа тиішбіз мындай хуйталарға, блядь. Ну и то это как бы вот Куштай Байрам закинул нам, чтобы информировать, чтобы мы не были, я думаю, чтобы мы долбоебом не были, верить в это дерьмо. Но давайте прослушаем, о чем они там говорят. Эксклюзивные кадры совместной операции ФСБ и МВД. Сотрудники колл-центра украинской ОПГ «Химпром» совершенно не ожидали обыска. На лицах сначала даже не испуг, а растерянность. Отключаем все, которые все расширили и положили на столы. Свои телефоны положили на столы, не трогая. Группы задержанных операторов крайне разношерстные. Преимущественно молодые люди, но есть и средних лет. Разных национальностей. Вот, к примеру, такие колоритные персонажи. В 3 раскрытых колл-центрах улик столько, что тянет на сроки до 10 лет тюрьмы. По статье «Мошенничество в особо крупном размере». Эти якобы брокеры обманывали клиентов под видом инвестиционной деятельности. Звонили из России по всему миру. Судя по внутренним рейтингам офисов, только одна команда лжеброкеров выманивала по 320, по 150 тысяч долларов. О, видите? Эта херня в той пригожинской дерьме, которая в Питере, блядь, у него была, блядь, свиноферма эта ебаная, ботаферма, блядь, нахуй. И вот эта хуйня говорит, блядь, о том, что, блядь, там украинцы, блядь. Вот украинцы там могут быть, где-то там, блядь, помогли сирийцам, уже 2-й раз высказали, они не признают, вот у меня в ТикТоке не признают, я вот сейчас огрызаюсь с ними в ТикТоке, они не признают, что в Сирии они помогли со своими дронами. Я им даже 2-й такой написал
подъебный стрим, ну, видос, сказал, хватит, типа, принижать себя. Как говорится, если вы помогли, уж скажите, гордитесь, что вы помогли там, и все. Нихуя никто не ответил, блядь. Не признают, блядь. Короче говоря, дронами, второй раз уже сказали, Нью-Йорк Тайм или Вашингтон Тайм, что-то такое сегодня сказал, что конкретно с дронами украинцы помогли этим сирийцам. Вот ну, обучали их. Ну, это может быть. Это может, конкретно я могу даже это, наверное, сказать, что может такое быть. Почему? Потому что там русскоговорящие, там вот эти узбеки там до хрена русскоговорящих. Вот их, да, могли научить дронами пользоваться. В чем проблема? И отнекиваться то, что нас там не было, это тоже нелепо. Нахуя? Вот то же самое. Поэтому, исходя от этого, что ботаферма нахуй Пригожина, думаете, закрыта, что ли? Такая же хуйня, блядь. Это такая же ботаферма, блядь, но только другого еблана какого-то. Уже не Пригожина, а чье-то другое, блядь. И просто для показухи это все мероприятие сняли. Что, кино им трудно, что ли, сделать? Если в Казани во время хотели Хатыркыны сделать 1552 года, Хатыркыны, который, да, в октябре, помните, я озвучивал везде, блядь, закидывал, Утызбырынча октябрь, да, или когда это было? Или 15 октябрьда, 15 октябрь вроде бы, Хатыркыны не дали сделать. Резко, блядь, возле Казанской вот этой крепости начали снимать в этот день фильм. Какой фильм, нахуй? Какое кино идет там, блядь, в Казани? Удивительно. И главное, чтобы Хатыркыны не было. То же самое. Постанова. Везде эти постановы. Они затрахали со своими постановами. Поэтому мы не должны, как говорится, на такие хуевины смотреть и задумываться, да, об этом. Чисто просто увидели, прошли мимо. Главное, чтобы вы понимали, что Башкортостан, Татарстан должен быть независим. Все. Так. Тот самый из башкортов. Давайте, что он тут пишет. Проезжая через Братиславу, столицу Словакии. Красивый город с историческими современными строениями. Чистые улицы, ухоженные дороги, ровный асфальт, интересная архитектура. Население Братиславы 700 тысяч человек. Меньше Уфы. Население Словакии 5,5 миллиона человек. Площадь страны 48 845 километров. Это в 3,5 раза меньше Башкортостана. В 1903 году Чехословакия, которая долгие годы была протекторатом СССР, мирно разошлась, образовав два независимых государства – Чехию и Словакию. И живут прекрасно, страна развивается, никто не платит дань метрополии, потому что ее нету. Посещая маленькие страны Европы, я еще раз убеждаюсь, что самое лучшее, что может с нами случиться, это обрести независимость. Самое худшее, что может быть, это остаться в составе России. Да. Поэтому шунун үшін бізге күресшіге керек. Мен мұны білән тоже кушалам. Руслан Габбасов, я постоянно вам говорю, что он меня бесит в каких-то моментах, но когда он говорит классные вещи, я согласен. Потому что некоторые оспариваемые вещи мы думаем, разберемся там внутри Башкортостана в дальнейшем. Самая главная задача хазыр кулға автомат алып Мәскеуге баруға. Другое, нахуй, нам ничего не нужно. Данным видосом он показывает, ну я вам тоже до хрена что уже показал, во Франции как вообще жизнь обстоит. Я ашық сөйлеймін бүтін әйбіріне, все показываю, как живу, то все, грубо говоря, да, я не богатый, мне, как говорится, это все, как говорится, если суждено, оно придет. Ну, мен тырышам хоть что-то делать, но в данный момент меня эшләргә ярамый, эшем юк, туда-сюда, это тоже я могу вам высказать, все сказать. Поэтому, как бы, у меня момент, может, тупика, так скажем, можно сказать. Поэтому я всегда говорю, что в Европе, я видел Норвегию, Германию, в Европе, получается, люди пытаются красиво жить, а Башкортостан, Хам-Татарстан пытается красиво выживать, потому что нас грабят. И вы этого не можете понять. Остановить этот грабеж. Почему-то люди за куста выходят, а вот когда мы им теперь говорим за то, что надо ебануть Москву, никто не выходит.
Вот где лицемерие, понимаете, туғанлар? Мен башқұртмын, мен татармын деп көкірекке соғуны файдасы жоқ мында. Көкірегіңе хоть 1000 раз сук, чтобы нәрсекей мен башқұрт татар деп, ну, сенің қолыңна құтағыш келмей. Құтағыш келмегеш, нахуй ты себя преподносишь в таком образе. Ты сперва присоединись к нам, скажи, что я за родину нахуй пойду против Москвы, блядь. Вот тогда ты можешь хоть ақыр бүтін жерге шығып, блядь, мен башқұрт, мен татар деп, выебу Москву деп. Вот этот ебанизм, который творится, когда мы вам рассказываем, что вот давайте как в Европе жить и так далее. Я вам показывал, сколько действий, да, происходит вот здесь, даже ремонтные действия такие, если перейдем на такую тему, вот добавлю к этому Руслану Габасову, что присоединился, отсоединился, разницы нету тут. Самая тема, тут самое интересное, что они друг другу ничего не должны. Понимаете? Ничего не должны. Вот, допустим, они живут в Норвегии, они живут в Норвегии. Французы живут во Франции. И никто никому ничего не должен. Вот самое интересное. А мы должны по жизни, блядь, в Москве почему-то. Они, главное, строят себе классные вещи. В Москве везде, туда-сюда, мосты, блядь, метро, блядь. А у нас нихуя ничего нету, Башкортостанда. Нихуя. Татарстанда и то что-то есть, блядь. А Башкортостанда кутагам набрасаёк, блядь. Кишлак конкретный. И потом мне еще вспомнил насчет кишлака, какая-то сука пишет, пиздуй в кишлак, блядь. Где-то написали мне. Какой кишлак мне пиздовать? Башкортостанский кишлак, что ли, мне пиздовать? Куда мне пиздовать, нахуй? Я не могу понять. И вот так вот. Вот такие даже нацисты есть, которые даже не знают, откуда я, нахуй, и меня гонят куда-то в кишлак, блядь. Какой кишлак гонит меня? Шунныхальдуслар. Поэтому нацисты, узкожопые, они должны почувствовать, что мы можем вместе сплотиться и встать. И показать, что мы можем красиво жить. И мы это сделаем. Мы построим Башкортостан заново. Само собой, у нас строить дохуя что надо. Перем, Коми, дохуя что надо строить нам надо будет. Все эти земли мы заберем. Все земли. Если кто-то не захочет забирать эти земли, получается, мы можем сделать так. Даже вот сейчас идея пришла новая мне в голову. Башкортостан, Иске Башкортостан болып қала. А вот эти земли, которые со мной кто пойдет забирать, Перем, Коми, мы создадим там новый Башкортостан. Вот и все. Назовем новым Башкортостаном. Будет оставаться старый Башкортостан, и тут новый Башкортостан, если вы не захотите брать полностью весь на все. Если не хотите все вместе править будем. Если не хотите править на всей большой полушарии, мы можем просто поделить его нахуй. Вот и все. Перем и Коми будет новым Башкортостаном. Но название именно Башкортостан я хочу дать. Почему? Потому что мені қаным Башқұрт қаным бар, татар қаным бар, Башкортостаннан шыққан. Я хочу назвать Башкортостаном. Я же не назову бір қаным, бля, Узбекистан. Два Узбекистан я же не могу назвать, потому что это как-то не в пизду, не в армию. А вот Башкортостан рядом же. Башкортостан новый, Башкортостан старый. Вот и все. Вот такая тема тоже есть еще. В голову пришла сейчас мне. Потому что порой я смотрю вот этого Руслана Габасова и так далее, других, понимаю, что они об этом еще даже не говорят. Они даже не говорят, что они возьмут другие земли свои. Они довольны своим Башкортостаном, хотят остаться. Нет, я так не хочу. Я хочу хапнуть, чтобы рядом с нами узкожопых не было вообще никого. Вот представили, если, допустим, мы не взяли бы Перем, допустим. Допустим, давайте вот мы не возьмем Перем, и что будет, допустим? Над нами в Перми кто будет жить? Узкожопые там будут жить нам, да, мозги ебать нам. Вы это вы хотите? Я не хочу. Над Перемью кто будет тогда? Кто там будет рулить? Москва опять там рулить будет? Коми. Я тоже этого не хочу. Поэтому полностью уничтожение будет нахуй. Москву полностью будем разряжать нахуй. Күтіне нахуй шу, она тігі орешнигін тығып қоябыз нахуй оларны, бүтінісіні. Аузына и күтіне. Вот только таким образом мы сможем, как говорится, взять независимость. Поэтому полностью должны сделать мы Башкортостаном. Полностью. Целиком будет Башкортостан. Целый, один, как говорится, как этот Аюкевик. Зур Аю была. Наш Ундыхаль. Буры десің, Аю десің, аны.
Огромный шунды клочок земли будет до этого, до Ненеции. Примерно так. Идем дальше по новостям. Говорят, что после форума Россия-Казахстан остался небольшой памятник. Предположительно Салавату Юлаеву, который во время форума входил в небольшую территорию, символизирующую Республику Башкортостан. Интересно. Ну да. Странно. Памятник какой-то. Так, дальше идем. Вот такое письмо главе Башкортостана радио Пидорасовичу этому разместил у себя на канале Ураль Байбулатов. Блять, опять этот Урал Байбулатов. Че он пиздит? Орфография и пунктуацию авторов сохранены. Башкирские аксакалы требуют вернуть бюст Ахмед Заки Валиди. Главе Республики Башкортостан открытое письмо, уважаемый Ради Хавиш, пидорас, блядь. При вступлении и должность главы РБ вы заявили, что все ваши мысли и действия будут связаны с работой. Ну-ка, что там? На благо республики и нашего народа. Вы обещали, что в своей деятельности будете максимально учитывать интересы и потребности как вашему должностному лицу республики. Она возникла в результате мощного всенародного национального движения Ахмед Заки Валиди. Иммиграция он стал выдающим ученым, востоковедом. Ой, блядь, тут дохуя что-то писать. Читать надо это. Это надо как-то было потом раньше читать, да? И что он? Суть. В связи с вышеуказанным мы требуем прекратить грязную антивалидовскую кампанию, направленную на очернение его имени и искоренение исторической памяти о нем как незаконной и антинародной. Второе. Предпринять необходимые меры по возвращению памятного бюста Вали Тогана на прежнее место во внутреннем дворе Востоковедческого факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Третье. Восстановить памятный бюст Валиди Тогана в городе Сибая. Четвертое. Восстановить бюст Валиди в Тимясево, село Тимясево. Не допустить ликвидации музея его имени в этом селе. Пятое. Приступить к реализации постановления правительства РБ о подготовке проведения 20-летия со дня рождения ученого и общественного деятеля Ахмед Заки Валиди в части изготовления установки памятника Валиди в городе Уфе. Представитель башкирской общественности Кулшарипов, доктор исторических наук, профессор, почетный член АН РБ, кавалер ордена Салавата Юлаева. Рычкулов, пенсионер. Кузбеков, доктор филологический кандидат исторических наук, профессор. Понятно. Понятно, вот такая херня, короче, написана. Ну, понятно, ну, что я могу сказать, да? Ну, тырышалар нәрселерге, типа, да, ну, там, памятники, туда-сюда. Кстати, сегодня тоже чуть-чуть смотрел я этих, блядь, аксакалов, блядь, заебали, нахуй. Патриоты Башкортостана, блядь. Тоже, блядь, собрались там что-то, блядь, у кого-то на хате троем эти, блядь. Исмагилов этот, блядь, и еще двое там. И что-то пиздели про Салавата Юлаева, то все, то есть. От себя хочу добавить, Туанар, бу кылган ишләрегез бу хуйня. Мана дөресен әйтәм. Бу эшләр эш түгел бу. Мәскәүне сикмәгәнче сине Салават Юлаевның памятнигында, Заки Валидиның памятнигында бер каяда куймыйлар. Уясните уже. Алсынов кебек тупой булмагыз, блядь. Алсынов нахуй, блядь, за гору боролся, блядь. Нет, за народ бороться, блядь. Он вон затупил, сидит теперь. Вы тоже так же допрыгаетесь, нахуй. Вот допрыгайтесь, и вас будут тоже сажать, блядь. Нахуя вам это надо, блядь? Кутак шайнап йөрисез. Мин сезнең урыныңызда булсам, әллә кашан безнең белән кушылып эшләргә кирәк бер юлда. Не нужно быть как этот Ильдар Юмагулов. Куда он пропал вообще-то, Ильдар Юмагулов? Проебался, пиздел, а хуяк, наверное, ему рот заткнули нахуй. Или ёбнули вообще. Куда он делся-то, блядь? Чего он сейчас не говорит ничего? А то вел, блядь, бурные лекции, нахуй, с Казахстана, блядь. Заткнули его, наверное, чтобы он заткнулся. Больно, блядь, дохуя пиздел не о том, блядь. О чем даже я не знаю, блядь. Поэтому, исходя от этого, Туганлар, безгә менә шундый выскочкалар кирәге юк, нахуй. Безгә нужна конкретика, нахуй. Мәскәүгә барып, блядь, Мәскәүне төп башына, нахуй, утыртып кайтырга кирәк безгә. Менә безгә шул кирәк. Безгә шул кызык, блядь. Ни өчен кызык? Чтобы сине памятнигың турсын, кыштауың турсын, Алсынов чыксын төрмәдән, 80 кеше утыра, блядь, из-за него еще. Ни за что, ни про что.
Мына шунарга, блядь. Рамиля Саитова шиксан, кресты, которые сносила. Нравится она мне. С кресты сносила. Это наш человек. Еще кто там сидит? Постоянно его забываю. Вот этот мужик тоже. Айрат Дильмухаметов. Его надо вытащить. Козаннан вытащить еще. Хизбут Тахрир белән утырганнар. Да хрена кто сидит, блядь. Из мусульман, из наших, всех. Вот наша задача. А не ходить там, памятник, блядь, куштау, әллә нәрсәкә, блядь, хуйня. Бу хуйня, туганнар, бу хуйня. Бу сиңа хәтле дә булган, бездән дә кала ул. Синдән дә кала, миндән дә кала. Бу калып китә. Бу дөнья калып китә. Бу дөньяда үзебезне, как говорится, свобода өчен, мустақил өчен көрәшергә кирәк. А не какой-то салаватный памятник, аны памятник туда бу эш түгел. Это не доказывает твой патриотизм. Это не патриотизм, это ебанизм. Полный ебанизм, который дает тебе только, знаете что, душевное свое удовлетворение. Всего лишь. Но не общество. Потому что общество похуй. Салаватны статуясы бармы, юкмы, им похуй. Оларга ашарга кирәк. Оларга акча кирәк. Олар үләргә китеп баралар ана Украинага. Потому что не хуй брать Башкортстанда. 20 000 зарплата, блядь. Сіз нәрсә оларга хотите памятник белән доказать, блядь. Зул, олы кешеләр шундый хуйня страдаете, блядь. Вот это меня бесит, блядь. Сезгә әйтеп торалар, блядь. Если ты хочешь, блядь, доказать и помочь нам, вставайте за независимость Башкортостана с Татарстаном. Вот ваша задача. Они, блядь, какие-то действия делать, блядь. Тупорылые, блядь. Мында, блядь, мәчетләрне ягып ташлыйлар. Сез әллә бер тимер өчен баш сыгып йөрисез, блядь. Понимаете? Заки Валиди, Салават, олар все, ул кешеләр юк. И тем самым, как говорится, сейчас за них биться за памятник — это нелепая ситуация. Не зря бит инде Мухаммад пайгамбарыбызны юк рәсеме. Я когда-то еще об этом вам напоминал. Нәрсәгә аны фотосы юк. Фотокарточкасы или сурәте юк. Фото инде анда ул вакытта булмаган. Рисовать могли бы. Там идеальные художники были. Вон всякие эти Ван Гоги, Мангоги или кто там, блядь. Художников дохуя было. Если захотели бы. Если он сказал бы, рисуйте меня. Почему-то его уже никто не нарисовал. А вы, получается, на статуи, которые Аллах Та'алям говорит, статуилар, нарсалар — это многобожество. И если даже на это не смотреть, вы же сагынмыйсыз ол статуяга, но примерно так, в таком же лозунге можно это трактовать, блядь. Нахуя вам эта статуя, блядь? Что она вам дает, блядь? Дает, что вы башкиры, что ли? Или вы татары, что ли? Хуй поймешь, что она вам дает, блядь? Ничего не дает, блядь. Поэтому, туганлар, вон узбеки вообще Каримова поставили в Москве, долбоёбы, блядь. Каримов, который их ебал, блядь, всю жизнь, блядь, до смерти. Диктатор Каримов. Как можно на него поставить памятник, блядь? Ну, поставили, ебанутые узбеки, потому что. Манкурцы. Шунага, туганлар, я считаю, это ненужная вещь. Чисто ебли себя и кешеге үзеңне аламат күрсәтәсең. Допустим, она меня сіз в нольсіз, блядь, нахуй. Потому что, блядь, нахуй, это не борьба за родину. Это борьба за какую-то хую, поймешь, статую, блядь. Которую, блядь, нахуй, в дальнейшем, когда мы будем независимы, хоть 1 000 000 штук можно поставить. Но до этого не надо за него рвать жопу. Потому что Салават Юлаев вам тоже не сказал бы, статую үшін күрәшегез туганлар демәгән ул. Салават Юлаев күрәшкән җир өчен күрәшергә кирәк, а не, блядь, статуясын өчен, блядь. Думайте в головой вообще, блядь. Вы в корень научитесь бить, в корень. А корень — это нахуй наша жизнь, наша свобода, а не статуя. И не Заки Валиди. И поставив вы эти статуи, они, может, даже узкожопы вам дадут добро поставить. И чё? Вы все равно рабы. Чё вы? Поставив статую, где-то вы дадите проснуться от этой статуи, что ли? Допустим, в Уфе поставить 10 статуй Салавата. И чё? Все там будете шоконарга, что ли? Или чё там? Молиться под него будете? Или чё? Чё? Объясните меня, блядь. Поэтому мы нашим маразматический тупизм, блядь, страдать итмегенде давайте, а?
Сығынмеген шул статуяларға. Аллах тәләм сығынырға қушмаған бізге онарға. Мына шунарға да біздің ішіміз алға бармай. Артқа өзімізді талқайым. Потому что біз как многобожники кыланабыз нахуй. Сығынабыз всякие статуяға, блядь, онда, мында, как, блядь, вот, допустим, в Монголии, я знаю, допустим, в Монголии я знаю такую хуйню, что монголы, оказывается, мына шул Чингисханның статуясына барып сығаналар екен, блядь. Вот без пиздежа, блядь. И вот у них такая хуйня, оказывается, есть. Они верят в это, потому что они многобожники. Вот монголы. Вот у них есть такой поход, блядь, допустим, мына мусульманларда бетінде поход есть, изге үй деймін, изге қабірлерге, каким-то людям, которые, как это называют, вот это слово не помню, ну, авлоды, вот эти, короче, вот этим святым людям ходить там, какая-то у них есть такая задача, да, так скажем, нужно ходить там святым людям, допустим, әулиелерге йөрергә, искә төште, әулиягә йөрергә. Но поймите, Салават Юлаев, Заки Валиди, олар бит әулия түгел дә инде. Понимаете? Әулия булса инде, айтырың, ладно, окей дейрің, но олар бит әулия түгел. Олар никак әулия түгел. Поэтому, да, само собой, они, как говорится, үлген кешеләр, но туганлар. Әулия түгел бит. Әулия булмагач, я считаю, что это, ну, ходить. Сейчас, секунду. Блин. Вот эта чертовая музыка зацепилась. Блин, тебе как удалить его? Тупойский, я же говорю, этот тупойский ТикТок, он тупит, блядь, жестко. То ли у него мозги не тянут у меня в телефона, блядь. Пиши. Хер с ним, блядь. Сейчас теперь минут 10 секунд где-то будет. 10 секунд будет орать эта музыка сраная, которая зацепляет этот ТикТок, блядь. Так, идем дальше. The-блогеры получили новую методичку готовить свою аудиторию к остановке СВО. Ни хрена себе новость. Ветеран СВО военторгер Данил Туленков заявил, что воевать против Запада дальше нереально, поэтому нужно фиксировать убытки и выходить из игры. Сука. Блядь. Туленков. Короче, мое кредо под финал 24 года такое. Попробовать в 22 стоило. Шансы были и очень нихуевые. Но в силу тех или иных причин не получилось. Сейчас надо фиксировать убытки и выходить из игры. На кону судьба собственной России. Как геополитической субъектности. А она очень важна для судеб мира. Без преувеличения. Провал на Ближнем Востоке это не хуйня. Это очень серьезный удар под дых. Он объективен, он закономерен, он был безальтернативен. Но тем не менее он влияет на многое. Вести СВО в сферическом вакууме один на один со своей западно-технической машиной нереально. Шторм З, у вас нет других нас. Уебок нахуй какой-то, блядь. Понятно, короче. Вот наш Дундыхаль, Дуслар, получается, столько бились, и если сейчас это все напрасно закончится, как я вам говорил всегда, я всегда это внутри держал, если эта хуйня остановится, как Афганистан, да, ну, потому что, как сказать, победой здесь, ну, как бы, может, победа должна она быть, да, но она, знаете, вот какая, блядь, по моему, да, вот впечатление, что есть все-таки какие-то, нахуй, силы, блядь, сверху, когда они захотят остановить, блядь, они останавливают. Понимаете, смысл какой тут идет?
Вот у меня такое чувство всегда было, блядь, что не дают, блядь, закончиться начатому. Или дают. Вот примерно Шулай, блядь. Шунарга здесь, вот этого я всегда с Украины и боялся, блядь. Остановят нахуй. И Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан тоже остановится все это дело наше. Вот этого я и боялся всегда. И это могу, так скажем, знаете, чем, блядь, как-то, блядь, регламентировать, да? Так скажем, блядь, обосновывать. Тем, что, допустим, в своей жизни я что-то пытался что-то делать, допустим, да, ведь в свое время один раз в Норвегии. Меня все равно депортировали. Короче, было вроде бы все дело шло, как говорится, ну, как нужно, правильно, но в конце сверху махнули, сказали нахуй, наверное, грубо говоря. И все, меня депортировали. Вот примерно так. Но это я посчитал, что это судьба, так должно, туда-сюда. Не, нихуя. Может, оно так и должно, в моем случае. Но вот в этом случае, когда идет война, блядь, нападение, и вот хуякс нахуй, то же самое, что выключить свет нахуй. Вот и на келясах хуякс, передерни, выключи свет, блядь, нахуй. Или там выбили пробки нахуй. Вот то же самое. Без спроса, без, как говорится, объявления, просто нахуй остановить. И тут самое печальное, в моем случае это депорт, а в этом случае столько людей похоронили, блядь. Пол Башкортостана с Татарстаном сдохли. И остановить войну. Понимаете? Не говоря, что Украина вся разрухи. Вот это и есть печаль. Шунарга бетинде мин сколько кутымны ертам, окрам, нарсаке иштим. Давайте, дайте нам шанс, чтобы мы пошли на Москву. Нихуя никому не интересно. Мои слова не интересны. Почему? Потому что я никто. Почему? Потому что украинцам, по сути, Россия внутри, которая в рабы, мы не интересны им. Вот это тоже вы осознавать должны, блядь. Почему? Потому что украинцы бьются сами против наших. Мы на них напали. Им, блядь, физически неинтересно это. Это нужно понимать. Им неинтересно. В каких-то отголосках где-то слышно, что им что-то интересно. Но на самом деле неинтересно. Потому что, откровенно скажу так. Зеленский яхут, еврей. Евреям, нахуй, мусульмане в России не нужны, нахуй. Пусть страдают. Вот у них тактика. Это семейная тактика ихняя. Любого еврея. Вот это нужно понимать. Вот как Сирию тюрьмы видите, вот это и вспоминайте. Что там, блядь, немец строил тюрьму. Хуйня. Тактика евреев такая же. Одинаковая, нахуй. Почему Палестина вся расхуярена? Вот то же самое. И здесь то же самое. Только чуть-чуть игры другие. Взрослые игры, но они другие. Вот из-за этого, из-за вот этих других игр мы страдаем. Почему? Почему? Потому что, возвращаясь назад, всегда я говорю, это күтебезге жауап бермейбіз. Біз өзімізді күтебезге жауап беруге үйренсек, шунда ғана біз кіші боламыз. Ул нәрсе дегені, давайте с мелочей начнем. Бір-бірімізге біз дос түгілбіз. Мына башқұрт татарға дос түгіл. Башқұрт білән татар Дагестанға дос түгіл. Дагестан чеченге дос түгіл. Ненавидим мы друг друга. Вот наш минус, в первую очередь. А в Сирии вот эта ненависть они собрали в одну кучу и пошли, блядь, против Асада. Потому что у них один лозунг был. Уничтожить одного Асада. Но у нас почему-то один лозунг нету уничтожить Москвы. Все манкурты против нас выходят. Вот, блядь, проблема наша. Но это представить можно этих манкуртов в другом понимании, что это асадовские войска.
Как эти говорят, украинцы им назвали, дали добро, название дали, орки, блядь. Вот орки, зомби. Зомбаки эти ебаные. Манкурты, зомбаки, которые пойдут против нас. Но мы сильнее их. Если мы все объединимся, мы сильнее этих зомбаков, нахуй. И мы преодолеем это. Это однозначно. Но для этого, безга, нужно сплотиться. Легко и просто. Тут даже не в деньгах дело. Сплочение. И потом только мы можем, как говорится, твердить всему миру, что мы хотим. Тут ни Украина, ни Турция, ни Америка, ни Европа, никто нам нахуй не указ. Шуны сіз оңнамайсыз. Оружие в России — это наше оружие, вы поймите. Это не русских оружие, это наше оружие. Это наши деньги, это наше золото, это наша нефть. Это все из наших бюджетов взятые деньги. Вы тратят все наше. И это мы должны понимать. Уже озақы видосны 12 кіші уже қараған. 12 кіші қараған. Предпоследний 20 кіші қараған. А в Ютубе 4 кіші утра всего лишь. Ютубта 4 кіші, а ТикТокта 20 кіші утра. За мной идут, они вот слушают. Рахмат ТикТоктағыларға, қобыздым бет этималарға. Туғанлар, сізге зур рахмат, кем қараған болса да, этот Ютубта даже у меня 4 человека только сидят, а в ТикТоке больше. Зур рахмат. Главное, торатығыз бүтін дүнияға ишетсінлер. Идем дальше. Интервью с Русланом Габбасом о прошлом и будущем. 10 декабря 2024 года. Руслан Габбасов включен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России в список террористов и экстремистов Росинформониторинга. Интервью содержит субъективные мнения и оценки спикера и редакции, их достоверность и не гарантируется. Редакция их достоверности не гарантируется. И оценки спикера. Редакция. Что за редакция? ХЗ, короче. Аспекты, блядь, берет. Так, насчет аспектов добавили сюда сразу. Аспекты — это Руслан, блядь, сука, один какой-то фамилия, сука. Хуеплетович, блядь. Если они работают с русней, я их не уважаю, блядь. Валеев, блядь, вспомнил. Руслан Валеев. Кутагам ходим, Руслан Валеевка. Где-то там шкерится в Германии, где-то тут, да, он, блядь, где-то вроде бы здесь, блядь. И пытается про Башкирию говорить. Нахуй нам не нужны они. Аспекты — это узкожопая, нахуй, программа. То же самое, как Рауфа Рахимова, такая же хуйня. Фарида Курбангалеева всегда напоминает, мразь, нахуй. Вот Кашапов, нахуй. Так, все однохуйственная хуйня, блядь. Вот, которые топят с русней, они не с нас, блядь. А мы не с них, блядь. Все. Мы башкалар, блядь. Біз башкырт хам татар гына булырга тиешбез. Безгә урыс кирәге юк. Безгә кушылырга может, ради Аллаха, казахлар, узбеклар, кыргызлар, таджиклар. Мына біз шул халыкларны с удовольствием примем. Без проблем. За нашу независимость. За общую нашу независимость. А урыс безгә душман, без урыска каршы ничегендә арабызга аланы кертергә тиешбез. Никак. Независимость Башкортостана, этнические чистки, люди будут превращаться в беженцев, уезжать. Жопу Путина, которую надо целовать, да? Куда двигаться, кому верить, без разницы, как они будут жить, меня беспокоит моя республика Башкортостан. Аспекты, нихуя я это закину, потом, Дуслар, это надо смотреть, 47 минут. Вот как раз этот Руслан Валеев брал у него уже с первых минут куда они денутся, да. Видите, Руслан Валеев, он топит с русней. Уже с первого вопроса его Габбасову в начале, уже я понимаю, вам вот открыто говорю, блять, он уже надавливает. Вот сейчас посмотрим, я в тот раз, блядь, также интервью было с Мурзагуловым, Руслан, блядь, там обосрался, блядь, Мин Мурзагулову морду, во-первых, набил бы гандону, блядь. Руслана он зачмурил там, блядь. Меня это взбесило. Руслан не смог ответить ему. Ну, там, конечно, блядь, стрим был по интернету, а здесь прям реальный. Получается, этот хуй приехал с Германии туда, к Руслану Габбасову, в Вильнюс, или где он там, блядь, открыл этот Башкорт-Юртон. Тут, вот там они сидят вроде, Башкорт-Юртон, да. Флаги там, национал Лега и Башкорт флага турайында. Башкорт флага, получается, синий, зеленый, белый.
Синий, зеленый, белый. Вот этот наш правильный флаг, как они говорят. Вот так вот. Поэтому этот интервью, получается, он не зря пишет. Интервью содержит субъективное мнение и оценки спикера. Это типа Габасов спикер. Редакция их достоверность не гарантирует. Видите, как отмазывается? Это русско-жоповское мышление. Поэтому это манкурт. Руслан Валеев это манкурт, блядь. Который, блядь, хочет, блядь, с навальнистами вместе быть. Понимаете? Вот из этой категории гондонов, блядь. Поэтому я не знаю, почему он ему дает интервью. Почему Руслан Габасов не может поговорить со мной. Вот так киберлик койда. Вот это кибер. Понимаете? А его товарищ, друг Ишмурат Хазрат. Вот передайте Ишмурат Хазрату, пусть кикердагендан нахуй Габасовна оскот тушурсын, блядь. Я не могу понять таких людей, которые ищут где-то единомышленников, которые против него и дают ему интервью. Вот этот самый низость, нахуй, я думаю, человека, который дает интервью своему врагу, блядь. Нахуя открываться своему врагу, если он топит за русню? Тупизм. Давайте это я закинул вроде бы себе. Будем этот потом слушать. Это долгая история, короче говоря. Шундыхаль. Потом мы его послушаем. Ну, тема как бы понятная, интересная. Тема интересная. Так, закинули что-то новое опять. Так, Батыр Толпар пишет. Давайте его почитаем. Об одном великом воине хотел бы рассказать. Ну, насчет Габасова мы вернемся потом на другом эфире. Мы будем обсуждать его. Будем, может, вместе слушать и обсуждать, о чем говорит. Мне более так удобно рассказывать свое мнение. Так, судьба этого Батыра настолько эпична, а таких, как он столетия тому сильно слагали и исполняли героические песни. Он из близкого народа к нам, венгер. Его предки кочевали в степях Башкортостана. 1500 лет часть венгерских родов ушло на Дунай. Часть осталась в степях и с другими племенами стала частью башкортов. Его зовут Роберт Бровди, мадяр. Он родился в 1975 году на Закарпатье, в городе Ужгороде. Ну, Ужгород это как раз-таки этот в заход в Словакию, где вот этот Габасов до этого фотку говорил. Получается, который местные венгры зовут Унгвар. Вот, да. Занимался бизнесом в сфере торговли зерном, жил в Киеве. Но с началом полномасштабного вторжения армия РФ стал добровольцем киевской теробороны. Организаторский опыт позволил ему создать эффективное дисциплинированное подразделение, на счету которого 1000 уничтоженных русских боевых холопов и техники. Оборонял Киев, Бахмут, воевал в Крынках. Год назад отряд Роберта Броуди, Птахи, Мадяра были развернуты до батальона. А сегодня прошла информация, что Птахи Мадяра увеличивают численность до бригады. И это все заслуга талантливого дроновода, организатора, менеджера Батыра Романа Бровди. Ну да, такой. Непонятный, короче. Светлый, короче, бородатый. Ну, мадяр какой-то. Знаменитый мадяр, беспилотников, начальник и дроновод, командир. Он шеф 414-го ОПУБУС. Заявляет, что его полк расширяется и теперь трансформируется в бригаду. Понятно. Ну, давайте закинем его тоже мне в телегу. Короче, наш такой. Интересная личность, но больно тщательно что-то там не написано. Может, надо глубже копать. Так, идем дальше. Также Батыр Толпар. Садисты, живодеры и военные преступники из ДШРГ Русич закукарекали на Салавата Юлаева. И что они там говорят? Давайте зайдем, посмотрим. Историческая справка. Салават Юлаев, тюркский террорист и сепаратист, преступник и государственный изменник. ДШРГ Русич. Нихуя туда перевели. Меня закинули, блядь. Зашел я туда. Салават Юлаев, оказывается, по их слову, блядь, нихуя себе, тюркский террорист и сепаратист, преступник и государственный изменник. Воспользовался русско-турецкой войной 1768-1774, закончившейся по традиции
Великой Победы России он разжег сепаратистское восстание в тылу воюющей страны, грабил крепости, сжигал заводы, угонял в рабство крестьян для своей орды. Пиздец хуею. Удивительным образом в современной РФ находятся люди, которые считают изменника и сепаратиста примером для подражания. Как иначе объяснить включение данной личности в состав списка для голосования на новую купюру Банка России в тот момент, когда стране как никогда нужно единство, когда нам нужен пример героев СВО, в том числе башкиров, которые с честью каждый день проливают кровь, защищая нашу общее отечество Россию. Сука, блядь, башкиров, блядь, в числе СВО, я хуею. Уж не под влиянием ли Турции и проекта Великий Туран, направленный на уничтожение России, это происходит. Призываем не допустить попадания портрета сепаратиста на новую бумажную купюру России. Сегодня, после последний день голосования, выбирайте любой русский символ, символизирующий единство страны, а не ее разделение. Мы рекомендуем выбрать теплоход «Метеор» как наиболее вероятный кандидат на победу. Для голосования можно использовать разные почты. Вот, поняли смысл какой? Вот до какого маразма они привели. Я же говорил, нахуй, что ответочка будет, нахуй. Я вам говорил. Поэтому, туганлар, не надо пачкать, как говорится, имя Салавата Юлаева на нем. Не говоря о том, что у башкир туда-сюда. Нет, просто имя Салавата Юлаева нехуй ставить, блядь, шул ташакларны окшасына, блядь. Вот и все. Пашрак окшага, притом. Пашрак қонлы окшага. Biz olarni baribir шул narsaga biz baribir ularni shu narsaga o'tirtamiz nahvoy. Дадим мы им все равно, как говорится, отпор. Шандыхан. Вот уже предпоследний, уже вот этот, который я закинул. Закидывается оно или нет? 26 киши қараған уже. До этого, помните, я вам говорил, что нешедір киши қараған деген. 26 киши уже қараған. Я просто стрим гана и сам берем аларга, потому что я не успеваю туда что-то писать, еще что-то до хрена, ой, неудобно инда, тиктока да неудобно, блин. Так. Где мы там дальше остановились? Тут информация дофига. Ну вот, Габасова мы прошли. Так, Кремль убедил Асада бежать из Сирии. Эвакуация организовала российская разведка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, когда сирийская армия не оказала особого сопротивления повстанцам в Хаме, Кремль пришел к выводу, что не может ничего сделать для поддержки режима Асада. Власти РФ убедили сирийского диктатора, что он проиграет войну, и предложили Асаду и его семье безопасную эвакуацию в случае, если он немедленно покинет страну. Агенты российской разведки организовали вывоз. Самолет с Асадом на борту вылетел с российской авиабазы и отключил транспортер для избежания слежки. Также издание сообщает, что российские власти были застигнуты врасплох событиями в Сирии, и Путин требует от спецслужб объяснить, как они не заметили растущую угрозу режиму Асаду. Будет смешно, знаете, туганар еще что? Вот сейчас они там обвинят Асада в этом, да, ведь? И посмотрите еще, блядь, если бы Асад еще не окажется в тюрьме, нахуй, у Путина. Вот это будет интересно, блядь, нахуй. Асада Путин засунет в тюрьму, блядь, за то, что он, блядь, там облажался, блядь. Вообще идиотизм конкретно будет. Полный пиздец будет. Вот такая хуйня, блин. Ну, тут про Назарова целая куча, нахуй. Заебали эти Назаровы, Хуязовы.
Итак, плакаты со всеми башкирскими политзаключенными на русском языке. Нахуй нам надо на русском языке, я не могу понять. Ну давайте закинем себе. Плакаты. Ну вот. Ильяс Байгускаров. Вот Ильяс Байгускаров. Братишка его топил и так и не дотопил, короче. Тоже сидит. Азат Мирзин. Велюр Карачурин. Дим Давлет Кильдин. Данис Ахметов. Просто херею. Альфинур Рахматуллина. Раят Давлетбаев. Даян Валеев. Хотон Каздавар. Пиздец. Дим Булякбаев. Галим Заманов. Ахат Гибадулин. Рифат Даутов. Мунир Исангильдин. Айтуган Китиков. Фидан Исмагилов. Айтуган Малабаев. Артур Мухаметов. Айсулак Явгастин. Айгиз Ишмурзин. Рустем Малюков. Ильназ Махмутов. Ильмир Рыскулов. Айтуган Абдулин. Раиль Галин. Ильнур Аюпов. Фангиз Шарафгалеев. Раян Фаттахов. Айгиз Уразаев. Айбулат Нигаматов. Денис Игбаев. Руслан Гизатуллин. Айдар Юсупов. Вадим Кагарманов. Айсур Тулыбаев. Рафиль Утябаев. Рустам Фарареддинов. Фанур Хажин. Заки Ильясов. Сагит Юлмахаметов. Айнур Хусаинов. Халид Ишкуватов. Динар Акбалин и Ильмир Ахатов. Юнир Исламгулов. Буранбай Абу Шахмин. Сания и Данис Узянбаевы. Велюр Сагадиев. Самат Давлетов. Шавкат Ульмазбаев. Айрат Ахметов. Азакир Ахмедин. Юлай Аюпов. Венер Яубасаров. Юнир Хисамеддинов. Газизян Хайбуллин. Ильнар Асылгужин. Умутбай Давлетбердин. Валлямов Муталлапов. Валлям Муталлапов. Инсаф Исламов. Рамиля Саитов. Фаиль Алсынов. Дальше еще есть. Айрат Дильмухаметов. Альберт Тагиров. Айгиз Абсалямов. Салават Елькибаев. Фатих Ахмедшин. Айнур Каримов. Айдар Магадиев. Азат Кусарбаев. Ильшат Иршат Ульябаевы. Данис Гайсин. Ильяс Байчурин. Минзия Адигамова. Так, Яшка Сдабар. Ильнур Хаджиев. Ахмед Якупов. Азамат Аминев. Ольга Комлева. Закир Кульмахметов. Идиль Каримов. Ильфат Ишмуратов. Кабир Суяргулов. Ишеттегезинде. Где-то Бишкеше Мандандурт 20, так, 40, 60, 80. 80 кеше, короче, мында. 80 кеше, блядь, просто херею, блядь. Еще многие там, наверное, не сказаны, я не знаю. 80 человек. Кто-то написал, придет время, и именами этих героев назовут улицы, проспекты, парки. Аминь, кто-то написал. Туганлар. Как бы я просто херею, блядь, нахуй. Я дар речи нахрен теряю от того, что я прочитал, блядь. Столько кеше. И сейчас сопоставляю то, что я увидел в Сирии по видосам. Представили, да? 4 ел 5 елга киттелер. Бір яқтан біз можем подумать, сказать, что это же мало, не 43 года, да? Как в Сирии. Это же мало, не 10 лет, которые они сидели с 2013 или 2015 года. Это же херня, типа, можем сказать. Нет. 1 день в заключении — это жопа, нахуй, я вам скажу, блядь. 1 день. Подавно это в российских тюрьмах. Это не европейские тюрьмы, блядь, комфортные. Даже в европейской комфортной тюрьме тебя тошнит, блядь, от того, что ты ничего не можешь делать. Ты становишься ненужный, блядь. Ничего не можешь делать, блядь.
Тупик, короче, это тупик полный. А самое интересное там, морально сыгрясың, морально. Он да по-другому сыгрмейсің. А в России, конечно, еще физически могут сильно сыгря, блядь. Вот это еще есть, блядь. А еще добавок морально сыгрясың, блядь. Ну это Алла сақласын, блядь. Я никому это не советую, блядь. Я знаю, что это такое, блядь. Поэтому я считаю, что вот каждого, получается, который сейчас сидит, уже сколько сидят, Айрат Бельмухаметов, неизвестно, Рамиля Саитова уже по второй ходке пошла, блядь. Пиздец, нахуй. И на это Башкортостан, Татарстан смотрит хуй знает как, блядь. Ну, я думаю, это лицемерие, туганлар. Получается, har biringni shunda biror tug'ani bor bekenda. Получается, siz молчите. Я не могу понять вас. Даже если тогда давайте на то пойдем. Давайте вот так скажем, вопрос поставим. Ребром. Mana shu 80 kishini ishindagi birarsi meni bilan соединился, нет? Вот из этих 80 семей кто-нибудь со мной общался? Кто-нибудь может поддержать меня против Москвы? Ну вы же сидите ради Куштау, и которую вам посадил Москва, блядь. Хабирова сказали, сажай нахуй, а он посадил вас. Тут не Хабиров, по идее, причем, блядь, он просто хуй, блядь, поставленный. И получается, после этого вы что вы думаете, вот? Как вы думаете помогать, получается, им, если вы не можете помочь себе? И я считаю, что mana shu 80 kishi uchun уже причина была тиеш. Вспоминая Сирию, 30 тысяч, говорят, это еще вряд ли 30, может больше, убили, говорят, там, в тюрьме за эти годы. Выносили, убивали, мучили, убивали, мучили, убивали. А Блар только вот этот год начали сидеть. Грубо говоря, вот год туда-сюда сидят. Когда это произошло? В прошлом году, в январе. Вот в январе год будет. А мен sizga aytaman, 1 yil o'tiruv u narsa degani bilasizmi? Это ужас. А ularga еще 3 yil o'tirishga kerak, если 4 yil bo'lsa. Если они там бунтовать не будут, еще добавить могут. Ладно, ular kishi o'tirsa endi, 4 yilga. Хуй с ним deyering. Kishi o'tirgan o'tiraydi, o'tirib shiqir hali deb qo'yasan. No. Ular bitali bir narsa ishlaganida yo'q. Просто так. Это внутри Башкортостана. А за Башкортостаном, Татарстанда 4 Хотан Хизбут Тахри, не говоря о других. Про того, которого вначале я что-то читал вроде бы, про этого, не помню, Фаттахов, Энгель Фаттахов. Этим летом его закрыли. Ни за что, он даже плакал, говорит, за что, говорит. Реально, да, за что его сажают-то, блядь? За то, что он что-то там, где-то там у кого-то спиздил или что-то спиздил, на дом ремонт сделал, типа вот такое обвинение сделали. Как будто сами не пиздят, блядь. Mana shunday hal, do'stlar. Если мы не думаем о них, а кто подумает о нас? Мы же не думаем о них. Я считаю, что каждый, кто сидит, ждет нашей помощи. Мы должны им помочь. Мы на свободе. Рахатнанып яшап йөрибез, Аллага шүкер. А олар утыралар. Оларны балалары интегип үсә. 3-4 балалы хаммасы. Hammasi zo'r oilalardan. Ish tugul bu. Bu kunda стрим o'tkazam men. Пытаюсь вам вдолбить все в разные темы. Ну, видя внутри Башкортостана, как вы можете терпеть сидеть это? Kurashirga kerak, наверное, men shulay deb o'ylayman.
Zindanlarni birinchidan oshirg'a deb men sizga oqiram. Har vaqt aytam shuni. Birinchi o'chirib zindonni oshamiz. Moskvaga borguncha. Shunlarga aytam, Ukraina только может, как говорится, помощь bizga tegirga, чтобы мы в свой Башкортостан попали. И восстание подняли там. Вот наша задача. А потом мы дойдем до Москвы, проблем не будет. Но они не хотят идти нам навстречу. Сами они говорят. Ну, это, конечно, комментаторы мне говорят так. Ну, власть вообще похуй, ничего не говорит, блядь. Вон они ходят, закончить войну, думают, побыстрее. Потому что по деньгам что-то не сходится у них. Не то, что они проебали людей, там, территорию, им похуй. А им по деньгам что-то не сходится, блядь. То ли, блядь, Зеленский уже устал клянчить нахуй, деньги у американцев заебался. Не хочет просто дальше вести войну. Вот и все. А почему? Потому что, блядь, нахуй, у него уже нету, блядь, шансов. А у нас был шанс. У нас он всегда есть, блядь. Они не хотят видеть нас. А сіз, башкортлар, татарлар, тоже, как говорится, не хотите поднять голову. У вас тоже есть косяк свой, ваш свой косяк есть, понимаете? Үзегізні косягыңыз бар, который вам не дает этот страх. Страх, но зато, блядь, Алсыновы, все эти, вы их знаете отлично, да, кто бывал там, сидят. На Кушта уже там всех, кого, по сути, не всех же посадили. 5 тысяч или 10 тысяч же говорили, там на забастовку этого Алсынова ходили. А чё ж так 80 только сидит, блядь? Мало. А где те 5 тысяч, которые не сидят? Вопрос, да ведь? Ну, тогда, может, 5 тысяч надо было посадить, блядь? Чё ж так мало? 80 только Хабиров решил посадить. Показательно. Может, надо было 5 тысяч посадить, а потом можно было бы как-то восстание подымать. Уже я даже не знаю, какой выход-то вам показать, блядь. Что вас подымет, блядь? Күтігізге кетіріп сіккенде көтерілесіз ме? Или ничек? Қошан сіз көтерілерге ойлайсыз, блядь? Или уже когда сізні полностью Башкортостанда үйігізні теге ауылда, как сжигали дома в прошлом, когда начнут сжигать, тогда, может, только подымитесь. А я это тоже предлагаю. Давайте сжигать будем, блядь, хабировские дома, блядь, минихановские дома. Давайте сожгем ихние дома, блядь. Может, вот тогда, может, вы подыметесь, я не знаю. Ну как сожгем, блядь? Не просто барптер бензин налил и сожжет. Нет, именно бомбануть надо туда, нахуй. Высокоточным, блядь, оружием, блядь. Поцельно, нахуй. Чтобы не прокосить, не в поле попасть, блядь. А именно ёбнуть по дому Хабирова, блядь. Может, даже он сдохнет там, нахуй, в этот момент, если он там будет. Примерно так. Шундыхаль, короче, интернет у меня уже кидает, блядь, что-то скидывает, сука, блядь. Давайте на этой ноте тогда будем заканчивать. Биш сагат уже месяц, блядь, утром. Я, это, конечно, биш сагат, наверное, я не записывал в ТикТок столько. Если что, ТикТок Таглар, можете зайти там. Интересно раскидать там тоже по Ютубу. Потому что Ютуб-то кешебикес. Шундыхаль, дуслар. Шунарга рано или поздно без барабар восстанем. И не будем сдаваться. Ровно на почти уже биш сагат стрим бара. Дурт биш киши утра. Рахмат сизге. На этом, наверное, тогда будем заканчивать. И мы потом уже будем дальше уже смотреть. А так, максимально таратагыз, дуслар. Максимально. Бүтін қойда нәрсесіге ошады таратагыз. Вот, что понравился вот этот кусочек, отправьте куда-нибудь в Башкортостан, блин, Татарстан, Ещине. И вот, чтобы опасно вам не было, главное. Отправляйте так, чтобы вам было это безопасно. Застрахуйтесь 1000 раз, потом только отправляйте. Примерно так. Поэтому я думаю, его лучше отправлять в MP3 формате.
MP3 делать надо из этого. MP3 сделали, скинули как аудио и все. Чем видео. Потому что тут нехуй все равно в окно долблюсь я. Сам тоже. Нехуй смотреть тут. Лучше отправлять MP3. Вырезайте на MP3 и скидывайте везде. Хоть на радио Башкортостана сдайте нахрен. Полностью вот этот 5-часовой мой разговор на радио Башкортостана, чтобы весь Башкортостан услышал. Может, меня туганларым узнают. Потом охуеют. Так что шундай хәл, дуслар. Поэтому Юлдаш радиосына таратыгыз. Еще нинди радиоларында бар. Уфа радиоларына еще таратып чыгарыгыз. Скидывайте прям полностью. Я, как говорится, не против. Шундай хәл. Ну, и сенсо тогда, рахмат, 5 сағатына тутырдық. 5 сағат, короче, я не знаю, как его разделять там, лишь бы он загрузился. Ну, а так вот, более-менее какие-то места я закидывал в этот, в ТикТок, короче. То, что мог. Не все тоже. Потому что 10 минут пока запишет, я пока закину, бла-бла, вот так вот. Ну, главное, унутмаска, Башкортстан һәм Татарстан азат булырга тиеш, нәрсә булса да. Ана матур ай чыккан, ярты айдан күбрәк. Шулай күренеп тора. Значит, погода әйбәт урамда. Ну, исән сау, бездә градусны әйтеп үтәм, 4 градус, минус түгел, просто 4 градус. 2 градус хәзер уже обновилось, вот 2 градус. Ну, минус 1 деген. Наверное, сағат түнлерде минус 1, наверное, была. Или к утру. Вот так вот. Спад идет. Ну да, после 3, даже 2. Ну вот, да. В 4-5 будет 1 градус, короче. Оказывается. Шундыхаль. Ну, яра, ощущается минус 3. Ощущается. Ну да, сезамин, да что-то этот... что-то бульмада суп кеткен кебек. Обогревание твари. То выключает, то включает, не поймешь. Ну, этот тепленький обогреватель. Ну, так скажем. Отопление. Шундыхаль. Ну, ярар. Максимально репост, максимально нарсякей тегес, этот, подключайтесь. Давайте уже будем друг друга, как говорится, собираться и уже выдвигаться, как говорится, Москвага. Все, вот я так думаю, потому что былай күнде сүләп, гомер уздырып файда юк. Надо решать конкретные дела. Нужно конкретно додолбить эту сраную Москву и взять уже независимость. И нормально уже жить. Бана, безді қойтып кетірейік, бізге нахуй мында юреге. Даже вот долбанный Бабай Кашаповка нехуй сидеть в Англии, блядь. Он тоже вернулся бы к себе, жене и детям деген кебек. Понимаете? Поэтому, как говорится, тут не резон нам жить. Это не резон. Это мы от безвыходности живем здесь. Потому что мы не согласны этим режимом. Заебала этот, нахуй, вот эта диктатура, блядь. Поэтому мы только здесь. А так я бы, нахуй, я здесь не жил бы, наверное. Я мог бы сюда приехать, наверное, так, скажем, блядь, поработать там или что-то в этом роде. Но если у нас будет независимость, Башкортостанда, нахуй сюда ездить вообще, блядь? Башкортостанда жетерлік іш, блядь? Іш бітәмін янда, блядь. Өзбізні нәрсекені республиканы қорғау керек. Создавать условия для конкретной независимой республики. И там у нас работы будет дохера, начиная от уборщицы в библиотеке аулда, заканчивая до президентского дела. Так что вот так вот. Это же до хрена было. Главное взять независимость. И главное не создавать диктатуру. Вот все мне, кстати, вспоминая комментарии, будет диктатура у вас, блядь, туда-сюда. Нихуя ничего не будет. Диктатуры, само собой, у нас не будет. Мы уничтожим сразу эту диктатуру. Поэтому, ведь, как раз вспоминая слова
получается, вот этого Аюба, примерно его мысли, как я примерно мыслю. Вот я что вам рассказывал до этого, и он то же самое говорит, я моментами согласен, что у них какой-то вот ментовская ситуация сейчас, вот как бы зашли, это охрана, так скажем, вот эти военные зашли, которые контролируют вот это все дело. И потом эти военные, оказывается, передадут все политикам уже. Понимаете, какой контроль идет? Но у нас не так будет. Мы, когда возьмем Башкортостан с Татарстаном, все, весь контроль мы будем делать до того момента, пока не образуется парламент и президентская система. Вот это вся пока будет эта херня не получится, этот бардак, мы будем. И потом мы уже отойдем по всяким структурам. Потому что мы отходить от этого дела не будем. Вот моя задача будет это долбить до конца, до моей жизни. Сколько мне дано, Аллах Та'аля, бля. Гумрым озагана хатлы, біз это мы будем долбить. Почему? Потому что с первого дня, если мы отойдем, там как раз-таки вот эти диктаторы могут встать. И начнется, блядь, нахуй, сыр-бор опять какой-то, блядь, бардак. Поэтому мы, как говорится, захваченное место никому не отдадим. И мы будем контролировать до тех пор, пока система полностью не наладится, нахуй, полностью. Пока мы весь Башкортостан с Татарстаном не ознакомим миром. Вот этот процесс сколько будет длиться, Аллах бля. До этого мы будем стоять там. А потом, как само собой, когда мы будем стоять, президент меняться будет каждые 3 года, как я всегда говорил, парламентом будем разбираться, но вот это именно наша структура, которая зайдет туда, она не будет никуда двигаться. Мы будем контролировать поверх этого всего. Весь парламент и таких, блядь, президента будем контролировать даже. Вот принцип такой будет. Вам, как говорится, такой хуяк скирдыкта бирдык сизга, нихуя такой не будет, нет. Контроль будет жесткий, потому что башкирт блядь, татарга гарантии юг. Особенно татарга нахуй. Продастся опять в Москве, блядь. Поэтому нет, такого не будет нахуй. Пока мы полностью не ликвидируем нахуй манкуртов из системы, блядь, и так далее, мы ничего не будем. Потом Аюб еще одну вещь не сказал, там я вот добавлю от себя, вспомнил, блядь, уж закрывая эфир, давайте договорю уже, блядь, пока мысль есть, потом не вспомню или нет. Систему, которую они как бы, оказывается, построят, потом свою поменяют, что такое. Вот в этот моменте он как бы, ну, не при делах, он же как бы военный эксперт какой-то он или что такое, как бы он тебя так, инструктор какой-то высказывается. В системе он ни о чем, я так понял, он чисто поверхностно сказал. А я вот хочу конкретно нашу мысль донести Башкортостанга, Татарстанга. Система наша именно будет вот так выглядеть. Допустим, манахазар там манкурты сидят в Башкортостане, Татарстанда, вот эти, Хабировы, Минихановы, Шаймиевы, все вот эти поеботины. Мы их оставим там, и все манкурты будут сидеть на своих местах. Потом к ним мы отдельное, когда создадим аппарат президентский, мы отдельно к ним будем отправлять этих работников, новых наших. Башкортостанна яңа түзілген яңа дәүләтне кишләрен, и они будут передавать власть. Вот в этот момент он передача власти, он, конечно, ему, может, и вопрос не такой был, он как бы дословно не сказал. Вот я расчленяю этот момент. Передавание власти каким образом? Мы с этими манкуртами работать не будем однозначно. Уничтожать их тоже не будем. Им даем волю. Какую? Или им нахуй тюрьма нахуй, или им катиться ебеням нахуй в Москву. Вот ихняя воля будет. Просто так мы на улице их оставлять будем только тех, которые без грязи под ногтями. Если есть грязь под ногтями, им пизда, блядь. Выбор у них будет или катиться в Москву, или сесть в тюрьму. Это примерно. А так они все останутся на своих местах, и зарплаты будут получать. Все, ничего не будем трогать. Но момент будет. Они
срок будет где-то, допустим, месяц до полугода, они должны будут передать в полностью вот этот, все вот эти, то, что они, допустим, архив должен передать, блядь, там секретарь, что-то бухгалтер, бухгалтерское, вот все, вот это финансист, финансовую тему, блядь, экономист, все должны будут передать новым сотрудникам. Полностью, от и до. И самый мощный там контроль будет всю конституцию, законы, архив, вот это все дерьмо, которое собрано будет с русни, блядь, с этой исторической русофобской хуйни вот этой, все в одну кучу надо будет собрать нахуй. Или сжечь нахуй ебеням вообще, блядь. Или просто для архива собрать это все дерьмо нахуй, куда-то нахуй, и закрыть его нахуй, чтобы туда никто не мог проникнуть нахуй. И оно, чтобы не сгорело, не промочилось, потом разберемся. Все уничтожить и начать выпускать башкирт һәм татар китапларын. Сразу мәктәпкә готовить. Мәктәпләрне сразу переобмундировать нахуй на башкирт һәм татар ладына. Башкирт һәм татар телендә бөтенләй бер булганда. И так далее. И также общество, там, улицы, магазины, все перейдет под башкирт һәм татар теленә, в первую очередь, и наши руки. Только таким образом мы сможем забрать и овладеть нашими землями. Вот потом уже начнется перестройка всего. Вот примерно так. К этому моменту, само собой, мы можем пригласить Казахстан, Узбекистан, вот их для, так скажем, моральной помощи, чтобы они показали там, как дальше, что, почем, короче, выходить туда, выходить сюда. Вот примерно можем мы подтягивать оттуда каких-нибудь специалистов, которые нам подскажут, как быть. Но опять-таки, это будет очень узком проекте, потому что у них тоже диктатура. И поэтому нам не должно войти никакой диктатурской темы. Особенно от них можно брать только какие-то там внешнеэкономические моменты. Там, как это все делается, допустим, да, ведь, чтобы подучиться там или что-то там. А ментовские, военные зачистки, нахуй, это все будет производиться нами самими. Эту всю хуйню мы сами будем перестраивать. Нам подсказки от диктаторских стран не нужны будут уже. Даже от Турции не надо будет нам подсказка. Нахуй они нам не нужны. От турков вообще ничего нахуй не брать. Только свое. Потому что Эрдоган тоже такой же диктатор. Имейте в виду. Он такой же гнида нахуй. У него тоже самые такие тюрьмы есть. Вы не думаете, что у Эрдогана нет тюрем, блядь? У Эрдогана такие же тюрьмы есть. Хоть под землей, хоть на небе нахуй. У него тоже есть такие тюрьмы. Вы не думаете, что он такой на публике красивый, хороший, блядь? Хуй, блядь. Тот еще хитро выебанный старик, ёба твою мать. Шунарга, у нас не будет такого, нахуй. У нас подземелья, нахуй, тюрем не будет точно, нахуй. Все тюрьмы, которые будут на территории Башкортостана, все снести, нахуй, ебеням, нахуй. Взорвать, нахуй. Все, разровнять, нахуй. Все разровнять, нахуй, вычистить, нахуй. Тюремщиков вытащить всех, нахуй, наружу, блядь, оттуда. Нам, нахуй, не нужны тюремщики, которые от СССР остались еще, блядь. От этих пидорасов русских. Всех вычистить и дать им нахуй амнистирование всем, блядь. Сказать, все, начните заново жить, блядь, спокойно. Кто куда, пусть рассосутся нахуй. Если они начнут какой-то хуйней страдать, допустим, им закон будет такой выставлен, сиюминутный. Допустим, кому мы вытащим на территории Башкортостана, Татарстана тюрьмы, не дай Аллах, они что-то совершат, расстрел на месте. Расстрел на месте. Вот таким лозунгом они будут выходить. Не дай Аллах, они где-нибудь кого-нибудь изнасилуют, опять какую-то хуйню сделают, маньяки эти, допустим, да? Все, расстрел на месте. Вот только таким лозунгом они выйдут. Зачистка вот такая должна быть. Допустим, мы им даем добро, амнистию, а их амнистия будет под их контролем. Накосячили, умерли. Все. Мы их ёбнем. Только так. Потому что нам, это, грубо говоря, арам томак нахуй керекми тюрьмаларда в данный момент. Потом уже, когда организуем, начнем стройку, экономику поставим, то все,
потихоньку начнем строить, как говорится, правильные тюрьмы, где не будет гестаповства, где не будет издевок. Просто человек накосячил, сел в тюрьму, нахуй. Все. Примерно конституция должна быть разумной, блядь, нахуй. А не просто так, блядь, украл в магазине, сел на 10 лет, нахуй. Не, у нас такого не должно быть, блядь. За воровство, за вот эти мелкие какие-то ебанутые вещи просто должно быть штраф, нахуй. Сажать их нахуй не надо, блядь. Потому что, блядь, посадив его, смысла нет, нахуй. В первую очередь, гнобим ему жизнь. Во-вторых, это экономика, нахуй. Нахуй его кормить там, блядь. И плюс нихуй там его держать, блядь. Его использовать надо в быту, так скажем, блядь, таких людей. Пусть работают, нахуй. Только так. Если уж крайняк убил жену там или кто-то кого-то убил, да, им конкретно будет суд, нахуй, человеческий тоже. И сядет там на какие-то сроки, блядь, допустим. Не пожизненно, нахуй, конечно, блядь. Потому что Аллах Та'аля гена может нашу жизнь забирать и нам давать, и отдавать, и забирать, и так далее. А мы не можем людей сажать на 43 года, как вот тут сидели, блядь. Нахуя нам, блядь? И накосячил человек, нахуй. Или, блядь, нахуй, он конкретно, блядь, сидит, нахуй, на несколько лет, нахуй, и выходит, блядь. Если он в это время тоже не сумел нормально, блядь, отсидеть, нахуй, заново садится на такой же срок, допустим. Вот примерно так, блядь, а не на всю его жизнь, блядь. Я так считаю, потому что только в таком обществе, где будет цивильная тюрьма, нахуй, там меньше будет косяков, нахуй, преступности. Я вам говорю, блядь. В таком мере может быть преступность уменьшится наоборот, чем где гнобить тюремщиков. Там на бутылки сажают, грубо говоря, блядь, и так далее. Вот такие моменты тоже надо обговаривать. Именно вот Башкортостан и Татарстан должен стать, блядь, благоразумным во всех своих начинаниях. И только таким образом можно создать и демократию, и исламские государства, где будет царить нормальная человеческая система, куда люди будут подтягиваться, наоборот, будут с нами дружить, жить, любить нас и так далее. А не так, что, блядь, нахуй, ненавидеть, нахуй, как Каримова, нахуй, Узбекистан, блядь, 35 лет, нахуй, или сколько он там нас мочил, нахуй, всех узбеков и так далее, гнобил, нахуй. До сих пор эти люди сидят в тюрьмах. Вот до сих пор. Каримовские тюрьмах до сих пор сидят. Вот явно никто еще не вышел оттуда. Поэтому Мирзияев тоже гнида тот еще, блядь. Как бы не думайте, что он нормальный. Тукайка такой же, блядь. Когда-то я вам рассказывал, наверное, про казахстанские тюрьмы, блядь. Пиздец, нахуй. Цыган у меня там, друг сидел из Кыргызстана. Он сам цыган, кыргызстанский цыган, блядь. Кыргызский знает, узбекский знает, блядь, пиздец, нахуй. Ну, кыргызстанский цыган. И он рассказывал казахстанскую тюрьму, блядь. Он охуел, говорит. Не дай Аллах туда, говорит, попасть, блядь. Дрочили только так, говорит, нахуй. Пиздили, говорит, только так, нахуй. Вот так вам казахстанская тюрьма, блядь. Поэтому то же самое, что в России, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан одно и то же. СССРская наводка, СССРские тюрьмы. Поэтому у нас не будет такого. У нас все будет по исламу, по шариату. Только так. В тюрьму, нахуй, садиться только за косяк, нахуй. За какую-то хуйню там не надо, нахуй. Там пошочине жене дал, пизделей жене дал или что-то такое, и хуяк посадили на 100 лет, нахуй. Нет, такой хуйни не будет, нахуй. Подрались, нахуй, разобрались, штраф, нахуй, на семью, блядь. Все, ёбнул, штраф, блядь. Если убил, да, посадят, нахуй. А так, блядь, за какие-то хуйни-муйни, блядь, не надо, нахуй. Людям, блядь, гнобить, нахуй, жизнь, блядь. Хуйней маяться нельзя, блядь. Вот чисто так, блядь. Человеческий облик вот такой он должен быть. А не так, что, блядь, нахуй, грубо говоря, гнобить в тюрьмах, блядь, по 40, там, по 50 лет, нахуй надо, блядь. Как вот, если видели, блядь, Навального ёбнули. Нахуя нам такие трупы в тюрьме, блядь? Нам трупы в тюрьме вообще не нужны, блядь. В тюрьмах люди должны работать. В первую очередь, если даже человек туда попадет, он будет работать там. Конкретно будет работать и конкретно будет зарабатывать. Вот, допустим, здесь, в Германии, тюрьма вроде была такая, что то ли 10 евро в день, что ли, платили, что-то такое. Вот
в тюрьме можешь зарабатывать 300 евро в месяц, вроде бы, когда ты работаешь. А может и больше, я не помню, блядь. Ну, явно вот так, короче. Вот так. А если ты не работаешь, тебе все равно дают в месяц, короче, 70 евро, короче. В месяц дают. В тюрьме в Германии за то, что ты не работаешь. Социальная политика. Социал платит. Допустим, ты сидишь там за что-то там, ты им, наоборот, должен, да? Все равно тебе дают 70 евро, блядь. Я вот лично сам, блядь, нахуй охуел, блядь. Вот, и поэтому, исходя от этого, цивилизация, так скажем, да, ведь должна быть вот такой. И, конечно же, блядь, нахуй, нашим долбоебам это тяжело будет понять, нахуй, но это не означает, что ты ёбнул кого-то и сядешь, и тебе что-то будет платить. Нет, это не означает, что ты каждый день в тюрьме попадал, блядь. Это не означает. Это таким образом людям не надо доносить. А доносить надо таким образом, что в тюрьму нельзя попадать вообще. Вот первая задача, блядь. Примерно так. Шундыхаль. И самое главное, разобраться с этим узким миром. Самое главное вот это. По-другому никак. Шундыхаль, Дуслан. Ну, на этом, короче, заканчиваем, наверное, точно уже, блин. Потому что темы до хрена, я же говорю, тут не закончишь. Это всякие можно разговаривать. Так, бірден 16 минут өтті, сізде уже таң ата. Башқұртстанда, Қазақстанда таң ата уже, Өзбекстанда сағат 5 уже, сізде бітінігізде. И в Кыргызстане вообще 6 время. Почему-то в Кыргызстане на 5 часов разница. Странно. Удивляюсь над их временем, блядь. Вот так вот. Что-то у них не все, не как у людей, блин, все. Ну, рахмат сізге. Тогда заканчиваем. 5 часов 20 минут я вел эфир. Рахмат. Тыныштық всем.